Тогда ладненько. Все. Здравствуйте. Время 15:00. Мы начинаем сегодняшний мастер-класс по среднему пучку. И вначале, чтобы продолжить, чтобы убедиться, что вы меня видите, слышите, я попрошу вас, напишите, пожалуйста, в комментариях, как меня слышно, все ли видно, и тогда мы начнем. И пока к нам присоединяются к трансляции, сейчас вроде немного человек смотрит, и пока вы отписываетесь, я немножко расскажу о регламенте нашего мастер-класса. Так же, как и в прошлый раз, примерно по времени мы рассчитываем около 4 часов, но, возможно, немножко затянется, как и в прошлый раз, никто от этого не застрахован, потому что чем больше будет вопросов, тем больше, тем дольше он может продлиться, но на самом деле я рассчитываю, что вопросы в этот раз все-таки будут, потому что в прошлый раз мне немножечко не хватало обратной связи, скажем так. Поэтому даже если все понятно, даже если там все видно, слышно, пожалуйста, иногда хотя бы раз в полчаса отписывайтесь, видно ли меня. Видно, слышно, отписываются? Все. Так, тогда начнем. В общем, где-то часа через 2 мы сделаем перерыв, минут 15, в принципе, как и в прошлый раз. И вы сможете там отойти, немножечко передохнуть, налить чай, кофе. Знакомлю вас с нашей моделью очаровательной, Аня. Труд моделей на самом деле нелегкий, вроде кажется, что вроде человек сидит и сидит, но на самом деле тяжеловато сидеть 4 часа неподвижно, поэтому если что, мы будем немножечко прерываться на пару минут, чтобы она могла немножечко потянуться. Думаю, вы нас простите, ничего страшного нет. И начинаем. Почему я выбрала средний пучок, сразу после локонов на онлайн-мастер-класс? Потому что на самом деле для меня это было очень сложной прической на протяжении очень долгого времени. То есть низкий пучок, в принципе, по мне кажется, достаточно легким. Я думаю, обязательно проведем мастер-класс по нему, но все равно, в принципе, я смотрю даже работу начинающих стилистов, по низкому пучку есть достаточное количество видео, в интернете, на ютубе, достаточно понятные ориентиры, в какой точке он должен находиться, и поэтому сделать его не составляет сложности. А средний пучок, собственно, так же, как и высокий, он достаточно сложный технически, потому что очень сложно не завалить форму, сделать его нужных объемов, нужных пропорций, и при этом, чтобы он смотрелся легко, то есть не сделать вторую голову, как говорят. Поэтому сегодня начнем с него, тем более это самая популярная, действительно самая популярная прическа среди невест, потому что многие невесты выбирают прически с фатами, и эту фату нужно куда-то прикрепить, если это низкий пучок, или локоны, или греческая, в основном фата нам прическу прикроет, полностью. Поэтому если невеста приходит и говорит, я купила фату, или я планирую, то сразу первая прическа, которая приходит на ум, чтобы это смотрелось гармонично, хорошо, красиво, конечно же, это средний пучок. Во-первых, он не будет менять пропорцию лица, как высокий пучок, потому что высокий пучок делается достаточно высоко, в точке макушки, я сегодня об этом еще упомяну это, и будет направляться высоко, поэтому волосы в высоком пучке задираются достаточно высоко, это очень смелое направление, и действительно не всем это идет, и невестам не всем, иногда мы делаем на репетиции, и мне, допустим, может не нравиться, о чем я говорю, то есть мы можем поменять высокий пучок на другую прическу. Средний пучок, к счастью, не дает такого прям кардинального изменения геометрии, анатомии лица, смотрится достаточно красиво, торжественно, пышно, при этом у лица волосы не задираются никуда высоко, не сильно меняется, опять же, геометрия, то есть они у нас будут идти по личику и потом аккуратненько вписываются в прическу. И при этом мы всегда можем прицепить фату, прикрепить под пучок, и это будет смотреться красиво, гармонично. Поэтому, я выбрала средний пучок, и я надеюсь, вам понравится техника, во-первых, самая легкая из всех, которые я видела, потому что их, в принципе, много существует техник, и смотреться всегда будет очень красиво, если у вас в портфолио будет такая прическа, хорошо отработанная, то, в принципе, думаю, вы невест найдете всегда.
Вот. Первое, с чего мы начинаем, это опять же подготовка волос. Но на первом онлайн-мастер-классе просто большинство уже смотрели мой, ну, как первый, да, онлайн-мастер-класс, поэтому я буду немножечко ссылаться на него. Я там рассказывала, что и как и почему, да, мы обрабатываем волосы. И на первом слайде в раздаточных материалах можете вывести, пожалуйста, первый слайд по подготовке волос, тоже можете видеть, все этапы я выписала опять же. Но я не буду, к сожалению, да, не могу себе позволить второй раз 2,5 часа, грубо говоря, говорить только об этом, поэтому извините меня, те, кто не смотрели первый раз мой онлайн-мастер-класс, но я как бы позволю себе так сказать, что посмотрите первый, да, потому что я не могу каждый последующий онлайн-мастер-класс как бы добавлять огромный объем информации с предыдущего, просто на прошлом как раз я очень сильно и подробно разжевывала, как мы готовим волосы, почему мы их готовим, да, если мы моем волосы в день, да, торжества, как у вас указано на слайде, то почему мы моем именно в день торжества, если мы их гофрируем, то почему мы гофрируем, если мы используем солью, то что это такое, зачем мы это используем и так далее. Поэтому сегодня я объяснять именно физические, химические процессы, да, не буду, может быть, кому-то не нужно, если кому-то нужно, опять же, пересмотрите мой первый, наверное, мастер-класс, но повторю еще раз. То есть мы, во-первых, моем голову в день торжества. Это обязательно и всегда, за исключением случаев, если девочка у нас, допустим, в положении, да, сборы в 5 часов утра, и мы не хотим ее напрягать лишний раз, ну жалко нам ее. Тогда пусть она с вечером помоет, ничего страшного. Но опять же уточните, пожалуйста, у клиента, насколько сильно у него волосы пачкаются. Потому что если у нее излишнее, да, выделение сальных желез, то может получиться так, что у нее волосы будут грязные уже к утру. То есть этот момент обязательно обговорите. Если волосы нормальные, пачкаются через 2-3 дня, да, как в норме, тогда может помочь с вечера. Но если это здоровый, нормально функционирующий организм, да, сборы там в 7-8 утра, то в день торжества, грубо говоря, раз в жизни можно встать, утром помыть голову, потому что волосы будут выглядеть абсолютно по-другому. Вот у нас сейчас у Ани волосы натуральные, не крашеные, свежепомытые, и вот видно, да, как они у нас блестят, то есть они блестят, они по-другому рассыпаются, они по-другому тянутся, и вы не сможете никак добиться этого эффекта, если волосы будут грязными. Ни сухие шампуни, никакие другие продукты, ни блески для волос, вообще ничего для этого нам сделать не смогут, они смогут нам, если только утяжелить волосы. Больше ничего, поэтому мы помыли утром волосы. Если это волосы натуральные, да, я еще советую использовать соляные спреи, но советую не на 100%, я, честно говоря, не всегда ими как бы пользуюсь, и стилисты как-то делятся на два, ну, как бы лагеря. Кто-то ими пользуется всегда, кто-то ими не пользуется никогда, кто-то, как я, наверное, третий лагерь, и так, и так. Но в чем смысл солей? Опять же, не буду глубоко, да, вдаваться, как в прошлый раз, но в двух словах, это щелочные растворы, которые делают волосы пожестче. Поэтому, если нам нужно тянуть текстуру, а в пучках, да, ну, вообще, в принципе, наверное, во всех прическах, кроме супер гладких, зализанных, нам нужно тянуть текстуру, нам нужны волосы, да, для того, чтобы тянуть текстуру, сделать более деревянными, более жесткими, податливыми, чтобы мы могли, грубо говоря, как из пластилина из них лепить. Поэтому, если вы ничего не сделаете с волосами, да, и начнете, вот, допустим, сейчас покажу, ну, просто, да, вот обычные вымытые волосы, гладкие, натуральные, ничего с ними не сделано. Если вы начнете из них просто тянуть текстуру, скорее всего, в течение дня, видите, они пружинят, и в течение дня они упадут. То есть с такими волосами тяжело будет работать. То есть вы их тянете в одну сторону, отпускаете, а они абсолютно в другую сторону у вас как бы падают. Вот для того, чтобы этого не было, конечно, лучше использовать соляные спреи. Но очень аккуратно. Я сегодня, честно говоря, не пользовалась соляными спреями, но я как бы не против их, но просто сегодня мы чисто прогофрируем и все, да, то есть в день свадьбы, когда времени на подготовку волос не так много, сегодня, в принципе, было много времени, да, могла бы я это сделать, но так немножко приближенно к жизненной ситуации сегодня будем действовать. Если вы придете так, девочки, и у нее натуральные длинные волосы ниже попы, если вы начнете обрабатывать все это соляными спреями, потом обязательно после них нужно просушивать феном, потому что иначе они будут очень-очень-очень мокрыми, то есть вы не сможете работать, просто обработав соляным спреем, да, взять плойку и начать крутить. То есть проработать все и просушить, это, ну, полчаса, наверное, точно. Поэтому в день свадьбы невесты, ну, хоть и готовы, в принципе, сидеть долго, но
честно говоря, не очень любят, поэтому, в общем, можете делать иногда, но, как правило, в принципе, вот сегодня будем делать гофре хватает. В общем, ладно, с этим не будем, опять же, долго останавливаться на этом. Что мы сегодня будем делать, это гофре. Вот насчет гофре мы с вами поговорим, потому что если работать на таких волосах без гофре, во-первых, они достаточно безобъемные, да, хоть и свежевымытые, немножечко приподнятые, конечно, от корней, но все равно, поскольку пучок будет достаточно большой, да, большой объем, для того, чтобы это не смотрелось комично, да, смешно и непонятно, нам нужно обязательно сделать прикорневой объем, достаточно, ну, как бы создать такую густую подушку, чтобы человек смотрел, да, на нашу невесту и видел, что у нее и от корней много волос, да, густые красивые волосы, и тут еще большая, как бы такая подушка, грубо говоря. То есть было понятно, чтобы все смотрело гармонично. Как только у вас будет огромная прическа, да, мы сегодня будем чуть-чуть накладных волос использовать, потом расскажу зачем. Как только у вас здесь будет большая массивная конструкция, а волосы у корней будут безобъемные, или еще, не дай бог, грязные, да, и прям будут вот так вот в облипку лежать по лицу, всегда это будет смотреться очень некрасиво. Вот начинающие стилисты, к сожалению, этим страдают. Я сама года полтора вообще не пользовалась гофре, думала, что это все лишнее, подначешу и все нормально. Но разница, поверьте мне, колоссальная. То есть, если у вас нет гофре, пожалуйста, купите, и вы поймете, что вам работать намного легче, и выглядит это намного красивее, намного более как бы гармонично. Вот, поэтому первое, с чего я начну, это я буду гофрировать. Гофре я тоже в прошлый раз показывала, рассказывала про разные плойки, да, почему я выбираю такие, не такие. Сегодня я их все уже не привезла, но еще раз повторюсь, что гофре должно быть достаточно частые, да, зубчики. Вот, возьму, извините, не предупредила. Возьму 2 гофре, видно? У одной зубчики пореже, да, у другой более частые. У этой немножечко они поглубже, но рисунок помягче получается. У этой, поскольку они почаще, они очень глубокие, рисунок получается чуть-чуть угловатый. Вот нам нужно волосы, опять же, придать им такую деревянность. Поэтому я вот между такой и такой гофре всегда выберу такую. Поэтому я вам тоже советую. Стоит она вообще недорого. Тоже в прошлый раз я рассказывала, что в ДНСе 500 рублей, пожалуйста, и вы с ней можете работать. Не обязательно тратить деньги, да, там на какие-то бэйбилисы, хотя вот тоже в прошлый раз показывала, у меня есть. Я на ней не работаю, очень-очень мягкие у нее зубчики. Видно просто буквально вот такие вот волны, никакой текстуры как бы это не дает. Поэтому мы берем обычную плойку гофре, желательно широкую. И первое, что мы делаем, это делим волосы на зоны. Тоже, пожалуйста, включите слайд второй, где у нас деление головы. Вот, можете наблюдать. Что мы делаем с самого начала? Мы берем и находим, как бы, вот самый первый, наверное, да, с чего я сейчас начну рассказывать, это нам нужно найти зону макушки. Вот у нас пробор, да, обычный пробор, который Аня носит у нас в жизни. То есть я его не меняла, ничего с ним не делала. Если к вам приходит такой клиент, вы возьмите и пальчиками этот пробор постарайтесь прям до конца его разбить, да, прям до конца максимум, куда вы сможете его разделить пальцами, вот до туда вы его и разбейте. И вот обычно в этой точке, докуда он распался, у нас волосы начинают закручиваться как, ну, по спирали, да, как будто бы, причем это у всех у нас есть, и обычно эта точка на голове, она самая приплюснутая, то есть если я вот сейчас расческу положу, здесь достаточно плоско. Вот это зона макушки, вот в этой зоне макушки у нас будет там первый хвост, потом я к этому вернусь. И, в общем, нам нужно сделать так, чтобы этот хвостик заходил еще немножечко с верхней части головы. Поэтому мы вот здесь вот отступаем еще, да, от зоны макушки, ну, сантиметра 3-4. И просто прямым пробором из этой точки к уху начинаем делить нашу голову. То есть просто прямой пробор к уху у вас тоже точно так же нарисовано на схеме. Все достаточно просто. Просто вертикальный. Для того, чтобы нам потом волосы не потерять, да, вот эти вот, что они гладкие, чтобы они у нас обратно не вмещались в общую массу, я советую вам их подзаколоть. То же самое мы делаем с другой стороны. Самое главное, наклони на меня просто голову немножечко назад, сейчас я поверну. Самое главное, следите, чтобы вот здесь вот у вас линия была одна, да, то есть прямая.
То есть не отсюда, да, ведите, чтобы она у вас преломлялась, а чтобы абсолютно была прямой. И то же самое, просто кушку прямым пробором мы ведем. Вот сегодня у нас волосы натуральные, не крашеные, тонкие. Прям классический такой пример клиента, когда он приходит с волосами, с которыми очень сложно работать, а хочет прическу, да, приносит картинку какому-нибудь блондинки с огромным объемом, с текстурами. Вот нам нужно приближенно это сделать. Поэтому, конечно, блондинка это хорошо, и на мастер-классы, наверное, знаете, и на обучение всегда берут блондинок, и если это обучение на манекенах, они всегда будут блондинками, потому что блондинки, грубо говоря, немножечко волос вот так вот закрутил рукой, текстуры подвинул, все, уже у него красивая прическа. С такими волосами так не пройдет, с ними нужно уметь работать, поэтому сегодня прям, я думаю, будет очень полезно именно жизненная, да, такая ситуация, когда не крашеные тонкие волосы, а нам нужно сделать объемную, да, еще текстурную прическу. И к тому же у нас еще у Ани челочка. С челочкой на самом деле вообще не просто работать. И мы сегодня обязательно расскажем, я расскажу, просто здесь много народу, поэтому мне кажется, что но на самом деле я расскажу, как с ней правильно работать. Вот. И начиная с верхней части, спасибо, в шахматном порядке мы будем волосы гофрировать. Гофрируем мы всегда полупрозрачными прядями, прям тонкими полупрозрачными прядями. Как только вы возьмете большую прядь, да, вот такую, у вас ничего не получится. Во-первых, у вас плойка не сможет ее прогофрировать, и будет немножечко рисунок снизу, немножечко рисунок сверху. А во-вторых, объема как такового не будет. Вы просто немножко заломите волос сверху, снизу, но в объем они не уйдут, а нам нужно, чтобы именно они стали такие жестковатые и объемные. Поэтому самое главное правило гофре: берем прядь полупрозрачную, то есть мы должны видеть, что там у нас сзади. Потом берем плойку гофре и обязательно прядь оттягиваем вертикально, да, от кожи головы, то есть ни в коем случае не так, потому что когда вот особенно начинающие, да, стилисты работают вот так, если плойку гофре опять же завести, то сверху она как бы не дойдет до корня головы, и получится здесь залом, причем залом на самом видном месте. Вот, поэтому лучше вертикально, чтобы и верхнее и нижнее полотно плойки подходило к коже головы примерно одинаковое. И начинаем просто гофрировать, прям посильнее нажимаю, и гофрируем мы практически всю прядь, но единственное, мы не будем гофрировать кончики, потому что если мы прогофрируем кончики, тогда у нас будет не очень аккуратно они смотреться, потому что все-таки локоны — это прическа, когда концы дают нам легкости. Пучок без выпущенных кончиков смотрится всегда, как говорят, такой бабушкин вариант, или еще называют дешевый вариант. Но что-то в нем не так, такие букли намечены, как будто вот так вот взяли, обкрутили, хвостики спрятали, все. А вот красивые концы сделать достаточно сложно, поэтому мы обязательно эти кончики оставляем. Поэтому, если волосы у нашего клиента секутся, да, очень сильно, особенно это касается блондинок или просто много раз окрашенных, осветленных волос, тогда обязательно просим, чтобы на кончики наносили либо бальзам, либо маску, чтобы кутикула сгладилась, чтобы у нас потом в прическе они смотрелись очень-очень красиво, гармонично. Я брошу, как бы переброшу на лицо и пойду дальше. Сейчас просто буду делать, грубо говоря, одно и то же. Гофри, там нет вопросов, Ань? Ничего не спрашивают? Спрашивают. Привет, расскажите, как правильно крепить фату и диадему. Ой, можно это в конце? Обязательно расскажу. Вот смотрела сегодня на фату в студию и не взяла ее, но расскажу. И диадему не взяла, но это несложно. И пока я просто гофрирую, на это уйдет минут 15, наверное, времени. Я вот как раз обещала рассказать про то, нормально все видно? Да? Про то, как вообще начинать работу стилиста, да? С чего я начинала, потому что потом не будет времени уже на это, потом я буду объяснять. Вот, сейчас попытаюсь эту тему максимально раскрыть.
Знаю тоже, что смотрят, мне писали девушки, кто вообще с прическами не связан, абсолютно никак, да, поэтому хочу им тоже рассказать. Первое, конечно, что вы должны сделать, это обучиться. Заниматься тем, что я посмотрю ролики на YouTube и все пойму. Поверьте мне, как человеку, который пересмотрел все, наверное, ролики на YouTube, это, ну, практически нереально по роликам что-то сделать, да, по роликам без голосового сопровождения. Даже если это голосовое сопровождение есть, обычно очень много информации утаивается, да, специально замалчивается, чтобы люди приходили на живое обучение и вживую, да, уже эту информацию там за деньги, за дополнительные перенимали. Поэтому все-таки вначале я вам советую отучиться. Если вы занимаетесь прическами и макияжем, да, или планируете, да, заниматься и тем, наверное, менее затратное все-таки будет это прически. Потому что прически на самом деле, конечно, много работы нужно, да, для отработки и причесок, и макияжей, но для того, чтобы сделать прическу, по сути, вам нужна плойка, утюг, гофре и 2 лака, да. Я помню, когда только отучилась и отрабатывала первые свои прически, да, еще в университете в Москве училась, ну, на заочном отделении, приезжала 3 раза в год на сессию. У нас не было и денег-то особо, да, покупать эти лаки, и как бы я не знала, куда мне ехать в Москву, где их брать, и деньги, ну, опять же, тратить, да, на проезд и на покупку их, ну, не хотелось. Мы шли в ближайший магазин в Ашан и покупали там лак каждый день, и на нем я отрабатывала. То есть первое время вам, по сути, просто купить плойку гофре и лак, самый любой, ну, самый дешевый. И вам этого будет предостаточно. И все, что вы должны делать в первое время, это просто много-много-много отрабатывать, да, чтобы у вас было красивое портфолио. Вообще, куда бы вы ни хотели устроиться в студии, допустим, да, но такие студии, к сожалению, в основном есть только в больших городах. Вот, я тоже, ну, понимаю, что в основном сейчас девушки смотрят из небольших городов, поэтому здесь, наверное, лучший выбор – это работать на себя. Но если вы в большом городе, то, наверное, проще изначально пойти в какую-нибудь студию, да, стилистов, чтобы там вам давали заказы, вы будете отдавать какой-то процент, но зато у вас не будет болеть голова об аренде, о налогах, о клиентах, вы просто будете исполнять свою работу, набивать руку, еще за это к тому же получать деньги, да, ну и опыт какой-то нарабатывать. Если вы в маленьком городе, да, в небольшом, или я вот видела, девушки некоторые есть прям совсем из очень маленьких городов, то такие студии, к сожалению, вы, конечно, не найдете, их просто, ну, не будет. Поэтому единственный способ вам как бы развиваться, это просто делать самим. Но в маленьких городах вот есть большой, очень большой плюс, то что найти вас можно будет очень-очень просто. Сейчас попозже отвечу. То есть если вы будете делать хорошо, да, даже вот чуть лучше других или просто на хорошем прям уровне, у вас клиенты будут всегда. Потому что, вот как я всегда повторяю, чтобы вас нашли в Москве или в Санкт-Петербурге, да, невеста, к примеру, да, вот живая, так сказать, живой клиент. Если вы даже делаете очень красиво, очень хорошо, на уровне там самых современных лучших школ, для того, чтобы на вас вышел как бы клиент, да, вы должны, не знаю, неимоверную работу совершить, даже если вы будете делать абсолютно бесплатно. А в маленьких городах, если у вас будет красивое портфолио, то, ну, конкуренции намного меньше, то есть вас всегда клиенты найдут и всегда будут вас любить и уважать, если вы будете делать даже чуть лучше, да, среднего уровня. То есть вам не нужно там будет конкурировать там, с мировыми чемпионами, да, к примеру, как в Москве, не знаю, или в Санкт-Петербурге. Не нужно будет конкурировать квадратными метрами вашего салона, да, как опять же в больших московских салонах. Там открываются, даже если где-нибудь на центральных улицах, у них очень большая конкуренция, потому что рядом, справа, слева и на всех соседних улицах уже есть большие салоны, да, с хорошими, как сказать, с красивым ремонтом, с качественным обслуживанием, с квалифицированными мастерами. В маленьких городах намного проще. Поэтому как бы я считаю, что в маленьком городе единственное, что вы должны сделать, да, для того, чтобы, ну, заполучить, скажем так, первых клиентов,
А первые клиенты всегда приведут вторых и третьих, если их будет устраивать, ну, как бы, качество услуги, да, которую вы оказали. Вот, вы просто отрабатываете много, шаг за шагом, выставляете все это в соцсеть тоже. Если вы не стесняетесь, как бы своей странички, вы можете даже начинать выкладывать на свою, да, страничку все это. Но я, когда начинала, я немножко стеснялась. Я создала отдельную страницу, то есть моя родная страница, так сказать, на которой там моя жизнь и все прочее, я ее уже давно забросила, редко туда захожу раз в месяц, то есть моя основная стала вот эта, рабочая. Но, конечно, лучше всего, если вы будете все-таки выставлять, наверное, работы на страничку, которая у вас уже есть, да, даже на личную, потому что все равно какое-то количество людей вас знает, да, с кем-то вы учились, с кем-то вы работали, там родственники какие-то, и они будут это видеть, будут знать, что вы предоставляете такие услуги, будут наблюдать ваш рост, и уже потихонечку будут как бы как сарафанное радио, да, друг другу рассказывать что-то о вас, показывать. Вы даже об этом знать, ну, не будете просто молча заниматься, как я, долгое время своим делом, и будете, может быть, даже убеждены, что всем все равно, что никто не знает, но поверьте, сейчас особенно, на самом деле, много времени до лета, у вас есть прекрасная возможность, прям в хорошем смысле, сделать хорошее, качественное портфолио, потому что, ну, до весны, то есть сезон, он начинается где-то, ну, в марте месяце, да, в конце марта. Конец марта, апрель, потом в мае никто не женится, потому что есть такое. У нас в России очень почему-то в это верят, что в мае жениться нельзя, будешь маяться. Я помню даже в прошлом году, по-моему, видела передачу «Наш ЗАГС», наш ЗАГС Владимирский, вот заведующий этим ЗАГСом, директор. Целую передачу посвятили тому, что они рассказывали, что это неправильная примета, что приходите, пожалуйста, что в мае это вообще, это очень хорошая примета в мае жениться, потому что, видимо, ЗАГС вообще пустой в это время. Завлекали как могли, грубо говоря. Вот. А потом с 1 июня пошло-поехало, свадьба. Поэтому у вас пока есть время все это делать, развивать. Раньше, вот когда я еще начинала в такое хорошее время, скажем так, не был рынок этим пресыщен и переполнен. И вообще раньше не было зазорно выставлять чужие фотографии работ. Сегодня, если мастер выставляет чужие фотографии работ, это считается прям, ну, вообще очень низким уровнем, да, воспринимается клиентами в основном, как будто вы хотите обмануть, да, ваших клиентов. То есть в мое время было все проще, я скачала 200 фотографий абсолютно чужих работ, я тогда начинала не по прическам, по плетениям, да, ну, по наращиванию, по другим каким-то процедурам, но тогда не было это зазорно, ну, все заходили, видели, о, да, плетение. Всем тогда, в те времена, да, это было, сколько там, 5 лет назад, было все равно, мое это или не мое. И дальше, когда 3 года назад я стала заниматься прическами, по сути, всем тоже было все равно. Тогда еще, я помню, многие выставляли чужие работы. Сейчас уже, конечно, конкуренция достаточно большая, но, опять же, так может показаться. Вот. И если вы будете прям много чужих работ постить, наверное, это будет не очень хорошо. Так, чего там по вопросу? Если волосы по поясу густые, сложно делать такой пучок. И если наоборот по плечи, реально его сделать. В общем, смотрите. Если волосы по поясу густые, это очень хорошо, потому что сегодня, вот вроде бы у Ани длинные, да, волосы, длиннее, чем по лопатке. Ой, господи, сейчас мы будем их гофрировать, их будет очень много, да, они будут густые, мы начешем, будет шапка такая, как у льва, грубо говоря. Но мы все равно будем немножечко волос, ну, как бы добавлять, потому что если мы не добавим волос, то большой вот такой объемный пучок сделать, к сожалению, не получится, да, но на такую длину можно, но мне немножко сегодня хочется сделать его, может быть, даже утрированным, да, чтобы вам какие-то еще моменты рассказать при работе с длинными волосами. Вот, поэтому, если волосы просто на такие волосы делать, да, без накладных волос, он получится, но будет, ну, такой средний, да, обычный классический пучок. Ничего плохого в нем не будет, прям среднестатистический клиентский пучок. Если посмотрите у меня невест,
они все, ну, как бы, грубо говоря, с таким пучком и ходят. Да? Я говорю, сегодня мне просто не хочется побольше его сделать, пороскошнее. Вот. А если волосы у нас по плечи, то такой пучок, к сожалению, точно не получится сделать. Потому что смысл среднего пучка, что он большой. Он, вот опять же, повторюсь, утрированно большой, как вторая голова. То есть он вообще был создан, да, мы тоже в прошлый раз мы говорили про правила золотого сечения, да, про гармоничные пропорции в природе, как, чего, откуда. И вот, может быть, помните, я говорила, что по правилам золотого сечения у нас голова человека должна относиться к телу как 1 к 8, да, или 1 к 7,5, да, если каблуки учитываются. Так вот, если у нас платье торжественное, большое, пышное, да, и мы сделаем вот такой вот маленький финтифлюшку пучок, это будет смотреться очень непропорционально. И хоть некоторые говорят, что у меня перегруженное платье, и я его должна, ну, не перегрузить еще прической, да, и я сделаю себе простой пучок, на самом деле, ну, как бы это будет, наоборот, не гармонично. То есть это мнение, с одной стороны, ну, оно, конечно, имеет право на существование, как и все, грубо говоря, в жизни, но оно будет немножко необоснованным. Поэтому под большое платье, да, под корсет, который увеличивает грудь, который смещает абсолютно пропорции, у нас должна быть большая прическа. Поэтому, если волосы будут по плечи, мы не сможем, вот увидите, мы сегодня будем делать 2 хвоста, валик, и по валику еще выстраивать именно волосами уже, да, валик у нас будет вот, ну, вот столько, к примеру, да, от кожи головы. Нам еще волосами нужно будет выстраивать самим, да, думать, смотрите, как такую форму полушара. Если у нас волосы будут короткие, мы берем их хвосты, здесь из хвоста, поверьте мне, вот столько будет волос торчать, да. Единственное, что мы сможем сделать, этим хвостом вот так вот прикрыть валик и все, то есть, ну, не знаю, как у птички у какой-то, потому что даже если мы их подзовьем, будет половину валика видно. С нижним хвостом будет полегче, что-то он, может быть, перекроет, но, в общем, это будет смотреться очень неестественно, некрасиво, и он будет маленьким. По сути, мы перекроем валик, да, максимально, чтобы его не было видно, и у нас будет вот такой вот маленький, крошечный пучочек. Вот, поэтому для коротких волос такой пучок, к сожалению, не подходит. Для коротких волос вообще единственное, что я советую, это низкий пучок. Ну, к низкому пучку, я надеюсь, мы еще с вами вернемся в следующих мастер-классах. Сегодня говорим о среднем, но, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если волосы длинные, густые, это просто отлично, мы не будем в таком варианте прятать, да, часть волос, как иногда, там, допустим, с высоким пучком мы должны будем это делать. Мы все волосы будем по максимуму использовать, чтобы максимальное количество легких прядей выпустить, чтобы он смотрелся очень прям объемно и красиво. Так, еще один вопросик. Так. Вот мне пишут, что скинули ссылку на видео среднего пучка на длинные волосы. Да, к нам приходила летом девушка с очень-очень длинными волосами, вот, ну, буквально ниже попы, как говорят, так не очень красиво может звучить, но реально так. И мы, ну, как мы опять, я делала пучок на длинные-длинные волосы, немножечко длины я убрала, потому что если волосы совсем, да, длинные, ну, там был, ну, опять же, ну, случай такой, в жизни таких клиентов у вас будет очень мало, но если у вас будет такая длина как бы волос, вот мы сейчас начнем волосы накручивать, у вас будет, грубо говоря, 1 оборот, 2, 3, 4, 5, на одну прядь волос у вас будет 5 оборотов, да, 5 разложенных красивых как бы локонов. И если у вас таких прядей будет, не знаю, к примеру, 20, сейчас у меня лойка пищит. Если таких прядей будет 20, то представьте, 20 умножить на 5, у вас будет 100 таких элементов. 100 элементов на такую ограниченную площадь уложить достаточно сложно. Поэтому там я немножечко подсъела, грубо говоря, 2 элемента, а все остальное, густоту, все укладывала. Так что можете посмотреть, чтобы мне сейчас тоже на это немножечко как бы сэкономить на этом время. Там, в принципе, все понятно и подробно. Там также я делала 2 хвоста, как сегодня буду делать, но я их оборачивала так вокруг друг друга, чтобы сантиметров хотя бы 10-15 визуально съесть, скажем так. Но опять же, густота мне нужна была там. Густоту я не прятала. Вот, поэтому вернусь к нашему разговору о клиентах.
о работе. Поэтому первое время я вам советую просто отрабатывать бесплатно. Да, не надо покупать, если у вас нет средств. Если есть, хорошо. Но если нет средств, не обязательно покупать дорогие лаки, да, там, Киона по 2000. Они никому не нужны. Ну, то есть лак, он вам не даст всего, на что вы можете рассчитывать, да, лак это всего лишь вспомогательное средство в вашей работе, все остальное должны делать руки, то есть вы должны оттачивать именно одни и те же движения, оттачивать, потому что, как и в любом новом деле, сначала вы должны как бы узнать, да, информацию, усвоить ее, понять, а потом вы должны как бы создать много, так скажем, синаптических связей, да, у вас в коре головного мозга. То есть, если вы будете регулярно делать одни и те же действия, эти связи, да, область в вашей голове, они будут укрепляться, то есть они уже будут быстрее происходить. Так же, как вы, не знаю, допустим, в комнате у вас выключатель с правой стороны, да, и вот вы живете 20 лет в этой комнате, вы уже машинально приходите и рукой раз по выключателю как бы стукнули и пошли дальше. А если вы потом переехали в другую квартиру или сделали какой-то ремонт, и этот выключатель будет с другой стороны, вам будет очень тяжело, да, то есть вы каждый раз, ну, будете через силу... Ой, у тебя тут короткие волосы какие-то. Нереально просто хвостик. Будете через силу себя заставлять его искать. То есть вы будете входить в комнату, поворачивать голову, искать его, потом рукой на этом уровне пытаться его найти. Вот то же самое будет происходить у вас всегда и с прическами, с макияжем, да, когда вы будете только начинать. То есть этот этап преодолеть, к сожалению, ну вообще никак нельзя. Я таких людей еще не знаю, которые вот им один раз показал, и они делают как будто всю жизнь. Да, как говорят, любой талант – это всего лишь упорство и труд. То есть люди говорят, ой, талантливый человек, а он там, может быть, 10 лет с утра до ночи одним и тем же занимался. Что у него уже вот эти связи, про которые я говорю, они уже настолько до автомата, ну, как бы нашли, что, как говорят, ночью, да, разбудите, и я вам там сделаю, скажу. Вот у него также мы глаза закроем, закрытыми глазами сделает какие-то махинации, скажем так. Поэтому отрабатывайте, я вам советую бесплатно. Потому что если вы будете брать какую-то плату за это, да, ну, во-первых, я считаю, что это некачественная услуга. Потому что, когда вы будете только отрабатывать, как раз делать свои первые прически, вы никакую гарантию, что эта прическа будет хорошей, красивой, носибельной, дать человеку не сможете. И поскольку вы не сможете дать человеку гарантию, то как вы можете брать за эту процедуру, это мое личное как бы мнение, деньги, да? Поэтому я вам советую как бы отрабатывать все это бесплатно. И еще один такой момент, что вот, допустим, есть такие группы, я думаю, в каждых городах, сейчас вы поймете, о чем я говорю, есть группа ВКонтакте, называется «Мастер-модель». То есть там пишет девочка: здравствуйте, ищу модель для отработки, ну, например, прически. Оплата 300 рублей. Вот многие стилисты, кто у меня учится, да, или просто я кого-то вижу, я знаю, страдают вот этой вот группой. Они еще не знают, да, ну, ничего особенно не умеют, грубо говоря. На свой страх и риск берут клиентов и еще берут с них деньги. Вот когда вам клиент заплатит 300 рублей, а через месяц увидит, что у вас 500, он задумается. А если он еще через месяц увидит, что у вас процедура уже стоит 700, он еще раз задумается. А когда он вам напишет через год и спросит, сколько стоит, а вы ему скажете 3000, он, ну, скорее всего, будет даже агрессивно настроен. Потому что это элементарная психология, он не поймет, за что он будет платить, да, если он уже однажды заплатил за эту процедуру в 10 раз дешевле. Вы ему просто не объясните это. Поэтому я вам советую сначала все это отработать нормально, по-человечески, а потом уже ставить нормальную цену. Когда вы поймете, что вы уже умеете предсказывать ход прически, вот, может быть, те, кто не работают, сейчас не поймут, о чем я говорю, а те, кто работают, напишите, пожалуйста, я думаю, вы поймете, что прическа дело такое, что пока ты не сделаешь ее до конца, пока ты не уложишь, да, последнюю прядь, ты вообще не понимаешь, грубо говоря, как она будет выглядеть. То есть одной прической, ну, вернее, одной прядью можно испортить прическу, убить ее полностью. Так же, как и можно вытянуть, да, всю прическу полностью. Сейчас. К прядям. Хорошо, видела. К прядям попозже перейдем. Ну вот, и если вы только начинаете работать, скорее всего, у вас этот страх
перед концом прически очень-очень сильный. У меня так было. Вот с кем я с девочками разговариваю, у всех так. Потому что непонятно, красиво будет или нет, а тем более непонятно, продержится это дело все или нет. Вот, поэтому лучше вы сначала добьетесь того, что вы уже точно знаете, что у вас будет хорошая прическа носибельная, а потом уже ставьте себе адекватную, нормальную цену, да. Если вы понимаете, что вы делаете хорошие, качественные прически, лучше, чем в парикмахерской Елена, да, через дорогу, то есть ставьте смело цену выше, чем в этой парикмахерской. Так, наконец-то мы все это прогофрировали. Не знаю, сколько это заняло. Наверное, почти полчаса. Но если вы сделали это быстрее, то, скорее всего, вы что-то сделали не так. Вот видите, прогофрировали, теперь я советую прочесать. Лучше, наверное, редким гребнем, потому что если мы сейчас будем частым прочесывать, они могут электризоваться и встать буквально дыбом. Видите, волосы у нас такие уже жесткие, мы можем из них уже что-то делать. То есть в какую сторону я поворачиваю, в такую они у нас как бы идут. То есть они уже намного меньше пружинят, намного лучше рассыпаются. Вот это самая главная подготовка волос. Это то, без чего вообще лучше прически делать не начинать. Особенно современные, ребристые, да, объемные, структурные. Если только, конечно, у вас блондинка, прям с такими выжженными волосами, да, которые прям уже сами по себе как пластилин, куда их повернешь, куда их положишь, так они лежат, тогда да, можете пропустить гофре, и то я не советую. А если у вас натуральные волосы, не крашеные, обязательно, обязательно купите себе гофре, потратьте полчаса и подготовьте волосы. Так, и начинаем нашу голову дальше делить. Вот я уже сказала, что у нас есть точка наименьшего объема, да? Опять же, ой, сейчас я переброшу назад. Опять же, вот наш пробор, с которым клиент ходит всегда. Опять же, повторюсь, я проборы не меняю, не люблю это делать, потому что клиент, как вот привык с пробором ходить, ему, скорее всего, будет так комфортнее всего. В общем, этот пробор мы пальчиками специально сильно утрированно разделяем, да, до точки максимальной. То есть ниже, я вот ее могу разделить ниже, но они, видите, обратно как бы волосы сходятся. Вот до этой точки. Кладу, чтобы себя проверить, там действительно плоско достаточно, это точка макушки. Вот здесь, в этой точке, и ни в коем случае не ниже, ну и желательно не выше, чтобы это смотрелось гармонично, мы будем делать первый наш хвостик. А хвостик это у нас будет как бы точка объема, да, одна из точек объема. То есть у нас будет один хвост, второй, между ними валик, может быть, вы уже видели в раздаточных материалах там схему. То есть у нас вот здесь будет потом выстраиваться объем. И, конечно, очень тяжело поначалу, да, если не знаете эти ориентиры, не завалить форму, потому что в основном, и я так начинала, и девочки, кто у меня в студии работает, в основном у всех одна и та же проблема. Эта форма поначалу получается объем где-то низко, да, достаточно, вот здесь. То есть вы должны следить, чтобы у нас было на уровне носа и глаз, и чтобы шло еще все это желательно по диагонали, да, у нас объем, то есть вот вверх. А когда у нас все это на уровне верхней точки, да, верхнего края уха и носа, и идет это не вверх еще, а в бок, то у нас голова визуально будет удлиняться. Это самая распространенная ошибка, и ее, наверное, совершают все, поэтому я обязательно еще сейчас об этом поговорю. В общем, голова будет удлиняться, и если мы возьмем вот эти вот пряди у лица, и их еще вот так вот будем также удлинять, да, то есть горизонтально вот так вот укладывать, не вертикально, да, образовать объем, как это мы будем, в принципе, сегодня делать, а горизонтально удлинять, то голова у нас будет длинный. Вот когда в плохом смысле говорят вторая голова, имеют в виду вот как раз такую непонятную форму. И еще, может быть, еще более непонятной, когда мы здесь поднимаем челку, про челку я обязательно поговорю. Не переживайте. Поднимаем челку не высоко, а достаточно приплюснуто. И вот у нас эта приплюснутая челка, эти пряди тоже горизонтально, тоже уходят вот в этот пучок. Смотрится это супер непонятно. Еще, не дай бог, здесь прижать объем, чтобы было понятно, что снизу у нас объема никакого нет. И все. Это будет не прическа, а просто карикатура какая-то. То есть такой прической можно испортить любую форму головы, какая бы девочка была некрасивая, она будет выглядеть просто несуразно, как бы с такой прической. Поэтому
Первое, с чего мы начинаем, это мы выделяем волосы, причем мы их выделяем для этого хвостика, да, первого, отступая вот здесь вот 2-3 сантиметра. 2-3 сантиметра или еще, как говорят, на толщину пряди. То есть вот здесь у нас должно остаться столько волос, чтобы потом, когда их подначесали, мы смогли увести к нашему пучку. То есть если мы очень много возьмем, да, нам будет тяжело такую толстую прядь уводить, а здесь будет очень маленький хвостик. То же самое, если мы мало здесь возьмем, да, у нас будет большой хвост, будет много волос, а здесь тоненькая прядочка, она что-то может не перекрыть. Поэтому 2-3 сантиметра. Можете прям даже сразу все убрать, вот эту вот зону. И обязательно те же самые 2-3 сантиметра мы будем потом убирать по нижней окантовочной линии. Поэтому я тоже сразу все это уберу. И то же самое проделаю с другой стороны. Здесь немножечко. Тоже, вот у нас передние волосы мы убрали. Здесь 2-3 сантиметра отделяем. Спереди вот здесь не надо сверху, да, 2-3 сантиметра. Здесь мы будем прям практически из этой же точки делать. Вот чуть-чуть прям сантиметр отступаем и сюда в бок ведем. Видно? Нормально видно? Непонятно, не говорят мне. Ладно, будем считать, что видно. Так, и сверху у нас такой должен быть первый как бы кружочек, тоже в раздаточных материалах все это есть. То есть вот у нас точка наименьше объема, вот чуть-чуть сверху, да, у нас 3 сантиметра, чуть-чуть снизу пару сантиметров, и мы делаем наш первый хвостик. Но мы сегодня, как я уже сказала, будем использовать волосы накладные, поэтому сейчас я покажу, грубо говоря. То есть вы, если вы не используете волосы, вы выделяете эту зону и делаете здесь хвост. Я сейчас буду делать абсолютно то же самое, но я внутрь спрячу буквально по одной прядочке волос, сверху и снизу. Для чего я это буду делать? Во-первых, как я уже сказала, хочу сделать большую, да, объемную форму, такую прям классическую, прям, то есть форму такую, с которой, скорее всего, к вам будет приходить клиент. Потому что я тоже уже рассказывала, как клиенты у нас ищут прически, да, они забивают свадебная прическа, или прическа на свадьбу, им выдают, скорее всего, 80% вероятность фотографии или стиля. Или стиль сами на своем сайте это всегда пишут, что 86% невест приходят с нашими фотографиями. И это действительно так. И там будет, скорее всего, если она выберет средний пучок, большой объемный пучок. Так вот, мне нужно рассказать, как его делать. Потому что если мы не вставим волос, как я уже сказала, он у нас будет тоже, в принципе, хорошего объема, нормальной формы, можете посмотреть у меня работы, но он будет немножечко не такой вот большой, вот у них, вот, видите, реально утрированно большая вот эта вот часть. Мне сегодня хочется сделать побольше, да, так, покрасивее, чтобы вы понимали, как же вот именно эта форма делается. Поэтому я немножечко, буквально для густоты, добавлю и чуть-чуть для длины этих волос. Плюс натуральные волосы. Они, конечно, здесь, ну, хорошие, да, за ними уход видно, они мягкие, такие хорошие, гладенькие, но они, если присмотреться, достаточно сеченые внизу. Поэтому, если у вас волосы сеченые, вам лучше тоже, опять же, использовать дополнительные пряди, потому что их объем перебьет количество вот этих сеченых волос, и когда вы выпустите хвостики, да, красивые, это будут хвостики в основном из этих натуральных волос, и они будут смотреться намного аккуратнее. Потому что у меня еще хороший случай, но бывают волосы, особенно если блонд, они прям такие зажеванные, как будто на концах. Вот если вы выпустите хотя бы 4-5 таких зажеванных концов, они съедят вам всю прическу, всю легкость прически. У вас будет красивая форма, вы все сделаете, вымерите, а потом просто вот эти концы будут на всех фотографиях, да, вам всю прическу портить. Поэтому для того, чтобы наши хвостики были покрасивее, посимпатичнее, мы будем использовать накладные пряди. Просто внутрь вот этой вот нашей зоны, да, я сейчас внутри подначешу и прикреплю. Опять же скажу, буквально вот одну прядочку. Пряди для волос, да, там спрашивали, мне не показывала, спрашивали, какой фирмы я использую. В общем, когда-то очень давно я училась наращиванию волос. И я не знаю, как так случилось, честно говоря, но подруга у меня тогда занималась наращиванием, я
как бы познакомилась с фирмой Hair Shop. Мои первые волосы, которые я наращивала, были хайр-шоповские. И как-то я к ним так прикипела, что я, не знаю, пользуюсь только хайр-шоповскими волосами. Они не очень дорогие, ну как относительно, конечно, не самые дешевые, но они, в чем плюс именно этих волос, они очень густые по всей длине. То есть как густое начало, такой же густой конец. Потому что много фирм, которые я перепробовала позже, получалось так, что они вот здесь вот хорошей густоты, а к концу вот, честно, буквально 2 вот таких вот волоса. Естественно, это будет выглядеть некрасиво. Ладно, поняла. Так, про челку тоже потом скажу. В общем, будет это выглядеть некрасиво. Еще плюс как бы хайр-шоповских волос, то, что они очень долго служат. Когда я училась в стильной прическе, да, первый раз, они тоже используют хайр-шоповские волосы. Поэтому как-то я к ним прикипела, сама их купила, с ними работаю. Но единственное, что блонды побыстрее выходят как бы из оборота, да, потому что блонды сухие волосы, мы их еще постоянно плойками, всем мучаем, лаками, пудрами. А вот, в принципе, такие волосы натуральных оттенков очень даже хорошо долго служат. Потом мы берем пудру для волос. Про пудру для волос я тоже рассказывала в прошлый раз, но для тех, кто не слышал, да, расскажу, обязательно повторю еще раз. Пудра для волос. Год to be, либо Oasis, без разницы какая, можно купить Next, можно купить Taft. В принципе, на этом можно сэкономить, они примерно все одного состава. Все хорошо, я просто не буду отвлекаться, давай раз в полчаса буду смотреть, а то я сейчас буду постоянно только читать и сбиваться. В общем, пудра для волос содержит в себе большое количество талька. Тальк на себе все адсорбирует, и поэтому вы, когда счесываете на пудру для волос, во-первых, сразу начес у вас как бы встает, да, грубо говоря, то есть схватывается. Во-вторых, этот начес, он никуда в течение дня, 2 дней, 3 не денется. Поэтому я всегда начесываю на пудрочку. Раньше начесывали на лак, то есть, да, начесывали, брызгали, распыляли лаком и все. Но на лак, на самом деле, начес намного грязнее. Берем прядь, сыпем сверху просто, как солью, немножечко посыпаем, чуть-чуть поверну. И поднимаем ее достаточно высоко, да, то есть вот так вот нет смысла начесывать прядь, высоко, перпендикулярно коже головы, а можно даже еще выше, и с небольшим натяжением начинаем вчесывать вот этот наш подшерсток, который есть, немножечко кожи. То есть вчесали, чтобы у нас здесь такая прям была, как губка, да, как я люблю говорить, как у собачки, вот такой начес. Когда она погуляет где-нибудь в репейнике, или у кошек вот такие. В общем, такие начесы, которые с виду, кажется, ну, не прочешутся никогда. Вот нам нужен такой эффект, чтобы наши заколочки, они хорошо держались. Дальше берем заколочки, они вот просто открываются, закрываются. Я всегда рукой держу, чтобы мне понимать, куда я волосы вставляю, да, то есть я держу прядь и заколкой насквозь ее как бы протыкаю и пальцем понимаю, что она прошла насквозь, то есть не просто так куда-то вставила, нет, так нет, чтобы не получилось так, что у нас прядь выскользнула, да, то есть зацепилась за 3 волосинки, а потом в течение дня возьмет и съедет, то есть мы протыкаем прям буквально насквозь, закрываем. И то же самое мы должны сделать здесь. Но у меня вот здесь площадь ограниченная, да, поэтому я вот здесь вот возьму, заколю невидимочкой, просто обычной маленькой невидимкой. А вот эту вот часть, нашу заколочку, подзаколю, только она какая-то неправильная. Вот тоже заколю невидимкой. То есть у меня все это будет спрятано, поэтому я тут особой красоты не пытаюсь навести. У меня все это будет в хвостике. А под хвостиком будет валик. И все это, в общем, ничего этого видно не будет. Все, прикрыли волосами. И теперь мы должны сделать наш хвостик, о котором я говорила. То есть, если у вас будут густые волосы, да, о которых вы говорите, густые, длинные, то просто без пряди на заколках у вас уже будет вот такой же результат. Теперь я должна сделать хвостик.
Вообще, если волосы густые и длинные, то, к сожалению, ничем другим, кроме вот таких вот резинок, да, денежных, вы сделать не сможете. Денежными резинками невидимки одевайте с одной. Можете, кстати, написать, показать вам или нет, потому что если вам интересно, я покажу. Если не интересно, и вы с денежными резинками не работаете и не собираетесь, да, и на чемпионатах не собираетесь выступать, тогда я не буду тратить на это время, расскажу, как можно другим способом. В общем, денежные резинки дело хорошее. Держать они будут наверняка очень сильно, очень хорошо и очень долго, но есть большой минус, они буквально затягивают волосы. Вот если у вас волосы будут в сильном натяжении, да, на невидимках прям, там то, что нужно с сильным натяжением делать, голова у девушки может заболеть, к сожалению. Потому что иногда бывает даже на мягких резинках делаешь прическу, и потом девушки жалуются, что тяжеловато, особенно те, кто, как я, да, допустим, вообще не ходит с хвостами, никогда, ну, не принципиально, но просто, ну, не особо нравится, да, или тяжеловато. Если вы сделаете высокую прическу на денежных резинках, она просто с ума сойдет. Еще ей надеть диадему, которую весит, да, 2 килограмма, фату 5-метровую, как действительно иногда бывает, расшитую, там, я не знаю, камнями Сваровски, там, еще чем-то, ну, как бы под низ, и все. И не то, что головная боль обеспечена, она запомнит свою свадьбу как худший день просто в ее жизни. Поэтому я с денежными резинками работаю очень редко. И то, знаете, вот в этом году я делала девочке одной на денежной резинке, потому что у нее были волосы, вот тоже буквально ниже попы, объема очень как бы большого, и она хотела высокий и еще гладкий пучок, но там я не могла себе позволить, да, немножечко не затянуть, не дозатянуть, потому что как бы только я ей этот бы хвост не дозатянула, у нее бы этот высокий пучок упал бы 100%. И я, естественно, с болью в душе начала ей крутить эти резинки, да, денежные, которые все перетягивают. Вот. И ну, мне было очень тяжело, потому что у меня у самой голова чувствительная, опять же, повторюсь, я с хвостами не хожу, а она, поскольку она с такими волосами, ей было привычно, она говорила, да тяни, тяни, ничего страшного прям. Я, говорит, люблю, когда потуже, чтобы я чувствовала, что мне прям тянет. То есть такие люди, скорее всего, действительно, либо уже привыкшие к такому, либо вы с ними поговорите, и они просто не выберут такую прическу. Нет там? Господи. Поняла. Отошлешь? Хорошо. В общем, поэтому я на денежных резинках останавливаться не буду, да, если вы мне не скажете, что показать, если скажете, на нижнем покажу. Я обычно пользуюсь резиночками вот такими силиконовыми. Такие маленькие, смешные резиночки, они продаются, даже в фикс-прайсе можно купить, или в любом магазине профессиональном, в хайр-шопе тоже продаются. Они, в принципе, держат хорошо, у нас на самом деле вся прическа будет потом держаться на валике за счет невидимок, то есть хвост ради хвоста нам здесь делать не надо, да, нам нужно обозначить эту зону хвоста, немножечко выправить направление, все остальное не переживайте, даже если резинки, не дай бог, в течение дня у нас лопнут, да, все равно прическа останется на месте, потому что каждый элемент будет закреплен. Если у вас нет таких резинок, вот, кстати, такие резинки, обязательно потом клиентам говорите, что им дома должны их срезать. То есть стянуть с волос их будет практически невозможно. Это такая же история, как с денежными резинками. Они цепляются за счет своей вот этой резиновой, да, основы, цепляются, дерутся, и будет очень больно. То есть если девочка живет одна, конечно, в день свадьбы она не будет одна, но, допустим, репетиция может она, ну, быть одна. Как бы, не знаю, можно ей даже разобрать прическу тогда в студии, потому что ей самой будет это тяжело. Поэтому, если вы не хотите травмировать волосы вообще, да, я вам советую приобрести, ой, есть еще одна, такие тряпочные резиночки. Обычные детские, такие резинки вам точно ничего, ну, не повредят. Снимет она потом их легко. И если прическа, когда, опять же, я сказала, нам нужно только обозначить хвост, да, без фанатизма, не сделать вот такой вот натяжной хвост, чтобы у нас аж глаза скосились, тогда можно работать ими. Но я все-таки поработаю силиконовыми, потому что мне проще. Но раньше я всегда тряпочными работала, не знаю. Если силиконовые, берете 3 штучки. Кучка, в кучке 3 штучки. И вот в этой точке, где у нас самое-самое плоское место, да, с направлением нашего объема перпендикулярно, да, коже головы,
как 90 градусов, начинаем завязывать хвост. Как только вы немножечко уснете, да, и вот здесь вот сделаете хвост, форму прически вы завалите. Как только вы, наоборот, с фанатизмом возьметесь за это дело и сделаете ее вот здесь, форму прически вы завалите, потому что это будет несуразно, опять же, смотреться, очень высоко, не женственно. То есть у нас вот здесь, вот этого хвостика, должна быть как бы такая талия, да, они не должны вот так вертикально все смотреть вниз или вертикально вверх. Ничего там не пишут про резиночки. Ну, значит, всем все равно. В общем, берем 3 резинки. Перпендикулярно ставим как бы наш хвостик и просто заматываем, как мы обычно делаем, без невидимочек, наш хвост. Самый обычный хвост. Петухи, не петухи, вообще все равно. Здесь все перекроется еще миллион раз, даже не следите за этим, это лишнее внимание. Прогофрировали, сделали хвостик, все. Вот. То есть он у нас в этой точке получается. У меня он немножечко, видите, сейчас торчит за счет того, что у меня там пряди. Но ничего страшного, мы здесь в любом случае будем подначесывать. Самое главное, внизу у меня вот здесь эта талия сохранилась, поэтому нормально. Этот хвост я пока оставляю. И согласно той схеме, которая у вас в раздаточных материалах, мы начинаем делать хвостик пониже. Хвостик пониже. Вот эти, опять же, 2-3 сантиметра. Как мы здесь отступили, мы продолжаем их отступать. Внизу 2-3 сантиметра продолжаем отступать. Все согласно вашей картинке. Здесь продолжаем отступать. И здесь мы должны сделать еще один хвост. И здесь какой тоже момент. Если вы, не знаю, тоже как-нибудь не рассчитаете, и вот здесь вот сделаете хвост, у вас будет огромное пространство между 2 хвостами. Вам сюда, чтобы не было дыры, да, просвечивающей буквально сбоку, нужно будет ставить огромный валик, и ваша форма немножечко сверху завалится вот сюда, потому что самое большое пространство получится у вас очень низко. Поэтому низко очень я вам не советую делать хвост, он все-таки должен быть похож на хвост. Лучше он повыше, да, даже будет, чтобы немножечко направление было приподнято. Вот видите, вот про короткий волос, на который я отвлеклась, немного, ничего страшного, мы куда-нибудь влачим. Если вы возьмете и подумаете, что вам вот этих нижних волос недостаточно, да, или там по какой-то еще причине, возьмете здесь слишком маленькую вот так вот часть, во-первых, у вас здесь будет очень мало волос, да, вот здесь вот. И вы, когда будем сейчас по валику волосы раскладывать, получится так, что вы сверху выложите будет большой объем, а снизу 3 волосиночки объема не будет, будет некрасиво очень смотреться. Поэтому тоже так лучше делать не надо. И еще вот такую массу волос, да, прогофрированных, очень тяжело будет с легкостью увести к пучку. У вас будет либо прогиб здесь, либо, видите, огромное количество волос. Поэтому вот ничего придумывать не надо, да, все гениально и просто. Берем и просто вот эти 3 сантиметра по около лицевой зоны, да, по периферии, по периметру, мы отступаем и все. Но, опять же, чуть не сделала хвост, я здесь хвост делать не буду, да, я сейчас возьму и в середину, опять же, прядочку спрячу. Опять же, объясню почему, для объема, для пущей красоты, для чистых кончиков. Беру вот здесь вот прядочку, выделяю на толщину начеса. Толщина начеса это сантиметр, да, или с палец. Толще никогда для начеса прядочки не берем. Тоньше, кстати, на самом деле тоже бывает коварная ситуация. То, что если тоньше прядочки брать, они будут хуже начесываться. Приподнимаю повыше, и весь вот этот вот подшерсточек мы счесываем. И опять же, здесь, видите, они должны приподняться и быть такой вот прям, не знаю, комочек у нас хороший. Потому что если мы такого комочка не добьемся, да, как я называю, тогда, если волосы натуральные, гладкие, здесь еще тонкие волосы еще ладно, на них в принципе такие штуки нормально держатся. Но если еще будут толстые, стекловидные такие волосы, тогда, если мы не в начес засунем, да, нашу заколочку, она просто, видите, съедет в течение дня. У нас, конечно, здесь будет еще все в хвосте, но все равно на будущее лучше учитесь как бы делать, да, изначально хорошо, чем потом себя переучивать, потому что переучивать себя намного труднее, чем изначально нормально учиться.
лучше всегда засовывайте, вот прям, опять же говорю, рукой прям трогаю и насквозь, получается, пробиваю. Вот у меня немножко заколочка отошла, я возьму ее невидимкой, просто заколю. Ну, продублирую. Все, теперь уже точно делаем хвост, надеюсь. То же самое. Иногда здесь бывает зигзагом, да, делают проборы. К зигзагу мы сегодня вернемся. Внутри, наверное, нет великого смысла делать зигзаги, потому что здесь структуру мы не будем тянуть, мы все это будем перекрывать нашей вот этой вот периферией. Вот. Но в будущем, конечно, как-то будет лучше, если мы вот проборы там на видном месте будем же делать зигзагом. Тоже мы на выставку это отправлять не будем, здесь все перекроется, поэтому без фанатизма, много времени на это не тратьте. У меня просто здесь опять же видите прядочка такая торчит, непонятная, я ее сейчас пальчиком попробую. Тебя никто не отрезал? Нет? Сама отвалилась, видимо. Сама покончила жизнь самоубийством. Все, берем 3 резинки. 3, потому что одна может лопнуть, 2 может лопнуть, вероятность, что 3 лопнет уже меньше. И дело, опять же, у меня пусть будет немножко торчать, вы на это внимание обращайте. Сверху. Делаем просто хвост. Здесь ничего не будет видно, поэтому, опять же, если вы будете делать сами с собой, не обращайте внимания тут, чтобы все было прям супер заглажено. Опять же, чуть-чуть повыше, вниз у нас хвост этот не смотрит, у нас форма, опять же, будет приподнятая и немножечко смотреть вверх, да, чтобы не сделать такого, как обычно сравнивают с человеком, с такой формой головы яйцевидной, с фильма «Чужой». Ну, не очень красивое сравнение, но что-то в этом есть для запоминания. И просто по центру, просто проверяю, что по центру делаем хвост. Чуть-чуть повыше, чем может быть. Вообще можно теоретически не делать 2 хвоста, а сделать 1, да? Вы тоже можете посмотреть на YouTube-канале у меня видео. Есть со средним хвостом через 1 хвост, со средним пучком. Но мне лично было достаточно сложно. Вот у вас 1 хвост, вы должны большой валик достаточно разложить, по валику локоны. Получается так, да, особенно когда поначалу начинаешь работать, что у тебя из одной дырки выходит весь твой огромный хвост волос, и тебе нужно разложить по валику, и ты, получается, начинаешь раскладывать примерно вот так, солнышком. Смотрится это всегда немножко некрасиво, по-детски, просто, да, без изюминки, поэтому я теперь делаю всегда 2 хвоста, потому что, во-первых, форма будет вырисовываться сама по себе, вам не нужно будет, да, особенно поначалу, когда вы еще точно не понимаете, что у вас в конечном итоге получится, форму не нужно будет вырисовывать, во-вторых, у вас валик будет посередине, и будет получаться так, что вот эти вот ваши волосы снизу и сверху вам будет легче их уложить, да, то есть они у вас здесь как раз могут идти вот так вот, могут горизонтально идти, могут идти вертикально, могут как-то перекручиваться. Как только у вас волосы выходят из центра бублика, вам уже такую легкость направления придать будет намного сложнее, потому что, что бы вы ни делали, первым делом вам нужно будет закрыть бублик, и вы будете закрывать его только вот так, и все ваши волосы будут вот так вот по радиусу расходиться. Конечно, если вы уже стилист со стажем, вы уже понимаете, что у вас просто должны быть более длинные элементы, да, вы их должны вытягивать, закалывать и друг друга немножечко вот так крест-накрест перекладывать. Но в начале, когда идет мания такая к маленьким таким, да, букличкам, вам будет сложно большой валик закалывать, поэтому лучше возьмите 2 хвоста, будете отрабатывать, вам будет намного проще работать. Вот, после этого мы должны будем с вами либо прикрепить валик, а потом накрутить наши вот эти хвостики, либо накрутить наши хвостики, а потом прикрепить валик. С валиками, сейчас я немножко отойду, да, ничего страшного, покажу, а то я их далеко положила. С валиками у нас работа, в общем, чего, не шуршать, положу, сейчас. 2 секунды, достану валик.
В общем, валики у нас есть круглые, да, такие, не знаю, бублики их еще зовут. Вот, на английском много смотрела роликов. У них все бублики, 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 у них как бы других валиков нет. У нас еще есть вот такие, да, девалевские продают. Они такой квадратной формы. В принципе, можно взять такой валик, но он стоит дороже, чем вот этот, конечно, не прям совсем космических денег, рублей 120. Можно взять как бы и его, да, использовать, но он такой большеватый. Обычно, когда мы работаем с такими большими валиками, мы их берем ножницами, разрезаем, там внутри каниколон, мы его как бы раздербаниваем, да, то есть большой такой делаем валик, и сюда можем уже его использовать. Но такие валики продаются только в профессиональных магазинах, и даже вот у себя, у Владимира, я не всегда могу их купить на самом деле. Бывает там то цвета нет, то валиков вообще нет, но в общем полагаться на них лучше не стоит. Вот такие валики, да, я вот купила тут. На днях, может быть, кто видел в сторис, выкладывала по 35 рублей. Такие валики найти намного легче. В любой копеечке, да, в любом магазине, самым там дешевым даже для косметики, да, для волос, они будут, ну, как бы в продаже. Во-первых, мы должны определить по цвету, да, валик. Мы всегда выбираем ближе к корню волос, потому что иногда бывает у нас вот здесь белоснежные волосы, и как бы в общей массе кажется, что у нас девочка блондинка, и это немножечко может нас спутать, сбить пути. И я иногда вижу, что стилисты берут белый валик и начинаю, да, его как бы укрепить, и потом, видите, белый, его всегда будет видно сквозь корни. Поэтому, если у вас корни не белоснежные, не используйте белый валик никогда. Коричневый или даже черный валик будет здесь намного более выигрышно, потому что, когда вы прикроете его волосами, будет как будто тень внутри создаваться. А когда у вас будет внутри что-то белое, никакого эффекта тени не будет, то есть это будет, наоборот, зиять через всю прическу. Вот, поэтому, если у вас вот такой валик, да, сейчас расскажу, как с ним работать, мы его крепим и потом можем накручивать волосы. Но если у вас валик вот такой, то имейте в виду, что вот эти вот волосики, да, вот которые, видите, тут и так сквозь эту сеточку выглядывает, а если мы еще его разрежем, одни вообще вот эти вот сеточки будут. Если плойкой прикоснуться, они очень быстро плавятся, прям мгновенно, то есть у вас вся плойка будет мокрая в этих волосах. Поэтому, если вы только начинающий, да, стилист, если у вас такой валик, лучше, я вам советую, однозначно, сначала накрутите волосы, а потом только используйте валик, иначе вы его прикрепите, и пока вы будете плойкой работать в этой области, вы весь его сплавите, он будет, ну, сплавиться на плойку, плойка испачкает эти волосы, но, в общем, потом она их не отмоет, не отчешет, ничего. Вот. Я, наверное, сегодня буду использовать такой, да, самый распространенный способ. Если кому-то надо, тоже можете написать в комментариях, я могу его вспороть, показать, как бы с ним работать. Вот. А так, берем вот валик самый обычный, видно побольше? Вот здесь вот внутри у него есть лесочка. Они прошиты, ну, как будто стежки такие. Мы эту лесочку вынимаем и выкидываем. И валик начинает разбираться как чулок, как бы его сравнивают. Вот, поэтому, если у нас, допустим, ну, к примеру, забегу там вперед, да, высокий пучок, и нам нужно выстроить форму, да, высокую. Если у нас валик вот такой, плоский, никакую форму мы им не выстроим. Поэтому в таком случае мы можем начать его разбирать, сейчас я его весь полностью разберу, начать его собирать чуть шире, да, чем он был у нас изначально. Иногда, кстати, эти валики изначально из нескольких, да, кусков состоят. Иногда вот его новый разложишь, а внутри там черная часть, да, отрезанная. Все бывает. В общем, если нам нужно высоту дополнить, мы его собираем, видите, повыше, чем он есть. Вот, допустим. Сейчас я вам сравню с тем, что у нас было. То есть вот у нас была высота нашего валика, вот мы новый собрали, он уже в 2 раза выше. И при этом он в 2 раза более мягкий и пористый. Вот мягкий пористый валик невидимки засовывать намного проще, потому что иногда валики настолько плотные, как бы продаются, что когда вы засовываете невидимку, она буквально выскакивает. И у вас может в течение дня, пока она будет танцевать, там, да, пока ее все будет обнимать, пока фата ее будет вот так вот постоянно туда-сюда как бы водить, у вас
эти невидимки могут выпасть. Как только вы сделаете его более таким воздушным, да, они будут держаться намного лучше. Но нам здесь, опять же, нужна форма, вы тоже посмотрите, в раздаточных материалах, может быть, уже видели, форма, получается, здесь у нас будет все-таки полукруга. То есть у нас форма здесь не квадратная, а немножечко полукруга. Поэтому вообще в идеале вот здесь, да, в этой точке, опять же, мы смотрим на уровне глаз носа и ведем, как я уже сказала, немножечко диагонально вверх. Здесь объем должен быть чуть больше, чем вот здесь, да, к примеру, то есть он вот так у нас должен идти. Конечно, мы волосами будем потом все это доделывать, но если мы возьмем, в общем, и прикрепим вот такой плоский валик, да, к примеру, то, ну, форму мы как бы не выстроим, да, не вытянем, как нам надо. Поэтому я вам советую изначально сделать валик немножечко полукруглый. Для этого мы его разбираем еще шире, да, делаем, чем он был. То есть был он у нас вот такой вот узенький, мы его раза в 3-4 шире делаем, смело. Мы всегда их так на самом деле раздербаниваем. Кто работает с волосами, знает, да, что это обычная практика, никакое не волшебство, никто вот с такими бубликами существующими не работает. И можем уже вот такой валик, да, как бы крепить, либо вот так, да, допустим, выстраиваю форму, чтобы у нас вот здесь было больше, либо вот так, опять же выстраиваю форму, чтобы у нас вот в этой точке, как я сказала, уже было больше. Сейчас я его немножечко подтяну и, наверное, прикреплю и буду накручивать. Но вообще, на самом деле, можно в любом порядке, ну, это вообще не принципиально. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, скажем так. Здесь не принципиально. Поэтому я теперь возьму его и, наверное, вот так вот я его прикреплю, чтобы у меня вот здесь было побольше. Можно, конечно, вот так, но у меня расстояние между хвостами не такое большое, поэтому я вот так полугармошкой. Крепим мы невидимками. Невидимки вообще обычно я использую Деваль, фирмы Деваль, обязательно волнистые, потому что прямые гладкие невидимки тоже, поверьте мне на слово. Если не хотите верить на слово, попробуйте. Они будут, во-первых, вылетать, да, поскольку они гладкие, то есть за счет вот этих вот бугристостей они будут у нас цепляться как бы в начес, да, и задерживаться. Гладкие у нас будут вылетать, да, туда-обратно, не будут задерживаться, во-первых. Во-вторых, если это маленькие гладкие, да, девалевские 40 мм, вот которыми будем работать, но мы волнистыми будем работать. Если такие же маленькие, но гладкие, они очень часто переворачиваются вот так. Как только у вас такая, ну, невидимка перевернулась вот так, да, крест-накрест, я вам советую сразу ее выбрасывать. Не пытайтесь ее как бы обратно вернуть и второй раз засунуть. Скорее всего, она может раз 5 вот так, да, то есть вы будете только тратить время, стоит она, грубо говоря, 3 копейки в общей массе, поэтому я обычно сразу выбрасываю, чтобы потом, ну, как бы не тратить время, и если она вот так у вас войдет, а вы не заметите, да, по какой-то причине, она у вас держать ничего не будет, то есть вы будете уверены, что ваша прядь закреплена, а она в течение дня у вас, скорее всего, выпадет, и этот локон может опасть, и, конечно, даже один локон, к сожалению, может в нашей работе испортить репутацию. Да, скажут, вот у меня прическа развалилась, у меня были такие случаи, когда, допустим, даже просто выпущенные концы в течение дня немножко распрямлялись, и клиент, поскольку он не понимает, не смыслит в этом ничего, но мы как бы не можем от него это требовать, там говорили, вот у меня распалось. Смотришь работу там, или вот я вживую увидела, говорю, так ничего не распалось, все как было, так и есть. Ну нет, ну вот что-то не то. То же самое может эта одна прядь сделать как бы такую плохую шутку. Будет, допустим, эта прядь не из середины, да, из середины выпадет, их бог с ней, ее еще другие пряди будут поддерживать. Как только это будет прядь какая-нибудь около лица, да, потому что клиент нас все-таки с лица видит, как только она будет около лица и одна прядочка выпадет, скажет, что прическа развалилась. Если свадьба на 50 человек, сами понимаете, один из 50 скажет 3 своим друзьям, и уже полгорода, если это маленький город, будет знать, что у вас разваливаются прически, все из-за того, что вы просто пожалели, да, не знаю, рубль на одну невидимку и не выбросили ее. Поэтому обязательно невидимки мы покупаем волнистые,
что бы ни случилось, всегда. Я вообще не знаю, для кого, честно говоря, придумали прямые невидимки. До сих пор для меня загадка. Нигде, где я не училась, того, где училась, ими не работают. Волнистые, и по размеру мы вообще всю работу будем работать 40 мм, но для валика я вам все-таки советую купить побольше, да, 50 мм, потому что они прям тугие такие, очень хорошо держат все, потому что валик у нас должен быть намертво прикреплен. Каждая прядочка весит немного, да, ее невидимками утяжелять не стоит, я имею в виду тяжелыми, но если вы не прикрепите хорошо валик, и добрые родственники, да, которые вот так вот всегда лезут к невестам обниматься, или кто-нибудь еще, да, либо она будет ехать, допустим, в машине, облокотиться случайно на сиденье, да, либо она приляжет головой, ну, к жениху на плечо, да, мы же не можем ее заставить вообще ничего не делать, да, ходить вот так вот, как статуя, либо она будет танцевать, либо, не дай бог, ее кто-нибудь заденет, либо фату заденет. Вот фата, когда у вас будет там 2-3 метра, женихи всегда наступают на фату, вот. Будьте уверены, что жених хоть один раз, но обязательно наступит на фату, потому что, опять же, это такое, ну, действие, да, ну, не свойственно же, да, у нас женихам ходить с невестой, поэтому, естественно, они случайным образом будут об этом забывать. Ну, в общем, если у вас будет валик плохо прикреплен, ваша форма в лучшем случае съедет вниз, в худшем случае вообще все развалится, поэтому валик должен быть прикреплен точно очень хорошо. Где приобрести такие невидимки? Я вообще такие невидимки покупаю, ну вот кто во Владимире, да, там есть несколько человек сегодня из Владимира, на Кирова 13 или в Альтаире, или в Цирюльнике, но вообще лучше на Кирова 13. Если это Москва область, то лучше покупать на оптовых рынках Марина Роща, Садовод Дубровка. Если это... показывает. Если это небольшие города, то, к сожалению, я не знаю всю специфику ваших городов, да, ваших магазинов. Если вы приходите в магазин, а там деваль нет, да, потому что все-таки это профессиональные невидимки, и они подороже, чем обычно, тогда вы можете приобрести, есть примерно такие же, называются Александра. Самое главное, пусть даже она будет прямая, да, ну вот нет волнистых невидимок, прямая, пусть даже она будет прямая, самое главное, вы должны обращать внимание, чтобы на кончиках были вот эти вот кругленькие, да, как бы штучки, потому что без вот этих вот кругленьких смягчающих штучек невидимки в валик не входят вообще. Сейчас я попробую найти, ну, наверное, не найду. Ну, в общем, поверьте мне на слово, как только вы эту невидимочку без вот этих наконечников, да, там просто железки такие обрубленные, начнете засовывать валик, вот здесь вот хорошо входит, а она будет пружинить. В общем, вы замучитесь, такими невидимками работать невозможно. Но, к сожалению, когда я ищу невидимки, во многих местах продают почему-то такие. И я тоже не понимаю, зачем, почему, для кого, кто на них работает. Насчет невидимок, надеюсь, все понятно. Поэтому берем невидимки побольше, да, как я уже сказала. Сейчас себе подготовлю их. Валик немножечко сминаем. Тоже не опускайте валик вниз. Если вы только начинаете делать прическу, всегда проверяйте себя сбоку, да, не стойте сзади человека. Когда вы будете стоять сзади человека, не обращая внимания на силуэт в целом, да, на профиль, скорее всего, вы совершите какую-то ошибку, потому что самая распространенная ошибка, когда девочка сидит все утро вот так вот вниз головой в телефоне. Она сидит, и, скорее всего, в день свадьбы, да, она будет так сидеть. Во-первых, вы чужой человек, вы пришли на ее территорию в 6 часов утра, ну, не каждый человек настолько коммуникабельный, да, чтобы с вами разговаривать сразу. Ну, есть, конечно, такие клиенты, но некоторые могут стесняться, это вполне, как бы, ну, нормально. Во-вторых, она на нервах, обычно невесты спят в день свадьбы, там, 2, 3, 4 часа, бывает, вообще не спят, там, бывает, ты приезжаешь, они там на корвалоле, на всяких таблетках, ну, действительно так. Поэтому, чтобы немножечко так закрыться, да, в себе, как правило, они сидят в телефоне вниз головой. И если она будет сидеть так в телефоне вниз головой, а вы сзади будете делать прическу, и вам будет казаться, что она достаточно высоко, да, вы ее сделаете, допустим, здесь, потом она поднимет голову, видите, у нее прическа может уехать. Она вот, невысокая, если она встанет, она будет казаться еще ниже. Если она встанет на каблуки, да, допустим, у нее жених еще выше, если она встанет на каблуки 12 сантиметров, все, у нее прическа просто сползет. Еще тяжелые фата,
еще пара добрых родственников, и она может оказаться, да, из среднего пучка превратиться в нижний. Поэтому обязательно смотрите, чтобы клиент смотрел вперед вот на этом этапе. Потом-то ладно, бог с ним, пусть смотрит. Вообще иногда бывает, вот они усердно опускают голову, как им не поднимая, опускают. Тогда возьмите и руками прям постарайтесь ей вот так вот телефон поднять, чтобы она поняла, что она должна сидеть вот так, как бы ничего такого в этом нет. И вот, как я уже сказала, на уровне глаз и бровей, да, не опускаем на уровень носа и на уровень верхней части нашего уха. То есть наш валик должен быть вот здесь. Не вот здесь, да, это уже высокий пучок, не ниже, да, ниже ушек у нас это будет низкий пучок, а вот именно здесь самое главное не завалить форму, не опустить его. Начинаем мы его крепить, наконец-то. Конечно, когда вы делаете это сами, да, самостоятельно, вот это все занимает полчаса времени. Мы сейчас уже 1,5 часа. Но это я к вопросу опережаю, потому что всегда спрашивают, когда особенно на мастер-классах, да, ну, на живых обучениях, всегда говорят, а сколько в жизни ты делаешь эту прическу? Да, конечно, 2 хвоста я не буду делать 1,5 часа, все это намного быстрее, ну, где-то 2–2,5 часа вас прическа будет занимать, поэтому сейчас не обращайте внимания, что так долго. В общем, мы начинаем крепить этот валик, открываем невидимочку. Ставим валик, как нам надо, да, повыше. И часть невидимки заходит в наши гофрированные волосы, часть держит валик. Не больно? Просто я всегда спрашиваю, потому что невидимку тяжело идет, туго, поскольку у меня там еще заколки. У вас заколок не будет? Ну, если будет, то тоже будет туго идти. Если не будет, то полегче вам будет. И опять же, за нижний край, то есть мы валик вот так вот насквозь не прошиваем. У нас здесь валик должен создавать нам объем, он у нас для этого и есть. Просто иногда вот действительно, почему говорю, вижу, что вот прям сжимают девочки, да, вот так вот, и начинают прошивать. Конечно, ну, так быть не должно. То есть мы цепляем самый низ валика. Вот здесь вот форму, если что, мы потом раз возьмем невидимочкой зацепим. А вообще нижний край валика и вторую часть как бы невидимки мы цепляем просто в наши волосы. И так прошиваем, грубо говоря, каждые 2 сантиметра со всех сторон, сверху, снизу, чтобы у нас, ну, как бы, чтобы у нас все это держалось. Большие я, извините, открываю зубами, мне сложно руками, потому что они очень тугие. И с другой стороны то же самое. Берем. Тоже не заваливаем вниз, его специально ручкой повыше поднимаем, смотрим сзади, да, чтобы у нас форма была симметричной, потому что иногда бывает, вот здесь побольше заколешь, и она может уехать. Если вы сделаете несимметричную форму, у вас, соответственно, и пучок весь, да, скосится в одну сторону, будет некрасиво, вам потом тяжело будет его вытянуть. И с другой стороны также просто прошиваю невидимками сверху, снизу. Ну, невидимки по 3-4 обычно с каждой стороны я засовываю, потому что это основа, да, фундамент, на который все будет держаться. Это как мы дом строим, да, мы должны фундамент там сделать таким, ну, не 10 сантиметров, чтобы все держалось. Здесь такое, может быть, тоже утрированное сравнение, но так оно и есть. Мы должны быть уверены, что с валиком ничего не случится. Пусть даже какая-то прядь у нас вылетит, у нас форма сохранится, да, геометрия прически сохранится. Падает. Кстати, невидимки, обычно шпильки, если вы в студии работаете, но дома, наверное, тоже это уместно, мы никогда с пола не поднимаем, потому что, ну, это некрасиво, да. Мы их обычно торжественно, чтобы клиент видел, сметаем в мусорку, чтобы он знал, что нам не жалко 3 невидимок. Да. Так же, как и расчески, когда расчески у вас падают, некоторые, да, поднимут, и все, и дальше чесать. Но вот немножечко театра, даже если вы дома, можно добавить. Взять спирт или там хлоргексидин, все это обработать, или пойти с мылом помыть, феном высушить. Человек подумает, ничего себе, вот это серьезный подход. Такие мелочи. А вам все равно, как бы, да, как говорится, а клиенту приятно. А так он будет сидеть и 3 часа думать о том, что у вас там на полу валялось, да, до этого. Что вы там ему вчесываете в голову. А некоторые бывают, блин, такие просто ипохондрики, что они себя надумают, и голова еще начнет у них потом чесаться.
Так, дальше. Сделали мы форму, да, ручку мою, видите, я поджала, чтобы у меня оно начало, ну, как бы приобретать очертания моего будущего пучка. Опять же, проходимся по всем точкам. Смотрим, здесь у меня все правильно, да, в точке наименьшего объема. Здесь у меня хвост не ушел ниже уровня уха. Сам пучок у меня, ну не пучок, будущий пучок, основа, да, для него, валик, находится в принципе по диагональке, да, от моего, ну, от моих глазок, да, и бровей. Все хорошо, и эта точка выше, чем вот эти. То есть пока все идет по плану. Неизвестно, что будет дальше, но пока все нормально. Дальше. И теперь мы просто будем вот эти вот хвостики наши, да, которые мы сделали, накручивать. Как мы их накручиваем? Накрутку, в принципе, я объясняла в прошлый раз, но для тех, кто у нас новички, да, с нуля, я позволю себе повториться. Те, кто уже слышали, знают, можете пока налить себе чаю, да, отойти или написать мне что-нибудь в комментариях, там подумать, да, что вас интересует. Я пока начну как бы... Даже не начну, ну да, начну, расскажу заново, как мы накручиваем. Во-первых, волосы наши мы всегда должны накручивать вместе с накладными, да, если это так. Кстати, оговорюсь, искусственные волосы мы не берем, никогда не работаем, ни за какие деньги, не портим себе ни репутацию, ни внешний вид прически. То есть, если волосы искусственные, мы просто с ними работать не будем, потому что они, скорее всего, не накрутятся. Если даже они накрутятся, они могут подплавиться. Если вы докрутите их так, что они не подплавятся, то есть, допустим, как... каниколон, да, на бигуди и в кипяток, и, то есть они накрутятся, не проплавятся, будут нормальной формы, вы их не вытянете, не разберете. Если вы совершите чудо, вытянете и разберете, вы их не сможете залачить нормально, чтобы не было блеска, да, я уже рассказывала в прошлый раз о том, что наши волосы адсорбируют на себе все, и если натуральные волосы мы лаком попшикали, они впитали, попшикали, впитали, попшикали, впитали, да, тут тоже сравнивала то, что когда мы моем волосы, да, мы сначала их как губку напитываем водой, поскольку они адсорбируют на себе воду, а потом только начинаем намыливать шампунем. Так вот, если волосы искусственные, и мы их разберем даже, да, и завьем, и разберем, и совершим, не знаю, реально 8-е чудо света, то залачить их без глянцевого блеска мы не сможем. И у вас будет половина прически полноценные, да, нормальные, около лица, к примеру, здесь какие-то прядочки, а те пряди, в которые попадут искусственные волосы, они будут выглядеть кукольно, некрасиво, грязновато. И, в общем, весь вид вашей прически, все ваши труды, которые вы будете тратить на это, они, ну, просто пропадут. В общем, в любом случае будет выглядеть дешево, да. Дешево, как будто прическу сделали в какой-то там парикмахерской около дома и взяли каким-нибудь лаком вот близко, залили вот так вот, и вот оно имеет такой карамельный, да, как будто карамелью залили, такой отлив глянцевый. Вот, поэтому с искусственными волосами мы не работаем, потому что это тяжело, долго, и всегда это будет некрасиво. Кто бы что ни говорил, сколько я не работала с искусственными волосами, я знаю, что это такое, да. Не тратьте свои силы, свое время, лучше откажитесь, не заработайте там этих денег, чем себе испортить репутацию. А если волосы натуральные, нормальные, мы всегда будем накручивать свои волосы вперемешку с ними. То есть мы здесь ни в коем случае не будем отделять, ага, вот эта прядочка у нас, то, что донорская, да, скажем так называют, не очень тоже красиво. Ну, чтобы вам было понятнее. А вот это вот своя, вот отдельно-ка я их накручу. Тогда тоже в прическе они ведь немножко по цвету отличаются, еще больше будут по структуре отличаться, по длине будут отличаться, будет всегда некрасиво. Поэтому мы всегда их счесываем все вместе, чтобы мы даже сами не понимали, да, где у нас там чего. И начинаем делить их, стараться, чтобы они у нас в прядочку попадали и свои, да, волосы, и вот эти вот длинненькие, как раз донорские, скажем так, да, натуральные волосы на заколках, как раз еще потому, что изначально я эти волосы взяла, чтобы у меня были длинные красивые кончики. Если я буду брать отдельные волосы свои, какой у меня будет толк, да, они будут не длинные, ну и не скажу, что некрасивые, но сеченые, поэтому, конечно, вместе
Обязательно. То же самое с нарощенными волосами, если вы будете работать, всегда вместе, обязательно, чтобы вот эти вот короткие волосы, да, свои, у нас сейчас у Ани не короткие, но если нарощенные волосы, они могут быть вот свои вот такой длины, а нарощенные прядь длинные, да, чтобы у нас ни в коем случае вот эти волосы короткие не были отдельно, чтобы мы вытянули прядь так, что вот этот короткий волос был влачен в общую массу, и у нас визуально бы казалось, что волосы очень-очень длинные. Прежде чем накручивать, я обязательно вам советую у корней подначесать. Начесываем на пудру, опять же, чтобы схватилось и не думалось. Опять же, немножечко оттягиваем прядь и буквально 2 сантиметра заводим расческу кожи головы, вынимаем. Заводим. У нас здесь не кожа головы, у нас основание хвоста, но смысл понятный. Если вы не сделаете этого, если вы возьмете вот эту прядь и начнете ее просто потом вести, она у вас будет здесь как шалтай-болтай. Вы ее прикрепите сюда и забыть про нее забудете. Когда вы будете следующую прядь вот эту брать, вы ее будете, видите, постоянно теребить, она у вас постоянно будет дергаться, и во что она у вас превратится в конце прически, вы даже не представите себе. Как только она у вас будет здесь подначесана, она все-таки будет иметь хоть какое-то основание. То есть основание у нас всегда должно стоять очень-очень жестко. Тогда все оставшееся будет у нас иметь определенное направление. То, что у меня здесь грязно, да, и видны петельки, мне все равно. И вам должно быть тоже, потому что это все перекроется много-много-много раз. У нас по-хорошему над валиком должно быть еще сантиметра 4-5 прически, да, чтобы сделать ту форму, которую мы хотим. Как только, как я уже говорила, волосы будут короткие, и мы просто вот так вот прикроем валик, видите, что получится? Очень некрасивая форма получится. Средний пучок не может быть маленьким. Это, просто, видите, возникнет такое чувство, что у нас был высокий пучок. Вот высокий может быть маленьким. Был высокий пучок, потом что-то пошло не так, и он у нас упал. Очень, в общем, еще раз повторю, средний пучок должен быть большим. Он должен быть вот объемным, красивым, чтобы снизу все это было объемно красиво. Поэтому то, что у меня здесь начесано у корней, бог бы с ним. Теперь мне нужно взять лак, я тоже, извиняюсь, отойду на секунду. Не взяла его себе, выставила. Буду накручивать на лак. Накручиваю я всегда на жидкий лак Силуэт Шварцкопф. Жидкий он называется, потому что он жидкий, баночки. Он с сильной фиксацией, самый сильный, который только лаки могут быть. Вообще, сухие лаки всегда будут меньше фиксации, чем жидкий. Еще раз тоже рассказывала, еще раз расскажу. Когда вы поработали им, да, и оставили его, вот это сопло, поскольку здесь лак, да, мокрый, может схватиться, поскольку он очень-очень сильной фиксации, и забиться. И вот у меня было несколько раз, я хочу вас от этого оградить, когда вы начинаете работать, да, не наводите первую струю на клиента, потому что бывает прям прыснет, причем это еще даже больно может быть. Обязательно в бок посмотрите, что оно не забилось, и начинайте работать. Даже если баночка новая, лучше в бок все это увести. Выбираем чистую прядь, лачим по направлению роста волос. Ни в коем случае не близко, да, как только вот сейчас близко сделаю, как только близко сделаете, видите, она мокрая. Она мокрая, и как бы вы ее сейчас не вычесывали, что бы вы с ней потом не делали, во-первых, когда вы сейчас прикоснетесь плойкой, она будет шипеть, да, клиент будет немножечко испуган, что такое с ним происходит. Во-вторых, она будет потом, видите, такой глянцевый блеск давать. Вот здесь вот очень хорошо видно под такими лампами на таких волосах. То есть вот это вот такое немножечко дешевенькое, да, как можно сказать, такой финиш, да, как говорят, есть матовый финиш, есть глянцевый финиш, вот можно сказать, что это такой глянцевый дешевый финиш, да, как будто дешевым лаком залачили. Дешево, конечно, не всегда плохо, но дешево в смысле, наверное, даже я имею в виду, что дешевая прическа — это когда человек не особо заморочился, да, чтобы ее сделать. А как-то сделаю. И вот по незнанию близко запшикал, да, и вот оно как бы так отливает. Поэтому мы обязательно, как на банке написано, 20 сантиметров от пряди по направлению роста волос. Опять же, если я буду против лачить, то вот эти все прядочки напитаются лака и будет очень некрасиво выглядеть. Сверху, снизу лачим, ручкой сразу я как бы сглаживаю все это.
прочесать можно, да, но я прочесываю больше, потому что я вот здесь немножечко, да, чтобы вам показать, испачкала. И начинаем накручивать. Эти пряди, которые в хвостах, мы накручиваем не в каком-то определенном порядке, да, никакой прям четкой системы построения нет, что-то влево, что-то вправо, и всего-то. Если это я накручу вправо, то лучше следующую влево, а следующую вправо. То есть у нас часть прядей просто должна быть накручена в эту сторону, да, чтобы мы могли их прикрыть, вот эту часть валика. Часть прядей должна быть накручена в эту сторону, чтобы прикрыть эту часть валика. Просто если они все будут в одну сторону, в принципе, тоже можно будет так работать, но вам просто самим будет тяжеловато, потому что вам придется менять направление пряди, и это тяжело. Теоретически можно, конечно, если у вас нет плойки, выключили свет, вы забыли или там просто, не знаю, хотите сделать из прямых волос, делать потом то же самое на прямых волосах, да, то есть мы потом будем укладывать по валику, можно то же самое делать, то есть мы будем брать, вытягивать текстуру и все это крепить. Но вот какое дело, почему мы все-таки накручиваем? Если мы будем делать так, то, видите, у нас вот эти волосы прямые, они не имеют направления, и, скорее всего, они будут торчать, да, я потом почитаю, в разные стороны. Поэтому, чтобы они у нас не выбивались из общей, как бы сказать, массы волос, нам лучше все-таки плойкой пройти, да, и их насильно как бы в какую-нибудь из сторон и придать им направление. Поэтому, если вы будете плойкой направлять волосы, допустим, в ту сторону, то ни в коем случае потом не пытайтесь руками вывернуть ее в другую сторону, потому что эти пряди будут уже иметь то направление, и когда вы будете ее переворачивать в другую сторону, они вам будут давать как бы грязь, да, вот эти вот пушинки еще больше, чем если бы вы не накрутили вообще. Поэтому мы должны прядь, опять же, не просто рукой, да, накрутить на плойку, потому что если мы так накрутим, какой в этом толк? Мы вот накрутим, да, к примеру, мой палец это плойка, а вот эти вот наши волосики, да, короткие, которые выбиваются, они абсолютно так же спокойно и останутся, да, как сейчас. И когда мы будем укладывать прическу, частоты прически, да, частоты это я всегда подразумеваю, когда все линии параллельны друг другу, когда у нас поверхность чистенькая, да, здесь, когда все волосы вглажены, когда если мы тянем, да, какую-то текстуру, она абсолютно у нас чистенькая, да, без всяких узелочков, без всяких торчащих волос, вот. Поэтому мы должны как бы добиться вот этой вот гладкости, поэтому мы плойкой сейчас будем и с той, и с другой стороны вот так вот брать, да, сглаживать, и она у нас будет как утюжочком и еще иметь какое-то направление. Почему крутите на лак, а если просто без лака? Если волосы, если блондиночка у нас, да, то можно и без лака, вообще без разницы. Но такие волосы натуральные, да, мы должны их, как сказать, придать им уже какую-то фиксацию, потому что бывают такие волосы, и опять же, я сегодня уже сказала, повторюсь еще раз, эти волосы хоть и тонкие, но они более-менее податливые. Бывают волосы прямые, тяжелые, стекловидные, которые вы снимете с плойки, они, я вот вам честно говорю, будут как будто вы не завивали, абсолютно прямые. Вы будете еще раз делать, а они просто по своей структуре, опять же, возвращаясь к прошлому мастер-классу, да, по своей структуре вы не сможете нарушить эти связи как бы так, да, чтобы они имели какой-то оборот. Поэтому натуральные волосы мы всегда будем точно на жидкий лак крутить. Раньше всегда, когда я училась, тоже, всегда мы крутили на сухой, да, на Шварцкопф, обрабатывали прядь и лачили, как бы, и оно вроде бы лучше держало форму, да, после накрутки. Но последнее как бы время, ну не последнее время, а вот я недавно слышала такую информацию, может быть, пару месяцев назад, что на сухой лак там крутят, грубо говоря, только идиоты, что если на сухой лак накрутить, то сразу придается некрасивый блеск волосам, что никакое сцепление он не дает, только налет. Ну и, в общем, пришли к выводу, что крутить надо исключительно на жидкий лак. Я проверить эту информацию не могу, как бы, да, вам просто пересказываю, как было и как стало сегодня. Но раз уж кто-то это сказал, да, кто-то какие-то, может быть, исследования делал, лучше прислушаться. Я стала крутить на жидкий лак, действительно почище стали прически. Но еще дело в том, что мы ушли от Шварцкопфа голубого, потому что он сам по себе дает серый налет, может быть, дело в этом.
Ну и хотя даже когда я училась 3 года назад в Эльстиле, натуральные волосы всегда накручивались на жидкий лак, потому что он сильной фиксации, и потому что после того, как вы снимете с плойки, после лака, прядь хотя бы будет иметь направление, а не просто будет непонятно вот так вот болтаться. А нам нужно в конце видеть, в какую сторону прядь накручена. То есть мы не бездумно, да, наматываем, потому что так надо, забыли, а потом нам надо волосы укладывать, а она прямая, и мы не понимаем, в ту сторону или в ту, а как бы бог бы с ней. Да, как бы я объяснила, что мы должны видеть и понимать, да, что мы делаем, и мы должны четко осознавать, что прядь у нас, допустим, в ту сторону накручена, ну или в обратную. Поэтому мы берем плойку. Плойку лучше брать. Я работаю на 33, просто я так привыкла, потому что если, допустим, локоны, да, я делаю, если 38 мм взять, они уже будут, скорее всего, плохо держаться. Поэтому на 33. Но можно пучки такие, да, делайте на больший диаметр, потому что, как я уже сегодня тоже сказала, еще раз повторюсь, сейчас идет тенденция из более длинных элементов, да, собирают. То есть у нас должна прядь иметь большой диаметр накрутки, да, чтобы нам вот такую прядь красивую заколоть. Как только вы возьмете плойку 25 мм, у вас получится вот такой вот баранчик, и вам придется из таких вот баранчиков, да, собирать всю прическу. И иногда это неплохо, да, ну хвостики такие более завитые будут, но в принципе в тенденциях, да, в общих тенденциях современности лучше берите 33-38, ну не больше, не меньше. Я на 32-33 работаю. Вот. Берем, открываем, все время у нас основание плойки будет сверху, а зажим снизу, в какую бы сторону мы ни накручивали. Если мы накручиваем от лица с этой стороны, вот в ту, да, сторону, то есть лицо у нас там, значит от лица это накрутка вот так. Тогда я прядь немножко, плойку немножко переворачиваю вот так. То есть открываю, зажим, полотно сверху, зажим снизу, закрываю и начинаю как будто утюжком, прихлопывая, вниз опускаться. Видите, как будто утюгом она проглажена. И правой рукой поднимаюсь еще выше. Опять, если я вниз потяну, она не потянется. Я должна прихлопывать. Вот нам раньше всегда говорили хлопай, 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 хлопай. Сейчас я могу не прихлопывать, да, приоткрыть. Но если поначалу вы прихлопываете и тоже подтягиваете. Вниз прохлопываем, подтягиваем. И так, незамысловатые движения, 2 хвоста мы должны тянуть. Вот хвостик я не придержала, он у меня выскочил. Ничего страшного. В общем, хвостик левой рукой, вы не должны накручивать рукой, ни в коем случае, но вы должны его придерживать, потому что вот видите, как он у меня убежал сейчас, вам придется тогда, вот, я его держу, чтобы у меня прям здесь чуть-чуть его торчало. Как только здесь будет длинная, да, часть недокручена под полотно, у вас тогда концы в локонах будут такие локоны красивые, да, ну, выпущенные концы локонов, а потом раз и палка такая прямая. Поэтому все-таки старайтесь, чтобы он был максимально под полотно закручен. И старайтесь тоже, чтобы у вас основание, да, вашей пряди было максимально накручено к валику. То есть вы, конечно, не кладите, да, прям на валик плойку, но поближе. И я обычно рукой трогаю, пока говорю, что у нас волосы натуральные, поэтому я подольше буду держать. Но в пучках тоже нет особой нужды прям долго-долго держать. Вот эта прядь, теоретически я могу ее отпустить, потому что мне не нужен прям сильный локон, да, крутой, я потом все это буду закалывать, но если я отпущу, я вот это все буду брать и постоянно его как бы взбивать. Поэтому я эту прядочку возьму и заколю. Можно клеммами, можно невидимочками. Вот так вот раз, то есть я его полностью. И буду брать следующую прядь. То есть эту прядь я накручивала от лица вот в эту сторону, да, как бы, а следующую тоже обязательно берите прядочку своих волос и накладных, вчесываем, вернее, пудрим у основания, подчесываем, да, опять же, все то же самое делаем, чтобы оно у нас так пожестче было. И мы должны будем накручивать вот в эту сторону, тоже лачем. Конечно, если волосы нарощенные, если блонд или накладные, накрутку будет держать намного лучше, чем свои. Но я на всякий случай лачу. То же самое, плойка сверху, зажим снизу, закрываем и теперь просто в обратную сторону. И хвостик вниз кидаем. Раз, приоткрываем вниз, подкручиваем. Приоткрываем, подкручиваем. И так я буду оба хвоста просто в разном
направление крутить. Опять же, видите, я докрутила, чтобы у меня хвостик не выскользнул, а потом раз прохлопала, чтобы он у меня все-таки докрутился, да, вот эти там 3 миллиметра, чтобы они мне потом не торчали очень некрасиво. Старайтесь, чтобы он у вас в конце как бы весь был под полотном. Можно взять шпилечку, да, допустим, и взять тоже насквозь, раз локон. Просто, чтобы они не мешали мне накручивать. Не то, что я пытаюсь, да, как вот мы в локонах делали, максимально там сохранить его, да, чтобы он остыл в таком положении. И это, конечно, тоже никто не отменяет, но вообще смысл того, что я делаю, заключается в другом. У тебя там есть какие-нибудь вопросы, пока я одно и то же делаю? Ничего нет. Ну, пока можете, да, какие-нибудь вопросы позадавать. Сейчас я поднакручу все это дело. Влево-вправо, влево-вправо. Уложу, и мы уйдем на перерыв. Думаю, это будет минут через 20-30, не знаю. Как повезет. И это в эту сторону опять кручу. Пряди по толщине должны быть примерно одинаковые. Не советую мельчить, потому что тогда будет мелкий рисунок, еще не дай бог вы такими буклями, да, начнете укладывать, небольшими такими элементами, а маленькими, узенькими. Если еще будет очень много, они друг друга перекроют в конечном счете, и будет у вас такой рисуночек не очень красивый, да. Сегодня все-таки современные наши такие рисунки, они из больших таких качелей, грубо говоря, делаются. Это на две части разделю. Опять же, я мельчить не буду. Если вдруг я потом буду укладывать, и мне покажется, что прядь моя вроде бы большевата, я возьму ее и поделю уже, ну, потом, да, вот она у меня будет накручена, я возьму ее на две части, разделю, в принципе, без проблем. Самое главное, чтобы вот эти пряди по толщине прогревались, да. Если вы возьмете, там, одной прядью накрутите, у вас она просто внутри не прогреется, и направление, ну, не придастся, да, волосам, как я показывала. Это в другую сторону. Просто и верхний, и нижний. Открутила. Держу рукой, чтобы было горячо. Потом схлопываю на ладошку, да, чтобы не тянуть плойку вниз, не выпрямлять их. Как ты, живая? Нормально? Просто тяжело на этом стуле сидеть. Я знаю это прекрасно, потому что нет опоры для поясницы. Очень тяжело. Но, к сожалению, найти стул, который бы и крутился, ну да, как барный, и при этом, ну, был пониже, очень тяжело. Я не нашла такого, к сожалению. Так, не начесала у корней. Лучше начесывайте до накрутки, потому что если вы накрутите, а потом начешете, ваши волосы немного, вот я вот сейчас начесываю, да, у меня какие-то волосы туда ведь, да, попадут, сместятся. И получится, что они будут иметь, допустим, вот все волосы это направление, а потом, когда вы счешете две волосинки, они будут уже выше, и они могут такую небрежность давать, а небрежность сама получится, да, нам все-таки нужно сделать все, что только мы можем, для того, чтобы это выглядело аккуратно в первую очередь. Потому что, конечно, самое главное, так считается, это форма прически, да, потому что если форма будет некрасивая, ну, как я говорю, заваленная, да, то человек, даже не разбираясь в прическах, поймет, что что-то не так, пусть даже она будет чистая, выглаженная, структурная, с ребрышками, воздушная, немножко будет такое недоверие, типа, ну, какая-то дурацкая прическа, скажет, ну, может, невесте не скажут, но между собой скажут, что-то была какая-то у Машки прическа дебильная на свадьбе, и все. А если вы сделаете форму нормальную, то вот насчет чистоты некоторые люди, может, и не поймут. А если вы сделаете и форму, да, красивую, с пониманием дела, да, и еще при этом все выглядите, ну, то, естественно, будет уже смотреться это очень достойно, уже скажут, блин, ну, наверное, такую прическу никто не сможет, да, сделать, кроме вас. Хочу обратить внимание, что вот эта вот прядь, да, которая повыше, которую видно, это не очень видно, она у меня накручена близко к корню, да, то есть вот у меня от корня практически начинается направление пряди. Если вы накрутите, что у вас здесь будет прямо, а где-то вот здесь завиток,
Очень сложно вам будет укладывать, вам вот эти вот 5 сантиметров прямых волос такой дискомфорт причиняет, что, конечно, если вы так сделали случайно, я вам советую все-таки не тянуть, перекрутить, потому что если она будет прямая, вы начнете укладывать эту прядь, а вот эта вот прямая, в общем, история вам съест весь ваш рисунок. И я теперь начинаю с верхней, перехожу к верхнему нашему хвостику. Тоже можно либо сверху начинать закалывать. Я сейчас немножечко, видите, поделю, я снизу начну. Снизу буду нижнюю, как бы сказать, толщину, что ли, волос, нижнюю густоту начесывать. Так, а если тебя попрошу чуть-чуть назад, нормально? Если перехватить дыхание, сядь потом нормально, если вдруг будет очень неудобно. То же самое, здесь уже, может быть, получше будет видно. Сначала пудра, потом начес. Начес осознанный, да, то есть мы не вот так вот начесываем, не понимая, чего мы делаем, а мы прям берем 2 сантиметра от нашего основания хвоста, заводим, да, вниз опускаемся, то есть мы еще хвост, да, держим достаточно высоко. Если мы будем держать его вот здесь, то, по сути, весь пух, который мы должны счесать, он у нас будет в пальцах, но мы не сможем его счесать. То есть мы должны держать прядь достаточно высоко, чтобы какая-то часть подшерстка, которая, да, вот здесь начинает вываливаться, мы смогли вчесать, получается, к нашему основанию. Поэтому поднимаем, заводим расческу вниз, вниз выводим, опять заводим вниз. Вот, все. Видите, у нас по сравнению вот с этой прядочкой уже начес. А когда мы еще начешем, еще начешем, мы сами себе зададим здесь еще дополнительный объем. То есть вот здесь вот мы сможем вытянуть ребра, да, ну, к примеру, а вот здесь они у нас должны быть начесаны. Иначе у нас будет гладкая вот здесь прядь, а потом откуда-то непонятно ребро, да, взялось, и мы будем сидеть и мучиться, что же нам вот с этой дыркой в нашей прическе делать. Поэтому еще раз я показала начес. Подначесали, залачили, да. Тоже, когда лачу, вот эти вот все пушки, да, которые могут торчать в разные стороны, я их рукой как бы вклеиваю, это еще дополнительная как бы функция лака. Ну и вообще, не знаю, клиенты, и особенно мамы клиентов, клиенток очень любят, когда побольше лака. Вот их хлебом не корми, лишь бы лака было побольше, ничего они не будут видеть. Им вообще все равно, они там привыкли, да, к таким домам, грубо говоря, залаченным, формы там, не форма, они, может быть, даже ничего не поймут. Но если они вдруг заподозрят, что мало лака, то все, вам не сдобровать, вас из дома не выпустят, пока вы бутылек лака не выльете. Поэтому, если в комнате сидит мама, такое бывает, или подруга, вы прям лачите каждое движение, чтобы она была спокойна. Чтобы вы потом сказали, что я как бы сделала от себя все зависящее. А то, что там что-то потом распалось, это уж вы родственников своих вините. Тоже лачу по направлению, прочесываю и накручиваю. То есть я ту вправо накрутила, ну, вернее, от лица, эту навстречу ей. Нет там вопросов? Никто опять не задает вопросы? В прошлый раз никто не задавал вопросы. Я уж потом писала, да, и в рассылках мы писали. А, нет интернета? У меня только нет. Есть вопросы? Ой, извините, говорят, есть вопросы, но нет интернета. Не знаю, у нас нет вопросов. Дайте нам тогда телефон другой. Дай, Саш, свой телефон. В общем, ладно, бог с ним. Скоро перерыв. Если что, я все вопросы разузнаю. Что, я уже все ответила. Почему без лака? Вот, последний вопрос. Известно. Я не знаю, что произошло. У меня сейчас игра крокодил. То ли вопросов нет, то ли интернета нет, то ли у меня, то ли у кого. Больше нет. А, ну на это я уже ответила. Все, значит, я на все ответила. В общем, пока можете тогда придумать еще вопросы. Можно викторину
Самый интересный вопрос. В общем, чем больше я проговорю, тем меньше у вас останется, как сказать, фантазии, да? Потому что фантазия, она всегда мешает в таких вещах. Ну, конечно, если вы что-то придумываете новое, это одно. Но если вы не знаете, в принципе, да, как что-то делать, тогда лучше не фантазировать. Лучше отработать там 10 раз, что уже точно знаешь, да, я вам советую прям брать видео. Мы всегда так онлайн-мастер-класс отрабатываем, потому что мы тоже же покупаем. Мы не можем всегда ездить на обучение, тем более мы уже какие-то азы знаем, нам уже проще, да, воспринимать информацию с онлайн-курсов. И мы прям открываем видео, ставим либо планшет, либо ноутбук, либо телефон просто, и шаг за шагом, вот одно и то же, опять же, да, мы вот себе, скажем так, эти нейронные связи начинаем формировать. А потом уже, когда они у вас будут на автомате, вы, возможно, сможете придумать что-то новое, да, у вас там рука пойдет и сделает свое. Но пока вы не понимаете, да, нет еще вот таких вот навыков, не отработано все это, я вам советую просто делать. Потом уже вы можете усовершенствовать. Иногда бывает там, какой-то элемент вам может показаться сегодня сложным, да, или ненужным, или лишним. Или, допустим, мы сегодня будем с челочкой, да, немножко мучиться, у вас, допустим, будет клиент без челки. То есть вот такие моменты вы уже можете сами как придумывать, дорабатывать. Покупала онлайн Комаровой, «Небо, земля», она бегом все скрутила, и ничего не понятно. Итог: жалко денег и времени. Знаете, я покупала, на самом деле, последний раз онлайн Анны Комаровой. Многие стилисты к ней очень плохо относятся. Я нейтральный человек в этом плане. Я считаю, что многие ей просто завидуют, да, некоторые, считают, в Москве просто я много с девочками, на самом деле, я, и дружу с кем-то, и общаюсь, то есть реально, грубо говоря, с ведущими стилистами я об этом разговаривала однажды. Многие, я так понимаю, что такие мы, мол, делаем шедевры, сидим там в студии, да, в центре Москвы, а у нас там 20 тысяч подписчиков, а она кто такая, делает фиг поймешь чего, да, и все ее знают. Эта доля зависти, она есть, и многие, как я понимаю, говорят о ней негативно именно в этом ключе, мол, там, самозванка или что-то такое, но то, что она делает, достойно очень большой благодарности, я бы сказала. Потому что даже когда я отучилась в Ильстиле, я что-то не могла делать без ее видеоуроков. То есть она все равно какие-то знания дает. И то же самое, я покупала ее онлайн-мастер-класс, да, тоже просто понять, там у нее заявлено вот такой объем информации. Я просто думала, как, да, то есть я там планирую свой онлайн-мастер-класс, я там боюсь написать лишнее, не то, что мне нечего, мне очень много чего, у меня там, не знаю, мои заметки перегружены информацией, да, когда я думаю, о чем я могу рассказать, но я понимаю, что я не смогу в это время, а у нее там такой большой объем информации, да, и она там, мне просто было реально интересно, и я могу сказать, что, она все равно что-то дорассказывает, все равно какие-то фишки я для себя, честно говоря, почерпнула. То, что там кто-то, не знаю, как сказать, то, что она не разжевывает, да, не размусоливает, наверное, просто дело в том, что у нее мастер-класс совсем не с нуля. С нуля очень тяжело учить людей, допустим, я даже группы, когда веду, если человек с нуля, допустим, да, у нас первые занятия, особенно первые, очень растянуты во времени, очень тяжелые, напряженные, и девочки, да, бывает, там сильно переживают и плачут, бывает, что только не бывает. Как только у меня группа немножечко такая посильнее, мы можем там за 3,5 часа, за 4, да, закончить вместо 5 какую-то прическу. Так вот, он рассчитан не с нуля, поэтому она какие-то элементы говорит, я да, с своей точки зрения не могу понять, сказать, ах, вот как этот элемент делался, а я не знала, но рассчитывать на то, что это будет ох и вау, да, в принципе нельзя, потому что ту программу, которую она заявляет, я как человек, который сама там много говорю, да, на мастер-классах, еще быстро, грубо говоря, да, себя помедленнее говорила, более внятно, я бы еще в 2 раза меньше бы успевала сказать. Я понимаю, в общем, что она не может дать такой объем информации, как бы она ни хотела, к сожалению. Но то, что она сделала для отечественного ютуба по прическам, согласитесь, не сделал никто.
кто бы что ни говорил, ты ничего не умеешь, там криво, грязно, ой, да все это с волосами с накладными, ой, да все это на блондинках, ой, там непонятно какой начес, но то, что она начала первая давать эти техники, то, что она начала первая вообще говорить какие-то моменты, да, проговаривать, как вообще это должно быть, то, что она увлекла за собой такое большое количество последователей, но однако, дорого ли учиться икота и стоит ли оно того? Я вспомнила сейчас поговорку «долго, дорого», дальше не очень цензурное слово. Блин, ну да, оно того стоит, одна ступень стоит 50 тысяч рублей. Дорого или нет, я вот иногда тоже говорю, я не понимаю в наше время, что дорого, что нет. Честно, я не понимаю, ну, за какие-то, ну, одни и те же вещи можно сказать в один момент жизни, что это дорого, а в другой момент, сравнивая с другими вещами, думаешь, что да вроде недорого, да. Учитывая, как учат сейчас стиль, я про сейчас говорю, и не в абсолютно таком, не в абсолютном плане, но отчасти это так, к сожалению. Я люблю стиль, ничего плохого не говорю, но как они учат за 40 тысяч, да, и кот, да, человек, который там чемпион всего на свете, знает, что и как, и судит, и у него своя академия, и свой чемпионат международный, и куча всего. Конечно, 50 тысяч это недорого. Как говорится, это недорого, это вы не можете себе позволить. Вот примерно то же самое. Это недорого, это я не могу себе позволить, ну не смогла себе позволить на вторую ступень, да, пойти. Вот. Опять же, дорого-недорого, когда это окупится. Если ты работаешь в Москве, там, в студии, где у тебя свадебный образ стоит 20 тысяч, то, наверное, это недорого, да, ты сделал там 3-4 образа, у тебя это окупилось, но при этом люди, кто знает, кто он такой, скажут, о, типа, круто, она там у него училась. У нас в городе рассчитывать на какую-то рентабельность вообще всего этого, ну, честно, я не знаю. Я вот поэтому и поехал только на одну ступень, думаю, господи, когда мне эти 100 тысяч, да, с прилетом, с проживанием окупится? Да никогда. Но потом просто это такое дело, не знаю, захватывает. Это как люди, которые ходят там в фитнес-клуб, да, который там 50 тысяч годовой абонемент. Вроде бы казалось, ну зачем оно вам надо, да? Ну, оно не окупается, да, ну, вы можете там и на улице заниматься, и дома, но здесь платишь немножечко за другое, да, и тут тоже не обязательно должно окупаться, но эмоции у меня самые лучшие. Я рада за нее, честно, но даже пересматриваю, непонятно что, куда крутить. У кота, например, все понятно и доступно с третьего раза, вообще как будто всю жизнь это делала. Но это дар, это дар. Это не каждый человек сможет объяснить. Ну, не знаю, у кота... Меня больше поразил, наверное, в человеческом смысле этот, ну, как бы человек. В профессиональном, да, конечно, но больше впечатление, именно вот стоит или не стоит, я, наверное, даже если вам это никогда не окупится, может быть, в прическах, да, или с трудом, ну, как бы окупается, в принципе, в обучении все, да, так же, как по макияжу. Я потратила в свое время 200 тысяч, там, обучилась в лучших школах, ну, и с расчетом не то, что у меня там, я куплю это макияжами, да, по 2000, учитывая еще, сколько косметика стоит, но обучениями, в принципе, это возможно, как бы, окупить, то есть вы должны, когда учитесь, стремиться все-таки, я вот так считаю, обучать потом, то есть не только клиентские варианты делать, а именно обучать. Так вот, стоит или нет, в человеческом плане он точно стоит своих денег. Немножечко жизнь как бы переосмысливаешь. Понимаешь, что у тебя какие-то такие цели. Человеческие, а у него нечеловеческие. В хорошем смысле. Вот, а то, что у него непонятно, как крутить, ну, не знаю, то, что я видела онлайн-мастер-класс, очень были легкие прически, может быть, опять же, для меня, я, в принципе, все понимала, почему, чего, куда. А то, что у нее на Ютубе, но YouTube, он для того и создан, чтобы, ну, не то, что заманивать, да, но вот если ты все расскажешь на Ютубе, да, все прям возьмешь, во-первых, это же денег, да, стоит. Но одно видео записать, это не будет 1000-2000 рублей.
Но это даже вот если дешево, да, 1008-10, да, все это смонтажить, это сколько сил. То есть если это делать просто так, ну, еще как бы все высказать, что к тебе не придут на обучение, как бы сейчас не корыстно, да, немножко это не звучало, но все равно как бы кушать на что-то надо ей, я тоже, ну, как бы ее могу понять. То есть она не может все рассказать на ютубе, но, по крайней мере, то, что она говорит, это уже, я считаю, прогресс, потому что в основном вообще никто ничего не говорит. Я вот пока на ютубе ничего не говорю, потому что мне технически это сложно сделать, но мы планируем в ближайшее время. Пока чисто музыку, не потому что мне жалко, потому что технически, но тоже разграничить что-то, но мне будет сложно. Накрутили, в общем, начесали мы 2 хвоста между тем и переходим к нашему пучку. Вот так вот, если локон разложить, сюда пустить, видите, у нас будет хвост из локонов, но это совершенно другая история. Убираем мы сначала вверх. Я зажимами вам не советую убирать, потому что вы их немножечко съедите, да, направление можете поломать. Поэтому я шпилечка аккуратно. Не больно? Аккуратно. Так, точно не больно? Убираю и начинаю укладывать тоже. У меня вот эти вот прядочки, да, они у нас накручены такими пластами. Поэтому не берите откуда-то снизу, сбоку прядь по очереди. Вот она у нас, вот эта прядочка самая высокая. Вот ее мы будем как бы убирать. Мы должны здесь просто сейчас не пытаться какой-то шедевр, да, сложить, рисунок вот здесь вот. Этот рисунок, поверьте мне, перекроется миллион раз. Мы должны сейчас прикрыть валик и создать первую что форму. Форму, как я уже сказала, полушара, да, такого полусферы, который будет стремиться немножко по диагонали вверх, который будет вот здесь меньше начинаться, уходить и вот здесь заканчиваться. У вас тоже в раздаточных материалах, вы наверняка все вчера посмотрели, да, там же, где есть ссылки, все это есть, все указано, все это, наверное, вы уже обратили внимание. Поэтому берем мы прядочку, прочесываем ее. Просто прочесываем, да, потому что у нас она была залачена, если мы ее не прочешем, будет немножко грязновато. После того, как мы ее прочесали, так же, как и в локонах, мы ее должны немножечко на пальчики накрутить, да, потому что она форму потеряла, и находим вот это вот место, где верх переходит вниз. То есть вот у нас длина, ширина теоретически нашего локона. Можно иногда сделать чуть-чуть поменьше, но если вы возьмете, вот у вас локон накручен, да, вот первый оборот идет посередине, да, первый оборот для тех, кто вообще с нуля, да, и кто не смотрел локоны и вообще не знает, что это такое. Первый оборот — это где у нас сама по себе накруточная прядочка, вверх переходит вниз, видите? Вот у нас вверх пряди, через бок переходит вниз. Вот как бы посередине вот здесь ее точно не стоит брать, потому что у вас потом весь рисунок поломается. По сути, мы будем разбирать локоны, да, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и крепить их просто вот в этой точке наименьшего объема. Все, что мы будем делать. То есть давайте я вам сейчас один локон разберу, потому что люди, которые работали, они поймут сейчас, что я сказала. Кто не работали, могут сделать вид, что поняли, совершенно ненарочно, но могут не понять. Как бы, я это прекрасно понимаю. Так. В общем, вот у нас прядь накрученная в ту сторону, да, от лица. Мы находим, где у нас вверх переходит вниз, вот здесь вот. Берем также, никак не сминаем, вот она у нас плоско идет, вот так же плоско мы ее берем. Делаем ее чуть-чуть пошире, да, потому что у нас элементы должны быть достаточно широкие. Они у нас не должны быть вот такими, да, вот так вот как раз делают в парикмахерских. Берут сверху вот так невидимку, все, красиво как. У меня девочка одна, которая у меня работает, называют ленточные черви. Реально, ленты такие непонятные, неразборчивые, плоские, никакой красоты, легкости они вам не дадут. Поэтому мы берем, опять же, смотрим, где вверх переходит вниз, чуть-чуть пошире вот здесь вот делаем, и потом начинаем вытягивать структуру вот отсюда, чтобы у нас эта лента не была плоской к тому же. То есть мы берем и начинаем просто ручкой как бы чуть-чуть подтягивать ее вот здесь. Сейчас я немножко подтяну, залачу, я вам тоже советую так сделать, чуть-чуть пошире, залачили. Лачу лонда единичка. Лонда единичка практически без фиксации. Я сейчас чуть-чуть минимально фиксирую, и все вот эти вот истории, да, мои волосы, которые торчат, я начинаю их довлачивать. И потом, чтобы у меня не была плоская, да, опять же,
плоскость, если у нас ленты будут эти плоские, мы здесь никак не донарастим объем. Мы должны тянуть из каждой ленточки структуру, да, то есть вот вверх. Вот у нас плоскость локона, мы где-то на сантиметр приподнимаем, да, эту плоскость, чтобы у нас накладывалось сантиметр, 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 как слоеный пирожок, у нас наш пучок будет расти и радовать нас. Вот мы подтянули, вот у нас оборот. Переходим к следующему. Тоже обязательно палочками разглаживаем. Все это аккуратно, прям аккуратно-аккуратно. Быстро здесь не получится, к сожалению. Быстро такие прически вы не сделаете никогда, тем более поначалу. Быстро получится вот как раз такой некрасивый вариант. Опять находим, где у нас вверх переходит вниз. Ставим пальчики плоско. Вытягиваем чуть-чуть пошире, да? Пошире вытянули, но она у нас осталась плоской. И теперь мы должны вытянуть структуру. То есть в начале где-то, в серединке и в конце. А хотела спросить, а те, кто мне про кота писали, вы учились у него? Вы просто так написали, что все понятно. Вот мне хотелось бы узнать, вы учились? Если да, то когда и на каких ступенях? Потому что я сейчас хочу на вторую. Просто интересно ваше мнение узнать. Не подумайте, я там не экзаменатор, проверять не буду, как всего, мне по сути все равно, просто интересно вот реально. Так, видите, вот мы разобрали локон, вот что мы будем делать в последующем, но уже отдельными элементами. И теперь мы должны будем этот локон закрепить вот здесь и здесь, видите? То есть объемные вот такие эти графичные элементы, они у нас должны будут остаться в общем доступе. А вот в этих местах у нас должны будут быть невидимки, чтобы нам, во-первых, эти невидимки не было видно, во-вторых, чтобы все это дело смотрелось у нас достаточно объемно. То есть вот у нас маленькая невидимочка, да, как семечки, я их семечками зову. Она легкая, ничего не весит, но при этом плотная, то есть она будет нам держать. И мы должны будем ее, сейчас покажу, перпендикулярно пряди, сейчас потом почитаю, перпендикулярно пряди вот так вот закалывать. То есть мы не должны будем ее никак сминать вот так, ни в коем случае сверху, обязательно с внутренней стороны, то есть вверх у нас переходит вниз, прядь у нас будет лежать, у меня сейчас на ладони лежит, у нас будет лежать на валике, и вот там вот внутри перпендикулярно пряди, плоско у нас будет работать невидимка, чтобы сверху ее не было видно, чтобы сверху наша прядь вот эта ее прикрывала. Вот что мы будем делать сейчас. Поэтому мы вот берем первый оборотик, да, и мы его должны будем, вот как он плоско идет, плоско. Также плоско мы должны будем его закрепить на наш вот этот вот валик. Но опять же, нам вот здесь вот дырки быть ни в коем случае не должно. Как только будет вот здесь вот много вот таких дыр, вы валик не то что не перекроете, а немножечко так себе усложните работу, то, что у вас будет большой объем, и у вас будет видно валик, да, будет куча вот этих дыр. То есть вы должны будете эту прядочку вести вот здесь достаточно, как бы объясню, ужимисто, да, вот здесь, ужимисто к валику. То есть дырки между валиком и вот этой вот штукой большой быть не должно. И крепить мы будем вот в этом месте. Сейчас покажу просто, как мы будем крепить, а потом уже буду делать по-человечески. То есть мы вот берем прядь, да, где у нас вверх переходит вниз, кладем ее плоско, да, на наш валик, вот я покажу, вот плоско, и в этом месте, перпендикулярно пряди, хватая только верхнюю часть валика, не вот так мы вставляем, да, невидимку, мы ее вставляем, всегда вот захватывая только верхнюю часть валика, вот так. То есть нижняя часть пойдет в верхнюю часть валика, верхняя часть будет закалывать полностью прядь. Мы вот приподнимаем эту прядь, просто чтобы вам было видно, и закалываем ее перпендикулярно пряди плоско, цепляя за верхнюю часть валика. Видно? Нет? Не видно. Еще раз. На какую камеру тогда показать? Сюда. Потому что это, наверное, самое важное в сегодняшнем дне. Если это не понять, ничего красивого вы сделать не сможете, к сожалению. Вот вы берете прядь. Вот у вас локон, да, который мы разбирали. Вот он у вас объемный и красивый. Всего еще на единичку залачу. Он у нас вот здесь вот плоско переходит вниз. Плоско. Вот этой же плоскостью мы его берем и также плоско прикрепляем к валику. Видно? И там теперь, где палец, я должна засунуть невидимку. Я ее, конечно, засовываю просто, но вам покажу. Приподниму прядь. В жизни, конечно, я эту прядь уже не буду трогать. И вот мы ее цепляем нижнюю часть за валик, верхней перпендикулярной пряди. Вот. Видите? В таком случае у нас не будет видно невидимки,
она не будет плоско, и это всегда будет выглядеть выигрышно и объемно. То есть это вот вы вообще во все элементы в прическах, прям все, да, кроме валика, мы будем закалывать, это называется на объем. Вот если однажды услышите закалывать на объем, это значит так. То есть у вас плоскость должна быть, ну, вернее, как бы прядь должна напоминать кольцо, круглый шар, лежать на плоскости в одном месте, и именно в этом месте перпендикулярно пряди у вас должна быть ваша невидимочка. Как только вы немножечко заболтаетесь и сделаете вот так, конечно, это совершенно другой вид, то есть, ну, никакой красоты не будет, вам еще эту невидимку нужно будет пытаться всеми возможными способами как бы скрыть. Поэтому вот то, что я показала, с собой делать то же самое, только немножечко по ужимисти, да, то есть если у меня здесь прядь была большая такая, как я уже сказала, у нас дырки здесь быть не должно. Все то же самое я делаю, но немножечко по ужимисти, то есть вот достаточно плотно у меня она лежит к валику, да, достаточно плотно, но не совсем маленькая вот такая часть, такими буклями не надо делать. Еще раз прочешу. Уже замучила эту прядь, ну ладно. Вот, я ее набьем, да, то есть, видите, набьем, то есть она у меня кольцом лежит. И начинаю вытягивать. Я буду вытягивать с самой поверхности, верхнюю самую прядь, из конца, да, из этого, из серединки, можно две из серединки, и из этого краешка. То есть у нас она должна такая ребристая как бы быть. Самую верхнюю поверхность просто тяну вверх, отщипываю, потом от нее отщипываю еще, и от нее отщипываю еще. То есть она у меня должна вот здесь вот в конце сходить на нет, да, быть очень-очень тонкой. То есть я не просто кусок вот так вот отщипываю и все. Или еще иногда я вижу девочки, которые хотят ребристость, да, но не особо понимают, как ее сделать, берут шпильки, мы сегодня тоже ими будем работать, и начинают вот эту плоскую прядь, грубо говоря, вот так делить. Раз, два. Так делать не надо, да. Это выглядит, ну, видно, да, не очень красиво, не очень эстетично, да, пусть она выглядит, конечно, полегче, чем совсем плоская такая бандурина, но все равно вы должны с самой верхней части, и она кверху должна, эта прядочка, сходить на нет. Тоже, если у вас волосы, у меня сейчас нет такого, но если вы вот так вот поворачиваете волосы, а у вас выпадает подшерсток, да, ну, очень много, берите тоже лонду, единичка, лачьте достаточно близко, но не вплотную. И пока лак влажный, зачесывайте все это, чтобы все волосики были параллельно друг другу. И вот так вот, раз. Вот у нас чистенькая прядь. Теперь мы ее, получается, подтягиваем с этой стороны, из серединки вытягиваем, да, ее еще как бы на нет. И вот с этой стороны. Вот у нас прядочка. Теперь мы ее можем заколоть. И теперь мы должны укладывать вот этот наш хвост. Вообще, когда мы подзакололи, иногда бывает, что немножечко подсминается, поэтому можете подзакололи и еще подтянуть. И после того, как вы подтянули, обязательно все это еще залачьте, чтобы оно у нас в течение дня не взяло и не опало, да, вот так вот. То есть, если волосы настолько тяжелые, да, что вы вот вытянули, а оно уже опало, тогда вы можете себе позволить взять невидимки, но именно поддержать направление, да, шпильки, вы ими не разделяете прядь на две, а чисто вот если она у нас упала, берете и приподнимаете ее. И не надо как не вот так, никак, вы просто ее как бы приподнимете и все, чтобы она у нас смотрела вверх. А вот этот хвостик мы должны также сейчас начать раскладывать по нашему валику, как и все. И здесь мы можем, несколько вариантов есть, да, можем его опустить вот так в бок, можем чуть-чуть в середину, можем немножечко его перевернуть направление, да, и сюда его куда-нибудь пустить. В общем, наша задача сейчас все эти хвостики, да, то есть первый заворот и обязательно подвернуть второй. Если у вас на этом моменте вот такой остался хвостик, да, маленький, вы можете его оставить, потому что я люблю выпущенные концы, они всегда смотрятся кстати, скажем так. Так, подержи, пожалуйста, лак. Спасибо. То же самое, вот достаточно плоская она, плоская, да, то есть мы ее никак вот так не держим. Плоско между пальчиков. И подтягиваем боковушечку, боковушечку и здесь.
Потом в руке я вам советую это лачить, потому что бывает такое, что если вы не залачите, а сразу к валику поднесете, она иногда, чаще всего, становится плоской. Поэтому я вам советую до того, как вы ее не залачили, не прикреплять. И вот, допустим, вот сюда я могу ее заколоть. И все это мы закалываем на объем. Все наши вот эти вот. Хвостик вот этот я могу оставить, да. Если хвостики меня будут в будущем смущать, я с ними что-нибудь сделаю. Берем следующую прядочку. Обязательно прочесываем. Чем больше раз вы прочешете прядь, тем чище она будет, это я вас уверяю. Лучше прочешите, возьмите лак, залачьте. Ага. И еще раз прочешите, да, чтобы они были все параллельно, чем не прочешить вообще. Лучше побольше. Ну, может, подольше получится, но и работа будет чище. А вначале нужно в себе воспитывать чистоту. Скорость придет сама. Чем скорость, а чистота не придет никогда. Тоже, она накручена в эту сторону. Я вот перебивать параллельно, конечно, выше класть не буду. Я могу чуть-чуть выше здесь, да, ее как бы подтянуть. Тоже понять, что я ее на объем, да, буду закалывать. То есть у меня она плоская. И начинаю бок, серединку, могу вот здесь еще одну лишнюю вытянуть. То есть тяните эти ребра хотя бы сантиметр от плоскости пряди, потому что чем меньше вы вытянете, тем в конечном счете их будет меньше. Знаете, они как будто потом вместе с тем, как ваша прическа будет расти, да, ваш объем, они как будто будут исчезать. Реально такое есть. Поэтому не бойтесь вытянуть посильнее их. Пусть они прям будут, вам казаться будет сначала, что они слишком сильно вытянуты, чем вы их немножечко не дотянете. Раз плоско я опять же закрепила, видите, все плоско. Невидимок быть не должно. Если вы видите невидимку, значит, я вас уверяю, что-то вы сделали не так. Возьмите, не поленитесь, перезакалите, чем потом вы будете, не знаю, что с этой прядью делать. Тоже, я вот взяла прядь, у меня волосы торчат в разные стороны. Поэтому, чтобы у меня никакого тут пуха, знаете, 3 волосинки от одной пряди, 3 от другой, 20 прядей, это 60 волосинок. 60 волосинок могут испортить прическу, да, вот таких торчащих. Поэтому вроде бы кажется, что тут 2 волосинки, пофигу на них. На самом деле нет. На самом деле вот эта вот трепетность, да, она как раз будет потом чистоту создавать. Вот то, что вы там заморочитесь с этой прядью, заморочитесь с этой, в итоге... Так, а спрей-воском не пользуетесь? Ну, иногда пользуемся, но, честно говоря, я настолько уже привыкла к Лонде, к единичке, она у меня идет вместо спрей-воска, она практически без фиксации, вообще практически. Я вот на ней весь пух прибиваю. Просто, наверное, у меня к воску никаких негативных отношений нет, но в Владимире его не купишь. Я живу в Владимире, работаем мы много. Заказывать постоянно я его, к сожалению, не могу, поэтому мы как-то вот перешли на Лонду, и эта Лонда, 500 рублей бутылек вот этот стоит, она спрей-воск заменяет, да, ну, может быть, не так уж сильно, но, во всяком случае, видите, волосы натуральные, прогофрированные, а в принципе выглядит чисто, да, достаточно пряди. Можно и воском. Но здесь еще, видите, какой-то фиксации. Воск, хотя он, конечно, заявлен всегда, что без фиксации, он всегда имеет какую-то фиксацию. Но тоже воск такое дело, вы должны быть готовы к тому, что воск это противник лака. То есть воск, так же, как и блеск для волос, всегда будет подсъедать лак. И если вам нужно, чтобы ваши пряди были такие упругие, если вы там блеском с плоском проработаете, они могут у вас как бы рухнуть, да, ну, как во влажность, да, прическа попадет, вот оно сейчас ребра имеет, а оно может потом раз и опуститься. Совершенно это будет незаметно глазу, конечно, не за секунду, там за час, за два никто не поймет, что произошло, прическа будет иметь совершенно другой вид, вы тут ни при чем, никто ни при чем, но, в общем, с этим поаккуратнее, поэтому как-то, не знаю, так дешевле и проще, ну и просто сила привычки, кто как привык работать, кто на чем работает. Опять же, я лачу все это дело, Сима, очень удобно, теперь у меня появился ассистент. Вот у меня в эту сторону накручена, я ее приподнимаю, да,
тоже плоско достаточно. Чтобы она у меня не была совсем прямой, да, от прямых линий в прическе мы всегда уходим. Как только что-то будет прямо, ровно, да, рельс, шпалы, будет это выглядеть некрасиво. Поэтому всегда чуть-чуть, видите, я меняю направление, вот немножечко, но совсем чуть-чуть, чтобы оно имело какой-либо изгиб. Поэтому поменяла и начинаю. Вот эту снаружи могу побольше, да, вытянуть, ну, с верхнего края, серединочки чуть-чуть, и отсюда могу немножко. То есть, чтобы они у меня, эти линии, не повторяли друг друга. И на шпильках, сейчас я покажу, мы можем еще им изменить направление, если нам надо, чтобы не было такого, что у нас как зебра. Зебра или динозаврик. Раньше это смотрелось интересно и в новинку, сейчас уже так перегруженно смотрится, если у нас прям шпалы такие. Вот у нас получился наш называемый динозавр, да, к примеру, как его говорят, потому что абсолютно ровные линии, вот такие грани. Вот они, 3 абсолютно одинаковые. Мы возьмем и можем вот эту, допустим, наружную часть прижать, да, чтобы они у нас сходили немножко в одно место. Потом мы можем взять наш лак и пальчиком еще чуть-чуть, да, повернуть вот эту. А эту немножко вот в эту сторону, к примеру, наклонить. А вот эту прядочку взять рукой, в другую сторону увести. Да, чтобы они у нас немножечко, видите, начали приобретать изгиб. Если мы лачим и не лачится, берем невидимочку. Можем, ой, отсюда вынула, и можем эту невидимочку шпилькой менять направление. Вот лак Лонда единица никакого, так бы сказать, хорошего сцепления не дает. Поэтому после того, как мы все это сделали, да, вообще в идеале каждую прядь, мы должны либо жидким лаком проходиться, либо лаком с более сильной фиксацией. Шварцкопф голубой сильной фиксации, но он на натуральных волосах на таких 100% будет давать такой серенький матовый налет, и прическа будет выглядеть такой, более дешевый, уставший, непонятный. Поэтому лучше жидким лаком, но издалека, точно издалека, и совсем чуть-чуть. Прям облачко, распылили следующую прядь, а оно потом со временем, как я уже сказала, напитается. То есть нам не нужно сразу эту прядь залачить максимально сильно, чтобы оно прям куском было. Потому что если мы каждую прядь так будем лачить, то в конце у нас кусок на кусок, и будет только один лак виден. Вот этот хвостик тоже берем, вот как он у нас вот в эту сторону направлен, также в эту сторону можем его плоско направить и подтягиваем, опять же, с верхней поверхности, с верхней наши ребрышки. Вот это. Немножечко тут попушистее уже, но все пушки мы только можем вылачить. Если у нас волосы такие разной длины, все. И на месте, где у нас пальцы, пальчики, не выше и не ниже, а ровно на этом месте мы заводим невидимочку. Все. Осталось у нас 2 пряди снизу, и то же самое будем сверху. Мы начинаем, сейчас я аккуратненько верну, начинаем все уводить, да, как бы вот здесь закрывать валик, но мы должны также как бы понимать, что у нас, во-первых, вот здесь должны быть, да, какие-то прогибы вот этими линиями. То есть мы вот здесь не можем высоко увести, иначе у нас здесь будет дырка. То есть мы вот эти вот прядочки будем немножечко оттягивать вниз, а вот этими потом создавать дополнительный объем снизу, чтобы она у нас аккуратно начиналась. Это, во-первых, да, начало, а во-вторых, вот здесь у нас не может быть плоско, да, как будто у нас сюда что-то положили. Мы вот этими хвостиками будем доделывать, дорабатывать здесь объем, да, и вот этими хвостиками, здесь у нас еще полно волос, то есть мы должны будем доработать вот здесь объем, мы должны это понимать в процессе, когда мы это делаем, и должны доработать вот здесь объем, иначе у нас ничего не получится. Если мы сильно здесь опустим прядь, тоже получится белиберда, то есть мы должны в голове держать вот эту нашу схему, да, картинку, которая у вас есть, и понимать, какой формы мы должны выстраивать как бы себе вот эту вот основу, это еще пока основа для нашего будущего пучка. Основа, потому что сам пучок во многом будет играть боковые пряди. Боковые пряди. Поэтому опять же беру, лачу, чтобы почище было. Сразу, пока лак не застыл, лучше побыстрее прочешу. Я вам показала, да, почему я делаю именно такой прогиб, не больше и не меньше. Тоже на объемчик закалываю. Здесь тоже лучше, чтобы самая тонкая прядь была внизу, да. То есть мы не делим на 2 части и нижнюю вниз опускаем, а отщипываем, чтобы вот она легкая такая была.
И начинаем закалывать, то есть пальчиками разгребаем себе, куда мы можем ее заколоть, вот сюда, к примеру, можем. И начинаем ее крепить. Закрепили, она у нас, видите, достаточно плоская получилась. Поэтому возьмите, опять же, я на единичке работаю, можете другой лак, только не очень сильной фиксации. Если вы возьмете для этих целей Шварцкопф голубой, начнете тянуть и лачить, у вас все куском станет, к сожалению. Дотягивайте и лачите. Дотягивайте и лачите. То есть у вас должны быть такие структурные элементы обязательно, чтобы она не была плоской. Если у вас здесь будет плоско, а здесь ребра, будет такой диссонанс, у вас прическа поделится на две части. Ребристую и эту, да, гладкую. Будет немножечко. А вот этот хвост, о чем я говорила, мы должны начать вести так, чтобы вот в этой зоне у нас донаращивался объем. То есть мы не должны его вниз, да, вести. Зачем нам вниз перегружать? Мы сейчас вот эти пряди поднимем, будет красиво смотреться. Не должны в бок, да, чтобы он у нас в ширину разрастался, потому что в ширину неплохо, но нам в ширину будут все-таки делать, да, играть роль боковые пряди. То есть мы должны ничем, кроме вот этих вот хвостиков, мы не сможем, да, доделать, да, достроить объем в серединке. Поэтому мы берем прядочку. И тут опять же, знаете, та же самая история. Если вы вот такую плоскую прядь прикрепите, она вам никакого объема не даст. Вот эти решающие 3-4 сантиметра вам сможет дать только вот вытянутый вот такой вот локон, понимаете? Именно поэтому вы должны научиться чисто, аккуратно, медленно можно, не спеша, тянуть эти все-таки ребра. Почему они так важны, с чего вообще ребра достали? Взяли вдруг и стали ребра делать, такие красивые были прически ленточные. Вот именно для того, чтобы были объемы. Я же сказала, сейчас мы сделаем вверх и низ и уйдем на перерыв. Я низ уже почти доделала. Ну, не знаю, минут, ну, может быть, в 6 уйдем. Кто же знает, когда мы уйдем на перерыв? Никто не знает. Такая наша судьба. Так, видите, опять я поворачиваю плоско, ну как бы боком. У нас прядь достаточно плоская. Мы ее берем и начинаем тянуть. Тянуть до такой степени, пока мы не скажем, все, наша форма приобретает смысл. Еще мы не должны забывать, что у нас еще сверху полным-полно волос. И мы еще достроим здесь форму, но все-таки я это вам... Почему обращаю на это внимание, что вы должны каждую прядь, которую укладываете, понимать, да, зачем ее не просто бездумно, а это вроде сюда, вроде что-то где-то, потом что я буду тянуть. Такого, к сожалению, не бывает. Теперь поверну в эту сторону, да, у меня здесь вот эти пряди, они могут меня смущать, да, я могу что-то перепутать с ними, я их уберу пока вот туда, чтобы с ними не путаться, и начинаю додумывать форму здесь. Тоже та же самая история. Здесь у меня дырка. Я должна этой прядочкой так как бы здесь закрыть, чтобы эту дырочку максимально снивелировать, скажем так. Эта прядь у меня достаточно толстая. Я делю ее на две. И сейчас двумя прядочками легко и аккуратно, не видно? Вот так. Мне надо, чтобы сбоку было видно. Видно? В общем, вот здесь вот дырка, мы ее должны закрыть. Если я начну ее закрывать одной, да, прядью, она толстая, она мне легкости не даст. Я ее делю на две. Эту могу немножечко в эту сторону направить. Опять же, самая тонкая часть у меня должна быть вот здесь, да. Просто чтобы мне самой видеть. И начинаю ее, вот, допустим, вот так закалывать. Зависли? Все? Что, может, сделаем перерыв или доделать их? Как удобно. Тогда давайте доделаем, потому что потом будет совершенно другая история. Сейчас давайте хотя бы низ я доделаю, потом вы уйдете.
на перерыв мы тоже. Так, проверяем тоже сбоку, да, чтобы у нас вот здесь вот было все объемно, чтобы у нас пряди вот эти друг друга не, как бы сказать, перебивали, поэтому здесь побольше вытяну, чтобы не получилось, что эту прядь мы вытянули сильно, а потом другую ее взяли и поджали. Хвостики я все оставляю просто вот так, если что, потом с ними что-нибудь сделаем. Угу. И начинаю вот эту прядь. Эта прядь у нас по центру. Опять же, отхожу, смотрю, чтобы все было красиво. Буду ее вести, чтобы тоже не повторять как бы вот эту, да, прядь, чтобы у нас не было одинаково. Чуть-чуть повыше, чтобы оно так красивенько было. И хвостик буду укладывать к центру. Подтягиваю большие ребра с верхней части. Большие, чтобы у нас пучок был объемный все-таки, да, а не прям крошечка из ленты. Беру невидимку. Можно уже крепить волосы к волосам. Если вы видите, я к волосам буду крепить. Если вы всю прическу будете крепить к валику, она у вас все равно останется достаточно такой прибитой, да? Потому что выше, чем валик, вы крепить не можете. А так получится, что вы закрепили прядочку, а потом к ней прикрепили следующую. И они у нас будут так накладываться. Вот этот хвостик, в принципе, конечно, у меня красивый такой. Но я боюсь, что он у меня в течение дня выпрямится и будет болтаться. Поэтому я его сейчас куда-нибудь... Ну, давайте его кверху, ладно, уведу. Хотя, конечно, мне его жалко. Он такой симпатичный. Тоже я веду, и чтобы плоско не было, обязательно начинаю все это вытягивать. Опять же, мы сейчас сделаем пока форму, только форму. Прям на особый рисунок мы не смотрим. Смотрим, конечно, чтобы чисто было, но это не конечный вариант, и вы увидите, наш пучок преобразится еще сильно-сильно. Вытягиваем опять же ребра, смотрим в бок. Все, нижнюю часть убрали, я сейчас верхнюю постараюсь побыстрее убрать, чтобы времени много не занимать, не обсуждать каждую. Вы потом, если что, в замедленной съемке посмотрите. Думаю, поймете, почему я так или иначе сделала. Вот берем прядочку, смотрим, в какую сторону она у нас накручена. Она у нас накручена в эту сторону, так что в эту сторону мы ее и будем убирать. Мы ее должны тянуть будем объем от корня обязательно, иначе у нас здесь будет все прижато и пучок упадет вниз. У нас здесь должен все-таки, да, донаращиваться объем. Поэтому корнем мы не приминаем, начинаем наоборот наше ребрышко, прям ребрышки от корня ставить. Там есть еще какие-нибудь вопросы? Или нет? Нет? Хвостик. Хвостик мы либо кидаем, но поскольку он достаточно длинный пока, чтобы его кинуть, мы его будем продолжать закалывать в том же направлении, что он и был. Только обязательно не плоско, да, а дотягиваю структуру и уводя можно уже чуть-чуть повыше. Опять же мы тут в центре сейчас будем донаращивать наш объемчик. Берем следующую. Тоже вычесываю, направляю ее в ту сторону, в которую она накручена, чуть-чуть поужимистее. Тоже, чтобы вы видите нижнюю часть, вот не примять, я все-таки смотрю, чтобы она у меня, ну, как бы была повыше, да. Дырки быть не должно, но она и приминать как бы не должна. И начинаю втягивать.
сути, мы сейчас доложим вот эту часть, нам потом останется бока и у лица. Там уже не так много, поэтому это самое главное нам, да, основу вот такую вот сделать, правильную, объемную. Ну и опять же, вот я очень долгое время не понимала, как вообще, почему их в таком, да, порядке пряди или не в таком, почему их так тянут и не тянут, поэтому так много времени, но, в принципе, мы, наверное, за этим собрались. Ну, сейчас чуть-чуть все-таки побыстрее буду. Опять, видите, сбоку у меня немножечко приплюснутый пучок, я должна эту форму по диагонали донаращивать вот здесь и еще повыше, поэтому все хвосты я буду крепить чуть-чуть, забегая наверх, да. И начинаю, опять же, о чем я говорила, крепить волосы к волосам. Часть невидимки можно, конечно, спрятать. Волосы к волосам, чтобы у меня не были все волосы прижаты по валику, да, плоско. Волосы к волосам, ребра мы тянем. Вот такое, они тяжелые, да, у меня уже длинные пряди. Немножечко тороплюсь, поэтому... Возьмите лучше шпильками. Вот в таких случаях, она, видите, уже далеко ушла, можете шпильку чуть-чуть подтянуть, да, чтобы вам направление как бы открыть побольше, либо спицами пользоваться. Потому что если я просто шпильку начну тянуть, она настолько у меня глубоко от валика эта прядь, что у меня шпильку не за что зацепить. То есть чистенько. Или наращиваем объем. Для того, чтобы все это схватилось, изредка жидким лаком. Следующую прядь. Да, здесь много волос. Ты живая? Ну все, сейчас еще чуть-чуть. Прям еще 5 минуточек. Там никто ничего не пишет, там вообще понятно, непонятно, видно, не видно, интересно, неинтересно. Может, никому не интересно, как их укладывать, а я тут рассказываю. Онлайн 1100. Вот девушка, у которой спрашивает, ну вы видите, наверное, да, у кота онлайн. На самом деле я подумала, зачем мне покупать онлайн? Еще бы полгода назад я бы точно бы купила и молилась бы на него. Но я подумала, зачем мне покупать, я же лично поеду за такие деньги. Но девочки, которые покупали у него онлайн, да, кто у меня в группе был, они сказали, что он там какие-то вещи говорил, которые даже у нас на семинарах не проговаривали. Они говорят, мы знаем, но мы поняли, как крепить какие-то элементы только потому, что мы были на онлайне. Да, поэтому я немножечко так огорчилась, думаю, ну ладно. На будущее буду знать, потому что, видите, кто-то не говорит, да, как вы про Анну Комарову говорите, ну, то, что она не говорит, да, не проговаривает, а кто-то наоборот. Ну, я его могу понять, да, если он там, не знаю, каждый месяц по 2 раза рассказывает одно и то же, чисто психологически тяжело уже вспомнить, кому ты что говорил, кому что нет, да. В первый день ты еще помнишь, а второй, третий день у тебя уже такое месиво начинается, да, из информации, которую ты выдаешь, что ты действительно искренне не можешь это вспомнить. Поэтому, может быть, и он нам не нарочно, да, что-то не сказал. Ну, не может быть, а 100%, я уверена в этом. Ну и то, мне хватило всего, что он сказал. И, может быть, поэтому и вот с Анной Комаровой, раз мы ее стали обсуждать сегодня, может быть, и она как бы не нарочно. Вот, видите, форма шара, точка должна быть все-таки объем здесь. Немножечко по бокам, сейчас начну вот эту часть туда, вот здесь сбоку, прикрывать, вот здесь вот валик тоже. Но все хвостики уводить мы должны все-таки к центру, да. Ничего, да, не спрашивают. Ну, в общем, если будут у вас какие-то вопросы, вы спрашиваете. Здесь возьму 2 прядочки, закручу вокруг друг друга. И опять же буду тянуть, самое главное, вот здесь пообъемнее, да, чтобы не съесть объем. Раз, и вот сюда могу закрепить, так, чтобы быстрее. Объем тот же сохранится, а пряди я сразу 2 закреплю одной невидимкой. Иногда, кстати, бывают пряди настолько густые, да. Вот здесь, смотрите, я, наверное, может быть, один хвостик вот этот оставлю, он такой симпатичный, а вот этот уберу. Иногда пряди бывают такие густые, у меня вот у девочки, которая у меня работает, была такая невеста,
что вы крепите невидимку, она как будто выпадает. Вы тогда просто берите и дублируете невидимку, да, то есть навстречу друг другу. Бывает такое редко-приредко, но вы не думайте, иногда дело не в вас и не в ваших, да, руках, а просто вот такие вот волосы. Вот, у нас, в принципе, форма здесь уже выстраивается хорошая, да, с этой стороны. Поэтому, чтобы мне тут не уснуть на этой стороне, возьмите, перекрутите ее и начинайте добиваться такой же формы с другой стороны. У нас здесь тоже хорошо, но здесь, да, немножечко не хватает. Видно? Так, мы потихонечку, шаг за шагом, все достаточно логично, выстраиваем форму нашего пучка. Подтягиваем ребра обязательно, да, пусть они у нас будут от начала, не только в середине. И вот этот вот хвостик, да, мы, видите, тут прижали немножечко невидимкой, а в центре у нас должен быть максимальный объем. Я его буду закалывать к центру и немного выше, чтобы чуть-чуть завысить прическу, так скажем. Чтобы она оказалась повыше, просто накрепите прядь повыше. Если вы эту прядь пустите ниже, да, у вас объем немножечко увеличится снизу. И опять же, чтобы оно все было гармонично, вытягиваем, да, чтобы она не была плоскими какими-то такими зубчиками. Залачили, приподняли у корня, приподняли здесь у корня. Залачили жидким лаком, и тут осталось 2 пряди. 2 пряди, осталось 3. Ну ладно, я их поделю на 2, чтобы было побыстрее. 2. И одну пущу так же, как и с прошлой стороны, немножечко вот здесь, да, сбоку. Объемчик да наращу. Что, нет сети у нас опять? Выключи Wi-Fi, он, скорее всего, к Wi-Fi подключается. О! Работа на дому уже 3-й год, работы, говорят, мои хорошие, но каждые выходные у меня не заняты. Побольше о привлечении клиентов. Ладно, это давайте тогда после перерыва. Сейчас я прям доделаю 2 прядочки, потому что это надолго. И обязательно мы с вами при привлечении клиентов, вот мы вначале затронули, да, самое главное привлечение клиентов – это ваше портфолио. Ничего не привлечет клиентов больше и лучше, чем ваше портфолио и ваша репутация в общем. Потому что если у вас будет хорошее портфолио, но человек будете так себе, да, ну или слухи такие будут, что он что-то там, не знаю, где-то с кем-то повздорите, где-то кого-то обманете, то, к сожалению, даже портфолио не поможет. Но если вы нормальный, адекватный человек, то самое главное, конечно, это иметь красивые фотографии. Любой клиент будет на это вестись больше всего. Но я потом расскажу еще как раз. Так, вот тоже я заколола, и видите, немножечко подсъела. Подвытягиваем, чтобы форма была выше, чем была до пряди. Если вы закололи прядь и ваш объем стал меньше, значит тоже что-то вы сделали не то, не так. Вот наш пучок, он в принципе нормально вырисовывается, но вот здесь мне хочется добавить немного объема. Вот здесь у нас еще будет точка объема, и нам вот здесь, да, его немножко не хватает. Поэтому вот эту прядочку, да, которая у нас здесь, мы пустим прямо сюда, подтянем вот так вот ее у корня, да, чтобы у нас здесь был потом объем, еще объем и все. Потому что если я это не сделаю, мы сделаем здесь объем, а эта часть у нас будет ниже. Тоже посмотрите у себя в раздаточных материалах, там наша вот эта верхняя точка объема пучка должна быть на одном уровне с макушкой. Если мы ставим макушку и с предмакушкой, потом ознакомимся, что это такое, если мы не ставим макушку, то мы тянем немножечко лучше так перекрутить ее жгутом, да, чтобы она не казалась такой большой. И смотрим, куда мы сможем ее запрятать. Объемно, объемно,
объемно, объемно. Опять же, да, у нас должно быть все объемно. Можете поставить шпилечку пока, если еще не знаете, как заколоть. Увести хвостик, а потом на месте шпильки невидимкой просто раз ее как шпилькой затянуть. Объемно, 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 объемно. Здесь мы еще дотянем объем ребра, а вот здесь нам не хватает опять же объемчика. То есть мы каждый раз смотрим, что и где нам дотянуть, как нам это сделать, почему нам прядь увести вверх или вниз, вправо или влево. Вы прям себе объясняете каждое действие, как будто вас спрашивает клиент. Так, вот этот вот хвостик мы уже оставим. Вот эти ребра я дотяну, опять же, да, чтобы у меня потом прическа здесь была более объемная. Здесь вот эти ребрышки, бока я чуть-чуть уложу, верхушку поставлю. И все. И давайте тогда сделаем перерыв. Сколько? Минут 15? 15 минут. И встретимся, и тут осталось немножечко. 5 минут делов. Все.
Еще вопрос? Все? Все, извините. Я просто отвлеклась на вопросы. Еще один вопрос пришел по поводу невидимок, и я зачиталась. В общем, продолжаем разговор. Нашу форму, наш объемный пучок мы сделали. Нам теперь нужно, самое главное, не заживать, да, вот эти волосы снизу. Ой, да, как-то коснулась неаккуратно. Не заживать волосы снизу, да, сделать объем, и наоборот, его не слишком сильно сделать. И разобраться с прядями, которые у лица, ну и, конечно, про макушку скажу. Итак, начнем сначала с волосами, которые снизу. Мы выделяем нижний ряд, но как бы мы будем не прям, да, вертикально и не прям горизонтально, да, выделять, а так по диагональке, чтобы у нас потом не было видно, да, его. И еще, чтобы не было вообще видно состыковок, да, между прядями, я вам советую немножечко зигзагом выделять, но не в воздухе зигзагом, а вы прям ставите кончик расчески прямо на кожу головы и по коже головы начинаете вести, да, не отрывая, иначе у вас зигзага не получится. Ну вот примерно. Не такой уж у меня, конечно, очевидный зигзаг, но прилично. С одной стороны, и с другой стороны делаем то же самое. Абсолютно, да, большой у нас, видите, объем пучка, поэтому нам нужно максимально сгладить переход. Да, сейчас я про все вопросы, сейчас, извините, я расскажу, да, вот именно про боковые, про эти, и потом обязательно расскажу и про Инстаграм, и про то, как мы фотографии обрабатываем, про все. В общем, вот эти пряди снизу, одной прядью получить, ну, убрать не получится, будет некрасиво, ляписто. Я обычно делю на 2 или 3 пряди. 3 пряди, если очень густые, на 2 можно поделить, если не очень густые, да. Вот, в принципе, можно 2 прядями. Опять же, можно чуть-чуть, ага, пока вот так отдохнуть заодно. Вот это вот, видите, у меня локон опускается, я его сейчас подзаколю, но потом выпущу, просто чтобы вам было видно. Берем также, либо по диагонали делим, чтобы не было видно, да, у нас нашего проборчика, тогда сначала вот эту прядь, да, а потом, которую закроет ее, либо немножечко по, ну, зигзагообразно делим, и каждую прядь мы в первую... Ой, все, извините. В общем, начинаем начесывать у корней, чтобы, опять же, нам визуально было ясно, откуда здесь такой большой объем, ну, как бы, у корней загущаем. Все то же самое, пудру в корне, заводим расческу, можно вот такими движениями, 1, 2, 3, подчесали, вот, видите, у нас уже по сравнению с этой прядочкой кажется, что волосы очень густые. Очень часто в этих местах выпускают вот такие прядочки. Я не люблю это делать не потому, что я не люблю, да, на фотографиях это выглядит красиво, если их подзавить, разложить по шее, хорошо, но клиенты, вот сколько мне пытайся это сделать, скорее всего попросят вас их убрать, потому что пряди у лица, они еще в принципе охотно, да, соглашаются, потому что они корректируют овал лица, мы об этом поговорим, а эти пряди иногда немножко лишними кажутся, поэтому можете их выпустить, да, если вам хочется, но я обычно не выпускаю, только опять же потому, что клиенты у меня, как правило, ну, как-то сомнительно к этому относятся, говорят, ну, типа, что это такое, давайте уберем, не мешает, или еще там скажут, это выпало у меня, да. Также накручиваем от лица, как мы накручивали, то есть у нас все пряди должны быть накручены к центру. Если в локонах в прошлый раз мы могли себе позволить серединку влево-вправо, да, там без разницы как, то здесь мы накручиваем к центру, прочесываем эту прядь, да, потому что она у нас была залачена на лак, и вот здесь вот уже опять же смотрим, голову чуть-чуть, ага, просто как в жизни.
ну, следите, чтобы клиент еще не задирал голову. Иногда бывает, поднимешь, а он сядет вот так. Просто как в жизни, как она будет ходить в течение дня. И сбоку, лучше сбоку это делать, смотрим, как мы ее будем крепить. Конечно, дыры вот такой быть не должно, да, поэтому мы, в принципе, достаточно туго, получается, ведем именно внутреннюю часть нашей прядочки, и наоборот, достаточно большой прогиб делаем во внешней, да, в наружной стороны. Опять же, самые тоненькие краешки у нас должны быть вот в самом низу. Берем точно так же невидимки, и абсолютно точно так же мы закалываем на объем, да. Мы закалываем не вот здесь, да, то есть мы не до валика, а мы должны эту прядь достаточно широко распахнуть, по сути, в середину практически, да, нашего валика, чтобы у нас эта прядочка вошла в рисунок. Как только мы заколем вот здесь, сразу будет некрасиво. То есть и бока, и низ мы будем закалывать на валик, не до него, где-то в середину, не бойтесь, нормально будет все это выглядеть. Прям вот как бы расковыриваем, не знаю, как сказать, пальчиком распихиваем все здесь по ужимисте и ищем, куда мы это делаем. Закололи, видно? Закололи, вот здесь можем еще подтянуть, если нам надо. Ой, извиняюсь, чуть-чуть невидимку не выдержала. Можем чуть-чуть подтянуть, я вот невидимку пытаюсь прижать, видите, внешний край, вернее, внутренний подтянула, а внешний, придерживая невидимку, подтягиваю вниз, вот таким вот образом. И здесь у меня должны быть прогибчики снаружи. Вот если у меня небольшая дырочка есть, да, просто не очень, мне просто сейчас удобно делать, чтобы вам было видно и мне было нормально, я могу вот здесь второй невидимочкой подзаколоть. Вот этот хвостик, который есть, в принципе, обычно он, ну, если он покороче, можно его даже оставить. Но сейчас, к сожалению, он длинный достаточно, я боюсь, что с ним что-нибудь да случится, поэтому я возьму, залачу его. И все то же самое, мы просто направляем наши кончики к центру. Еще раз волосы откинуть. Так долго. Понятно. Все, обязательно лачим наши ребра. Если вот здесь что-то выпало, бог с ним, обычно это красиво смотрится, да, когда у нас что-то выпадает. То же самое сейчас буду делать с другой стороны. То есть у нас внизу должен быть прогиб. Прогиб пропорциональный нашему пучку. Здесь мы тоже обязательно бока будем убирать. То есть мы не должны ни плотно, да, закалывать, ни дыры делать внизу. И обязательно, так же как у нас ребра наверху, с таким же успехом делать ребрышки в нижней прядочке. Здесь я то же самое подначешу, подчешу, подкручу, также уложу. И пока вот я посмотрела вопросы, да, спрашивают по продвижению, да, там как вашу страницу. Вообще очень это обширная тема, сейчас немножко расскажу, но на самом деле, мне кажется, можно 10-часовой семинар на эту тему записывать. Сейчас хотя бы по основным моментам пройдусь. Первое, что у вас должно быть, да, всегда, это я вам советую иметь страницу и ВКонтакте, и в Инстаграме, да. Вот YouTube канал у меня хорошо, в принципе, развивается. Единственный, да, канал, который не очень, да, ну, у меня лично, вот так сказать, выстреливает, это Одноклассники. В Одноклассниках ничего в жизни я не продавала, там вообще заходит непонятно кто, какие-то личности, да, вообще там не русской национальности в основном, просто фотки поглазеть и все. Вот, в Инстаграме я вам советую создать не просто, да, профиль с вашими работами, а переделать его на бизнес-профиль. Это все делается в настройках. Сделать это достаточно просто, ну, кнопочками там, да, нажмете несколько кнопок. Что вам позволяет это бизнес-профиль? Во-первых, вы будете видеть статистику вашего профиля, сколько к вам заходит людей, да, какой у вас охват записей. А во-вторых, вы сможете, что вот очень-очень важно, настраивать рекламу, да. То есть мы, развивая там наши страницы, там ВКонтакте, в Инстаграме, рекламируем, конечно же, без рекламы, да. Реклама у нас двигатель торговли, скажем так.
Мы рекламируем, то есть и таргетированную рекламу, да, ВКонтакте делаем, и в Инстаграме пользуемся, да, рекламой. Поэтому вот вы будете выкладывать, допустим, работу в Инстаграм, вы обязательно, видите, у меня дырочка, сейчас я ее чуть-чуть подтяну, вы обязательно, вот самые удачные работы, которые у вас есть, да, красивые, которые вы видите, что у вас и большой охват, да, у этих фотографий и отзыв большой, лайк, комментарий, вы их ставьте на раскрутку. Поставить на раскрутку несложно, вы по сути указываете регион, да, мужчина, женщина, то есть по гендерному признаку, потом возраст, и в принципе можете там 20 рублей потратить, можете 2000, как вам как бы будет удобно. Вот, то есть первое, что у вас должно быть, это красивые как бы фотографии в Инстаграме, ВКонтакте и, конечно, в идеале на сайте, потому что у нас вот сайт работает, приносит достаточное количество клиентов, то есть это, как некоторые сейчас говорят, там прошлый век, некоторые про визитки так говорят, что прошлый век, но на самом деле, если у нас есть какие-то возможности, да, дополнительные каналы привлечения клиентов, мы должны их все-таки использовать. Вот. По поводу того, сколько причесок там иметь в портфолио, да, сколько денег вкладывать, я не знаю, просто когда вы будете делать уже идеально, ну, к примеру, 5 причесок, ну, к примеру, да, возьму, вот у меня на курсе 6 дней, да, раньше 5 было, локоны и 4 прически, вот раньше было. В принципе, вас это будет устраивать, и у вас клиенты будут. Я не могу вам сказать, что у вас не будет клиентов. Но такой момент, что вам самим, я так думаю, что это все-таки творческая, да, профессия, вам самим будет скучновато уже делать одно и то же. То есть, и все равно, так, смотрите, я опять делю на ширину прядочки, так же, как мы всегда делали. И вот эту прядочку сейчас буду убирать. Это сюда. То есть вам все равно захочется как бы развиваться, тем более каждые там 2-3 года тренды в прическах меняются, рисунок немножечко меняется. Можно, конечно, делать всю жизнь одно и то же, но это тоска зеленая, вам, скорее всего, самим не захочется. Почему вот визажисты многие уходят, да, с головой в какие-нибудь фэшн-образы? Потому что, ну вот ты делаешь этот затемненный уголок, делаешь ты его день, неделю, месяц, год, 2, 10, тебя уже потом подташнивать будет от этого макияжа. Уже захочется немножечко, опять же, это творчество, удастся так удариться в творчество. Поэтому, как бы, не могу сказать, что вы должны уметь все прически мира, так же, как не могу сказать, что вам хватит 3 причесок на всю жизнь, это каждый, как бы, индивидуально себе решает. Потом, насчет аккаунта ВКонтакте в Инстаграме. Вот есть такое, сейчас вот мы покупали тоже курс по продвижению целый, ну, ВКонтакте, все равно постоянно тоже покупаем всякие такие истории. Вот, и там было указано, что есть верный способ быть вторым, да, это взять аккаунт лидера в вашей сфере, да, человека, на которого вы хотите равняться, человеку, которого вы видите, что у него большие охваты, много подписчиков, комментарии, и делать все то же самое, прям четко то же самое. Вот такая, да, смешная как бы фраза, это верный способ стать вторым, но это неплохо, я считаю. Если вас это устраивает, тем более в начале, это отличный способ, да, подтянуть как бы себя, поэтому, да, открывайте страницу как бы вашего конкурента, смотрите, что у него написано в шапке, смотрите, что он пишет, что он постит, о чем он говорит, как он себя ведет, и можете примерно так же подражать ему. Ну, естественно, если вам что-то не нравится, да, там, высокомерие или что-то еще, это не надо копировать, но положительные черты, а лучше просмотреть 5-6 страниц конкурентов, выявить что и как, да, и как бы вести. Так, эту прядочку, мы ее плоско вот так не ведем, но при этом есть такое правило в прическах, да, все, если вот мы посмотрим на клиента спереди, ой, извините, сейчас буду тут крутить, клиента спереди, посмотрим. И посмотрим, найдем наивысшую точку брови, да, с одной и с другой стороны, и просто параллельными линиями вертикально будем ввести как бы вот сюда, да, в нашей голове. У вас, кстати, на отделении головы эта линия тоже указана в раздаточном материале. Все, что у нас будет между, всегда будет идти на объем. Мы всегда будем делать здесь максимальные объемы. Все, что у нас будет сбоку, да, у нас всегда будет плоско. Как только мы сбоку будем увеличивать объем, у нас лицо будет округляться и сразу плюс 20 лет, да.
будет такая, бабушку можем сразу сделать легким движением руки. Поэтому она у нас прядь должна идти объемно. То есть у корня она не должна быть прижата, но при этом она шел к вам, ну не клиент, а модель, да, на отработку. Вы берете ее, отрабатываете прическу, фоткаете с нескольких ракурсов, в разных локациях, с разными украшениями под разным углом. После этого вы ее просите написать вам отзыв и сфоткаться, допустим, в зеркало, да? Ну, особенно если это популярная девочка, я советую вам все-таки искать, стараться. Ну, не всегда это получается, особенно поначалу, но в будущем делать упор все-таки на популярных, да, но популярных это у кого много подписчиков, ну, немного, но хоть сколько, да, у кого живые аккаунты. И тогда она сфоткается, вас отметит, вы ее выложите в разное время, с разных ракурсов, одну и ту же прическу, плюс она вам напишет отзыв, вы сделаете скан, выложите этот отзыв, плюс вы можете выложить ее в зеркале. Так, вот этот вот кончик тоже либо мы к центру ведем, либо чуть-чуть вот здесь вот перерезаем объем, как нам больше нравится. Но мне вот здесь вот, видите, я заживала вот этот локон, я его сейчас возьму, чтобы не зажевывать, и вниз немножечко уведу, а потом заколю. То есть не обязательно для того, чтобы иметь много работы в аккаунте, надо прям по 3 человека в день делать. Просто надо делать как бы качественно, да, и с душой, чтобы вы могли, так как у нас девочки сейчас, я не знаю, вот, если такие есть, вы меня простите, я не с сарказмом, но просто это такая странная закономерность нашего времени, идут в кафе, да, фотографируются, ладно, фотографируются, выкладывают потом фотографии с разных там, ну, в разное время, да, в разные выходные. Так они еще берут разные платья, да, разные платья, и в одном и том же ресторане в течение одного вечера фоткаются в разных платьях. Плюс они потом берут, фоткают еду, да, не знаю, кальян, с подругой, без подруги, и в итоге вот они один раз могут за полгода сходить в кафе, а фотография там будет на, не знаю, на год вперед. Вот вы по такому же принципу, с таким же рвением должны выкладывать фотографии как бы рабочие. Потому что вот я ругаюсь, ну вот когда, если я захожу на рабочие аккаунты моих стилистов, а там последняя работа выложена 2 месяца назад. Но это несерьезно. Вот представьте, к вам человек, да, потенциальный клиент, вот мне пишут там: Наталья, там, здравствуйте, хочу прическу макияж, тоже вот эту вот часть делю на 2, тоже зигзагом, тоже немножечко по диагональке, да, чтобы не было прям прямых полос. Вот пишут мне, что хочу вас на торжество, я говорю: ой, извините, я занята, вот могу посоветовать, да. Советую человека, я знаю, что она хорошо делает, ну, как бы знаю, что она ходит, отрабатывает, что у нее миллион фотографий, да, в телефоне. Но клиент этот, зайдя на страницу, да, человека, которого я посоветовала, который реально хороший стилист, хорошо делает, видит, что она ничего не выкладывала 2 месяца, и, конечно же, первый вопрос будет, типа, а вообще стилист ли это, да, а работает она, может, она в декрет ушла, а может, она профессию сменила, а может быть, ну и как вообще может вас ценить человек, если он заходит к вам в профиль, а у вас 5 работ за сезон, вот как это может быть? То есть сезон — это такое время, у вас каждый день должны быть новые фотографии. Не свадьба, так репетиции, не репетиции, так отработка. То есть клиент должен зайти к вам и увидеть, что у вас куча работ, куча отзывов, что вы живете этим, да, что вы этим занимаетесь. Не просто там какие-то 3 часульки, вот смотрите, что я могу. Или как некоторые говорят, вот у меня тоже была девочка, мы с ней... Пришлось нам с ней распрощаться по этой причине. Она говорила: я не хочу ничего отрабатывать, я не хочу... То же самое, да, видите? Я не к основанию валика, а немножечко подальше. Не хочу ничего отрабатывать, типа лишние деньги тратить. У меня, мол, клиенты и так есть, и так все хорошо. Но вот с таким подходом, к сожалению, в этой профессии нельзя. Потому что мы... Не знаю, я постоянно, когда у меня есть время, что-то отрабатываю. Вы не сможете делать хорошо, не отрабатывая, да, какие-то элементы просто так для себя. Тоже, вот она у нас прядь плоская, мы ее должны сделать более ребристой. То есть я ее здесь держу и вытягиваю ребра.
А некоторые там девочки, у них хорошие работы, красивые, все вроде бы, казалось бы, хорошо. А некоторые клиенты, я вот их скидываю, да, ссылку на сайт, они пишут, а что-то вот отзывов у нее нет. А, допустим, этому стилисту, ну, она не придает значения отзыва, она сама там по отзывам, допустим, не ищет, да, никогда мастеров. И вроде мы им говорим, там, собирайте отзывы, там, девчонки, а она там, ну, не собрала, да. Вот бывает такое, вот из такой вот мелочи, да, глупости, бывает, что просто, ну, меньше у вас будет клиентов. То есть вот есть, да, прописная истина, что вы должны делать это и это. Как я, допустим, требую от своих стилистов. Вот, значит, скорее всего, надо делать это и это, и смотреть, что у вас как бы лучше работает, да, какой канал у вас лучше работает. Если, конечно, вы много сил тратите в контакт, да, там целыми днями сидите, вот 2 месяца, пишете эти статьи, выкладываете фотографии, а у вас ни одной продажи нет, да, все клиенты из Инстаграма, ну, возможно, да, задумайтесь, возможно, у вас либо со страницей что-то не так, либо, может быть, действительно ваши клиенты не сидят. Но у меня такого нет, я не могу сказать, как сейчас некоторые с полной уверенностью говорят, не могу сказать, что у меня вот, не знаю, только это работает, и там ВКонтакт не работает, нет, работает. Не могу сказать, что сайт не работает, нет, работает. Все работает потихонечку. Вот, видите? Вот эту часть я пока трогать не буду, потому что мы сейчас макушечку поставим, а потом вот этот треугольничек здесь скостим. С другой стороны буду сейчас делать то же самое. Там есть какие-нибудь вопросы? Нету? Ничего нету. Да, еще такой момент про Инстаграм мне хотелось бы сказать, что тоже некоторые стилисты, ну не стилисты, а так в основном начинающие, ну не особо много времени уделяют обработке фотографий. Сейчас я чуть-чуть здесь прогофрирую, потому что я увидела, что здесь поменьше прогофрировано, чем с той стороны. Чуть-чуть повторно прогофрирую. Вот на самом деле от фотографий зависит очень-очень-очень много. То есть вас клиент будет встречать всегда по фотографии. Вы можете даже, ну, там, не уметь делать все, да, совершенно так, как на фотографии, но работа у вас должна быть достойная. И вы должны их обрабатывать все-таки в фильтрах, не в фильтрах, а в приложениях, да, чтобы у вас ваш аккаунт был примерно, желательно в одном стиле, как бы. И, ну, то есть, как бы сказать, у вас не должно быть такое, что у вас в вашем рабочем аккаунте и дети, и собака, я не знаю, и хорек, и тут же вы в отпуске, и тут же прическа, и тут же, как у нас есть, не знаю, говорить или нет, но скажу, одна там девочка знакомая там бомжей выкладывала в сторис, да, ну, типа, вот я в Москве, смотрите, здесь есть бомжи. Но это вот нормальным людям это просто будет смешно, но это аккаунт стилиста. Ну, как можно такое месиво, да, все подряд засовывать в этот аккаунт? Это как бы твое лицо. Ты должен там и с людьми общаться так, как ты в жизни, да, общаешься. Мы же в жизни не посылаем там всех на 3 буквы, да, как некоторые там стилисты, откроешь иногда сторис, а там мат-перемат. Думаешь, господи, как это? То есть, как вы ведете себя в жизни, так же вы должны себя как бы вести и как бы в Инстаграме своем. И то же самое про сторис, то есть у вас должно быть большое количество сторис, да, сторис действительно увеличивают охваты. У меня тут вот позавчера был интенсив однодневный, вот, и там девчонки, я попросила снять сторис, они вдвоем не знали, что это такое. То есть реально 2 человека, ну, молодые девчонки, моложе меня, мы никогда не выкладывали, ну, как бы сторис, да, свои там, ну, вообще ничего. Конечно, если вы хотите увеличить охваты в Инстаграме, вы должны это делать, потому что, ну, тоже с умом, да, не все подряд, всех подряд, а все-таки так, фильтруя, что именно вы выкладываете.
потому что как бы Инстаграм сейчас ввел умную ленту, и если вы сделали пост, да, и у вас там, ну, к примеру, 200 подписчиков, то это не значит, что ваши 200 подписчиков, тоже я в середину валика, да, увожу, это не значит, что ваши 200 подписчиков увидят этот пост. К сожалению, все уже, теперь это далеко не так. Для того, чтобы из этих 200 подписчиков, грубо говоря, увидели хотя бы 10, да, у вас, ну, как бы, во-первых, пост должен, да, там определенным быть. Например, не уводить на левые сайты на какие-то, не содержать много текста в картинке, ну, еще много всяких мелочей. Вот, а во-вторых, вы должны увеличивать тоже, вот видите, я чуть-чуть его сейчас буду вот сюда уводить, чтобы у меня пучок впоследствии смотрел наверх, то есть не вниз вот сюда. Так тоже, конечно, красиво, не знаю. Я вот выпущу, видите, вот маленькую такую штучечку. Вот, вы должны увеличить охват, то есть если вы будете грамотно делать много там, ну, сторис, да, во время работы, то вероятность, что даже вот этот ваш пост, да, который вы вечером выложите, увидит большее количество людей, будет, конечно же, больше. А приложение, не знаю, что вижу, не вижу. Приложением тоже мы долго, кстати, думали, искали. Есть сейчас приложения, вы не обязательно должны там, как сейчас распространенные, как их называют, пресеты, да, покупать. Просто если, допустим, вот у нас в студии, у нас зеленый пол, да, плитка. Нам руководство, да, администрация не разрешают эту зеленую плитку, ничего с ней делать. То есть поверху постелить еще чего-то мы не можем. И вот, к сожалению, особенно когда света нет дневного, у нас все фотографии отливают зеленцой. То есть мы вынуждены во всех фотографиях, ну, в приложениях как-то вот это вот корректировать. Поэтому, вы, допустим, если у вас какие-то такие, да, проблемы, либо все темные фотографии получаются, тогда я вам советую Lightroom скачать. И в Lightroom вот, он позволяет либо света добавить, либо какие-то нежелательные оттенки убрать. Очень хорошее приложение. Оно бесплатное, вам вполне хватит на первых порах. Там можно четкость, да, придать, если надо. Но четкость в прическах не всегда хорошо. Все, сейчас убираю вот эту прядь и перейдем к макушке. Вот наши боковые пряди, начинаю достраивать наш пучок так, что он становится красиво потихонечку. Поэтому, если вначале у вас пучок некрасивый, не пугайтесь. Если вначале он очень большой, не пугайтесь, значит, все идет по плану. Потому что если он изначально будет маленький у вас, то когда вы здесь начешете, макушку начешете, все подчешете, он у вас сразу визуально уменьшится очень-очень сильно. Тоже накручиваю от лица и все по той же схеме начинаю подтягивать. Вот, чтобы еще не было плоско. Волосы у меня здесь уже свои, натуральные, да, ну такие, как сказать, форму хуже держат, ну, скользковатые. Поэтому я уже с единички перешла на двоечку. Но сильнее фиксации у меня обычно нет аэрозольных лаков. И тоже где-то в середину валика пытаюсь, да, его увести. Смотрю, как мне тут покрасивее будет. То есть у меня вот эта прядь, ну вот эти боковые пряди, должны идти к середине пучка. Иначе всю нашу красоту мы, к сожалению, уберем. Ну вот эти иногда пряди я оставляю, но тут она такая большеватая достаточно. Я ее возьму, вытяжу и беру. И насчет, вот я видела вопрос насчет того, что там некоторым людям
что они идут там в парикмахерский, да, то, что им дорого. Ну, дорого всегда будет дорого, но, ну, как бы всегда будут люди, которым будет дорого. Как говорится, что всегда найдутся люди, которые захотят, чтобы вы им еще сделали бесплатно, да, еще и доплатили, да, это действительно так. Поэтому вы на них не равняйтесь, ну, есть такие, они всегда будут, они в любой сфере есть, и у каждого мастера такие будут. Так что, если вы пишете, что, ну, пишете, а люди пишут, что дорого, ну, да, бывает такое. У людей нет средств, вы на свой счет не принимаете. Когда вы понимаете, да, что вот вы там пишете, вы там много денег уже потратили, реально, когда вы понимаете, что вы потратили много денег на образование, много сил на отработку, да, много времени, ну, как бы, свободного времени, что этим делом вы там живете, и вы не можете сделать дешевле, никогда не ведитесь на поводу у таких людей, не скидывайте, да, как вот вы поначалу, когда будете начинать, все время будут там подружки или родственники, дальние, близкие, неважно, которые будут говорить, ну, сделай мне подешевле, ну, сделай мне вот за 500 рублей. Вот, я вот опять же вам советую, так же, как говорила в начале, либо делайте бесплатно, либо делайте за нормальную цену, да, когда вы уже поймете, что вы готовы. Потому что вот эти за 500 рублей вы сделаете раз, два, потом, если вы скажете, что вы не будете больше делать за 500 рублей, а это стоит там 2000, они скажут, что вы уже оборзели и что там много на себя берете, и не поймут, что это на самом деле стоит денег. Поэтому лучше не баловать, или вам придется придумывать, да, как бы врать им. Ну, врать, да, придумать отговорки, почему вы не можете их взять, да, там, я болею, у меня нет времени, хотя на самом деле вы просто, ну, побоитесь им отказать, да, и сказать, что у вас эта процедура стоит денег. Конечно, кому-то близким я ни в коем случае не призываю, надо, да, делать, возможно, и бесплатно, но всем подряд поначалу за какую-то там копеечную цену, одну подружку на свадьбу, другую подружку на свадьбу, третью лучше не делайте. Берите модели, отрабатывайте их бесплатно, но за копейки делать поток людей, а потом повышать цены в несколько раз, точно не имеет никакого смысла. Так, вот мы продолжаем. Вот снизу, в принципе, наша форма нормальная, теперь мы должны сделать здесь. У вас, по-моему, последний слайд, можете посмотреть, там указано, как делить переднюю зону, да? Там написано вариант оформления, там две головы должны быть, вариант оформления зоны у лица. Одна это с челкой, да, а другая это без челки. В принципе, можно делать и так, и так. У меня, по-моему, на ютубе с челкой, ну ладно, неважно. Ну, в общем, мы сегодня челку, к сожалению, поставить не сможем, да, мы немножко такое легонькое плетение сделаем, чтобы нашу эту челочку убрать, потому что она не туда и не сюда. Но если вам нужно делать челку, даже если не нужно делать челку, первое, что мы делаем, когда мы переходим к зоне у лица, это опять же ориентируемся на наш изгиб бровей, выделяем прямоугольник спереди, да, лучше, конечно, зигзагообразным. Не сильно глубоким зигзагом, а нормальным. С одной стороны. Конечно, если зеркало есть, проще сделать. Я сейчас немножко буду крутить. То же самое с другой стороны. И вот эта вот зона, да, я уже тоже об этом сегодня говорила, которая сверху на макушке, она всегда у нас будет идти на объем. А вот эти вот бочка у нас всегда будут идти немножечко по ужимости, поужать, и поэтому мы сразу отделяем сверху и будем от этого плясать. Самый главный, плюс-минус сантиметров, бог с ним, нам главное, чтобы она была у нас по центру. У меня зеркала нет, мне придется подойти посмотреть, а вам только поверить мне на слово, что она у меня по центру. Так, ну примерно она у меня по центру. Бока вот эти я сразу закалываю, к ним мы вернемся в самую-самую последнюю очередь. Это наш десертик, скажем так. Вот эта зона. Если мы хотим ее уложить челкой, челка я имею в виду, да, когда вот еще так говорят, хохолок, да, убранный. Если нам нужно убрать, грубо говоря, этот хохолок, что мы делаем? Мы делим вот эту зону на две, можно, конечно, и одной,
Но, знаете, иногда она бывает очень длинной, вообще зависит от анатомии головы, потому что у всех вроде бы, казалось бы, да, голова, у всех головы очень разные. Мы даже когда рисовали, делали вот эти вот сечения, схемы по головам, да, мы столкнулись с тем, что разные силуэты подразумевают абсолютно разные формы причесок. Поэтому сейчас мы, в принципе, если бы у нас не было челки, да, вот этой короткой, могли бы взять, завернуть, выложить здесь, да, и поставить челочку. И, в принципе, со стороны смотрится это вполне себе прилично. Но иногда бывают такие вытянутые, вот реально в длину головы, что если вы будете убирать одной прядкой, очень красиво, спасибо большое. Если вы будете убирать все одной прядкой, тогда у вас вот эта часть может очень-очень-очень сильно вытянуться. Поэтому, если все нормально, убираем одной, если двумя, мы делим это все дело пополам, да, вдоль. Можно прямым, можно зигзагообразным пробором. И сначала будем убирать, ой, немножечко я тут, ладно, сначала будем убирать, видно, да, вот эту часть закалывать, как мы сейчас будем делать, я покажу, как это делать, к основанию нашего пучка, а потом вот здесь вот пополам, как бы, мы в серединке разгребем, найдем дырочку, вот это также все прогофрируем и будем убирать в серединку. То есть у нас получится маленький объем, потом побольше, да, и потом у нас уже будет пучок. Ну, вернее, на самом деле у нас здесь получится побольше объем, потом средненький, а потом пучок. Это если у нас достаточно длинная макушка. Но сегодня мы макушку, к сожалению, ну, мы можем ее положить, но я боюсь, что будет торчать, да, сейчас пока волосы не прогофрированы, она вроде кажется длинной, сейчас мы прогофрируем, она может стать немножечко дыбом. Поэтому мы решили как-то, не знаю, если у вас другие пожелания, можете сказать, но мы решили, что мы сделаем по проборчику наши волосы. Заодно я расскажу, что нам делать, если челка вот не туда и не сюда, да. Это и не челка, мы ее не можем так оставить, ну некрасиво это выглядит, это прямая линия, у нас здесь все такое ажурное, переплетено, и заколоть мы ее не можем. Как только мы ее заколем вот так, она у нас будет похожа, да, на ребенка, как бы вот детям здесь маленькие какие-то непонятные волосики закалывают, тоже некрасиво, ну очень просто смотрится, да, вот, ну по-детски, как будто не умели, чё, давай заколем, вроде ничего. Поэтому мы вот это все в будущем заделаем в косу, а пока я просто возьму и вот эту нашу половинку, про которую я говорила, буду гофрировать, и мы ее потом в конце просто заколем к основанию нашего хвоста. У нас здесь должен быть объем обязательно. Но иногда я видела, делают, конечно, прически без талии, да, вот здесь. То есть у нас вот эти волосы потихонечку переходят назад. Но смотрится это не очень красиво, все-таки красивее, когда у нас здесь объемчик, а потом у нас уже полноценный пучок. Иначе мы норовим, ну, как бы, наш пучок из этой точки, да, сделать. Если мы не сделаем талию, у нас он будет начинаться здесь, а заканчиваться здесь. Очень-очень-очень большая, да, будет утяжеленная часть. Поэтому я возьму себе, позволю здесь немножечко зигзагом сделать. Зачем мы делаем зигзагом, да, казалось бы? Такая мелочь, о чем я говорила. Такая мелочь, но если мы потом будем вот здесь, да, тянуть нашу структуру, видно, да, нормально, то вот эти вот зигзаги нам изначально обозначат, видите, наши ребра. Вот где больше уходит волос, там и будут ребра. Поэтому, если мы хотим более такой разряженный, да, разреженный рисунок, мы зигзаг можем сделать полегче. И здесь будут два ребра. Если мы хотим почаще, мы можем, то есть мы своими руками формируем ребра. Если мы сделаем абсолютно гладко, мы должны будем придумывать, где у нас эти ребра. Может быть здесь, а может быть здесь, а может быть еще вот здесь, да, и мы норовим, я вот немножко этим страдаю, на самом деле, замельчить как бы прическу, то есть не 3, да, таких больших ребра красивых вытянуть, а 23 маленьких, и они все как бы смешиваются. Поэтому я сейчас с обеих сторон выделю зигзагом. Ой, там ничего не пишет. Нет? Не пишет, не пишет. Хорошо. Если что-то не видно, непонятно.
В жизни, конечно, у вас клиент будет сидеть на стуле пониже, мне сейчас немножечко неудобно, да, опять же, да, вопрос к стулу. Он зато вертится, но высоковатый, все барные стулья такие. Ну, в общем, я зигзагом определила. И теперь для того, чтобы я вот должна буду прогофрировать, да, все это дело и заколоть, как я сказала, пучку. Для того, чтобы здесь не было квадратного, да, я вот этот квадрат немножечко подсъем. Я немножечко вот добавлю полукруга, помягче вот здесь вот линию, чтобы оно у меня вот так раз аккуратненько и уходило в бок. С одной стороны, я аккуратненько подвину. Ой, извини, пожалуйста. С другой стороны, я уже модель начинаю бить. Так уже не просто ей тут живется. Все, я тут поддаю. В общем, с той стороны я сделала то же самое. Поверьте мне на слово. Все лишнее убираю, потому что если вы не уберете, вы по-любому потом запутаетесь, чем-нибудь в макушку из чужих волос заколите. И начинаю просто вот эту зону гофрировать в направлении к пучку. Вот у меня тут часть уже, в принципе, прогофрирована, я ее не буду гофрировать, а вот все, что ближе к лицу, не прогофрировано, тонкими прядями гофрирую. Прям на пучок я не кидаю волосы, потому что если я их кину на пучок, я пух забью. Что там? Ничего не пишет больше? Если кому-то что-то не ответила, вы продублируйте, потому что я могу забыть. Я могу начать про одно говорить, потом забуду, о чем говорила, и про другое уже рассказывать. Вот, еще хороший способ продвижения это конкурс. Вот у нас сейчас мы запускали конкурс, на самом деле, в Инстаграм, очень он дал хорошие результаты. Потому что если вы только начинаете, да, делать, я вам не советую покупать, пользоваться сервисами, да, и разгонять ваш Инстаграм и покупать там сразу 20 тысяч подписчиков. Потому что, скорее всего, не скорее всего, а точно, это будут не ваши покупатели, это будут как бы боты, да, либо какие-то там масфоловеры, какие-то магазины, которые что-то продают, или еще там непонятные, в общем, личности. И даже, во-первых, конечно, вам сразу будет зарезаться охваты, да, вы будете делать пост, а у вас там даже 10% ваших там подписчиков его не увидят, вы будете думать, гадать, почему же, как же так, я его там писала 3 недели, а его, да, Инстаграм не дает охвата, то есть из-за этого. Во-вторых, даже если они увидят, они у вас никогда ничего не купят, поэтому цифры это хорошо. Если вы хотите, не знаю, стать известным, знаменитым, это все поощряется. Но сначала я вам советую лучше иметь такое как бы портфолио, что вы начнете вдруг пользоваться этими сервисами, и вами смогут заинтересоваться реальные люди. Вообще эти сервисы я не очень советую. Да, мы тут тоже занимались, у меня было больше подписчиков в Инстаграме. Мы отписывались от всех вот этих всяких непонятных людей, магазинов, людей, которые уже не ведут Инстаграм, потому что как бы цифры цифрой, но за цифрой что-то должно стоять. Потому что, ну, конечно, хорошо, когда к вам ваш клиент будущий зайдет к вам, а у вас там 5000 подписчиков, он скажет, ну, наверное, человек популярный. Но если у вас при... Но если у вас при 5000 подписчиков 2,5 работы, всем будет все равно, сколько их у вас. Они зайдут, посмотрят, скажут, что накручено. Потому что все уже понимают, это еще раньше можно было кого-то удивить, да? Сейчас уже все знают, ну не все, может быть, может мне так кажется, что я знаю, что все это покупается, поэтому лучше у вас будут хорошие работы и мало подписчиков, они к вам придут, как бы подписчики вас найдут, не переживайте. Чем у вас будет куча подписчиков и мало работ, да, вы все деньги, все силы кинете на подписчиков, но сама эта цифра, она вам, ой, извиняюсь, кину, сама эта цифра вам ничего не даст. Я прогофрировала это все дело. Если у вас гофре такое, что видно рисунок, да, сильно, я вам советую взять плойку и оттянуть его переднюю часть. Потом хвостик я сразу подкручу
на жидкий лак. Где волосы, да, беру, там был вопрос. Волосы я покупаю, я уже вот вначале говорила. Если, может быть, вы по каким-то причинам не видели, потом пересмотрите, увидите. Hair Shop. Объясняла, почему. Иногда я с другими волосами сталкивалась в жизни. И дороже покупала. Они были очень реденькие на концах. Либо после мытья превращались в месиво. Поэтому так уж вышло. Так, и теперь вот это все я буду как бы увести к пучку, да, к основанию пучка. Но, честно говоря, одной прядью это делать невероятно сложно. Сейчас у меня волос не очень много, да, в руке, но иногда они бывают и длинные, и густые, и вообще не знаешь, как за что браться. В таком случае я вам советую поделить на 4 части. То есть мы делим, видно? Посередине, пополам, но обязательно смотрите, если у вас вот пробор, да, вот свой как бы распадается, не совпадайте, ну не пытайтесь, чтобы эта часть совпала с пробором, пытайтесь ее немножечко в бок увести. Подожди, тебя не вижу ничего. То есть пополам. Диагональкой, и чтобы не было строго пополам, чтобы у нас пробор потом случайно не распался до конца. И каждую из частей еще пополам. И левые 2 части мы накручиваем в эту сторону к центру, а те в ту. Так вам будет намного удобнее убрать. Берем волосы, можете просить назад немножечко, прости. Не-не-не, не телефон, голову. Телефон мне уже все равно. Чуть-чуть я помучаю последний раз. Немножечко назад. Накручиваю, подкручиваю, да, чуть-чуть к центру волосы, то есть не просто кладу вот так, потому что, ну, так будет не очень красиво, опять же сказала, что лучше всего, когда волосы немножечко направление имеют, не прямо, да, как у динозавра, подкручиваю немножко, ставлю пальчиком, где я буду невидимку, да, засовывать, и опять же сверху чуть-чуть подтягиваю прядочки с верхней части. И потом прямо у основания хвоста невидимкой я закалываю. Хвост пока бросаю. Смотрю сбоку, что я делала. И на лак начинаю эти ребра поднимать. Видите, если это будет блондинка, вы так сделаете, и у вас намертво все будет однозначно. Натуральные волосы, да, вот без соли, как я сегодня говорила, они очень капризные. Поэтому вы прям пальчиком должны это все приподнимать и лачить. Если не получается пальцем, тогда берите шпильки. Но этот объемчик у вас должен быть не намного меньше, чем здесь. Если у вас будет сверху еще идти челка, да, сюда прятаться, то челка должна быть, вот на последнем слайде написано, примерно на одном уровне с нашим пучком. Это не обязательно должно быть так уж высоко, но все равно старайтесь не мельчить. Берете вот эту прядь. Вопрос. Вчера вы в сторис заикались про белорусский лак. Расскажите, где покупали, как качество. Ну, белорусский лак это уже такое, тоже в эту же сторону тяну, кручу вернее. Такой лак, просто одно время прогремело как бы много информации о нем, да, многие стилисты не захотели платить там за Шварцкопф, сказали, что это очень дорого, и перешли на белорусскую косметику. Кто-то попробовал, и ну, ему понравилось. Возможно, вы видели, многие прям начали говорить, что он очень-очень-очень хороший. Вот, мы, в принципе, тоже попробовали, но он неплохой, но мы на него полностью, на самом деле, не перешли. Он действительно хорошо как бы схватывает, да, все. Действительно такой приятный в работе, пахнет, в принципе, да, приятно. Но я ставила лично, так сказать, эксперименты нечеловеческие. И могу сказать так, что он все-таки держит похуже, да, вот я локоны делала на репетиции на белорусочке в день свадьбы, но получилось так, что у меня закончился лак, и, ну, то есть не нарочно, я на репетиции решила сэкономить, нет, закончился лак, и пришлось делать на белорусочке, то есть разницу я почувствовала. Кто-то говорит, что разницы нет никакой.
Когда пошли на аренду? Вот я скажу так, я, ну, на кого-то не работала в салоне, потому что я очень, ну, сейчас, наверное, тоже, но тогда была очень стеснительна, мне казалось, что это вообще, что я не смогу работать где-то, где парикмахеры, что-то мне все время казалось, что это что-то очень страшное. Поэтому, в принципе, я, можно сказать, сразу пошла на аренду, то есть я работала. Ну, сначала я квартиру снимала для работы, да, туда как на работу ходила. Потом я уже сняла помещение, первое поменьше, побольше, побольше. Ну, не скажу, что сейчас большое, но уже больше, чем раньше. Вот, поэтому клиентов больше будет, когда вы будете много работать и много выставлять. Вот так я могу сказать. Как только вы перестанете выставлять, как только вы перестанете отрабатывать, работать, сразу увидите у вас упадок клиентов. Конечно, есть сезонность, это никто не отрицает. С этим, ну, бороться как бы нельзя, да. Конечно, летом клиентов больше, да, вот именно в этой сфере. Зимой меньше, в мае практически никого. Вот, но все, что вам нужно делать, это не опускать руки, а постоянно заставлять себя ходить, делать лучше, лучше и лучше. Если будете делать много лет одно и то же, без стараний, да, сделать лучше, оно, к сожалению, само лучше у вас не станет. Вообще хорошо, конечно, с кем-нибудь дружить, да, чтобы вас отмечали, но сейчас такие времена. Иногда вроде общаешься, ну даже со мной, наверное, многие общаются. Сейчас скажут, а ты такая же. И там говорят, а выложи там вот меня там пост. А выложи, что у меня вот, не знаю, собачка бездомная. А выложи еще что-нибудь. Все подряд выкладывать, конечно, не получится, да. Но получается так, что если бы я выкладывала все это подряд, у меня бы лента только и состояла из всего этого. Мне приходится отказывать иногда. Ну, не очень даже удобно, но приходится отказывать. Так, это я в другую сторону подкручиваю. И также... Вот. Но если у вас есть знакомый, у кого много подписчиков, с которым вы так хорошо общаетесь, что он готов вас отметить, да, поблагодарить, либо сделать взамен, да, ну, как бы бартером какую-то процедуру, вы ему там бесплатно прическу, макияж, а он вас отмечает, там, ой, такая вот меня собрала. Чуть почешу, а то падает у меня основание. Тогда, конечно, лучше этим пользоваться. Наташа, как ты считаешь, нужно ли идти учиться на сопутствующей профессии наращивания ламинирования, чтобы зарабатывать на сезон? Расскажи про кота. Про аренду я сказала. В общем, конечно, вне сезон нужно чем-то зарабатывать. И обязательно нужно идти на сопутствующие профессии учиться. Поэтому, если вы парикмахер, если вы работаете в салоне, да, конечно, вы никогда не запускайте окрашивание, стрижки. К вам на окрашивание, стрижки люди всегда придут. Прически – дело сезонное. Вот. Если вы не парикмахер, вам, конечно, нужно будет что-то еще уметь, да. Кто-то, вот, да, делает там кератин, кто-то волосы наращивает. Но я просто это делаю, я изначально это делала, а позже уже, ну, отучилась на прическе, да, ну, чтобы химией не дышать целыми днями. Вот. Кто-то ресницы, да, делает, кто-то брови окрашивает. Конечно, летом загруженность очень высокая, очень высокая. Вы не сможете совмещать, скорее всего, с основной работой. Либо сможете, но у вас глаза потом не будут смотреть на эти прически. А зимой, конечно, осенью все это идет на спад. Вы не, ну, либо, как некоторые пашут летом, да, с утра до ночи, а потом зимой уезжают на острова куда-нибудь жить и прилетают к сезону. Я знаю такие случаи. Но это как бы тоже так, не каждый сможет. Как надо работать в сезон. Вот, либо, да, либо вам не сезон, нужно что-то еще уметь делать. Обязательно. Про кота я не знаю, что вам рассказать про кота. Скажите, что, я расскажу. Я пока не знаю, что. Я вроде сказала. Мне все понравилось. Да, вот, кстати, насчет кота, он тоже же не только причесочник, да,
Он же и стрижки делает, и окрашивает волосы. Изначально он как бы этим занимался. Как мы даже учились, он говорит, что типа, я прически, говорит, не умею делать. Вот там стрижки, да, вот он курс по стрижкам рекламировал свой девчонкам, кто парикмахеры были. Говорит, вот стрижки, да, крашивание, а, говорит, прически не умею. Так, мы смеялись над ним. В общем, приподнимаем эту зону максимально как можем. Видите, 4 прядочками намного удобнее все это делать, и голова не болит, где у вас чего. Они потом все у нас сойдутся. Вам видно вообще? Если что, вы пишите, вдруг вам не видно. Потому что нет, я-то все вижу. Теперь вот, чтобы не мельчить, да, чтобы не 2 вот этими прядками, как мы убирали, я их счесываю, потому что они в одном направлении накручены. И опять же начинаю подтягивать ребра, подлачиваю сначала в руке. Вот у меня грязь пошла. Грязь — это вот эти волосы выбивающиеся, старайтесь, чтобы они не были сами по себе, чтобы они какой-то текстуре, да, структуре подходили. И куда-нибудь вот сюда, опять же, да, чтобы визуально наш пучок казался выше. Когда у вас эти пряди будут иметь такое направление, и вам, и вашим клиентам будет казаться, что он выше. А хвостик вот этот вот красивый, я его оставлю. Либо еще прически, ну, вы должны заниматься тогда обучением, да. Я вот сейчас, ну, не стригу, не крашу, брови несколько раз училась, но не мое, я люблю, ну, не люблю, боюсь просто. Боюсь, что кому-то что-то не понравится. Ну, чисто, я не делала, не то, что у меня там был претендент, просто душа не лежит. Я занимаюсь обучением, да, ну, еще волосы наращиваю, это еще с тех времен осталось, когда я волосы наращивала. Так, теперь нам осталось тут немножко, мы должны уложить зону лица. В первую очередь мы должны понять, где у нас у человека пробор. В принципе, вот он у Ани у нас распадается, вот он, мы его уже нашли в прошлый, не в прошлый раз, а в начале. Если он не распадается, вот он, видите, у нас волосы даже вот здесь направление такое имеют. Если он не распадается, 5 утра, 4 утра, неважно, ведем за руку клиента к зеркалу, пусть он сам положит, как ему надо, потому что вы точно не угадаете, другой наклон, немножечко не туда, здесь вот 3 волосинки возьмете, она будет себя чувствовать супер некомфортно весь вечер или весь день. Вот, с этой зоной мы потом разберемся, потому что там полегче, а вот эта зона у нас веселуха, как говорится. Челка, про которую я сказала, и не туда она, и не сюда. Первое, что мы сделаем, вот это у нас осталась прядь, да, здесь не видно, потому что мы бочка положили. Вот тоже, я говорюсь, не сказала. То, что бока у нас вот эти должны лежать обязательно, то есть они не должны вот так вот у нас торчать ни в коем случае. Вот эту боковушечку уберу так же, как и все. Зигзагом обязательно, да, чтобы мне удобнее было. Вообще, видите, вот здесь у меня краешек уже не прогофрирован. Лучше не поленитесь, прогофрируйте. Прямо от корня. Вот у меня гофрешка мягонькая такая, очень я ее полюбила. 500 рублей, все дела. Дешевле некуда. И я, вот хоть у меня есть куча инструментов, огромное, это трюмо у меня в студии стоит. Я работаю этой, потому что у нее такое недавязчивое гофре, что мне его не приходится выпрямлять. Все другие гофрешечки, которыми я раньше работала, мне приходилось выпрямлять, да, краевую линию, чтобы никто не догадался. А это, в принципе, да, вот у нас такой яркий здесь свет, волосы натуральные, в принципе, его вот здесь вот не очень видно, оно прям не кидается в глаза, как иногда бывает. То же самое начесываем у корней. Ну что, как вам пучок? Техника, легкий. Если бесплатно дорабатывать прически, а модель все равно хочет заплатить. И о, конечно, берите. Конечно. Ну, у меня просто таких не было. Нет, если она хочет заплатить, то есть она хочет вас отблагодарить, то есть она считает, что ваш труд ценен. Конечно, мы как бы не занимаемся
таким, не знаю даже, как это обозвать. Не строим из себя таких бедных и несчастных, что нам есть не на что, а деньги мы не берем, да? Нет, берите, конечно. Поблагодарите, берите. Можете даже пост об этом написать. Можете не писать. Даже не знаю, стала бы я об этом писать. Но как-нибудь отметьте ее. В следующий раз она к вам придет, купите шоколадку или что-нибудь еще. То же самое. Здесь у нас должен быть прогиб. Никогда мы прямо не ведем пряди. Как только мы прямо увели, сразу это будет очень некрасиво смотреться. Обязательно, как я всегда говорю, прогиб 90 градусов. Но прогиб не такой, да, глупый. Вот здесь у нас должно быть достаточно компактно, да, чтобы дырки не было. А вот здесь вот уже внизу мы делаем прогибчик. Во-первых, прогибчик. Во-вторых, обязательно текстуру, да, о чем я тоже всегда говорю. Обязательно текстуру подтянули. Если модель платит 500 рублей, это значит, что вы хороший мастер. Если она уходит и больше вам не пишет, ищите другую модель. И могу чуть-чуть повыше, видите, ее увести, так красиво, в принципе, смотрится. И немножечко пучочек смотрится повеселей. Не заваливается форма. И там уже валик у меня далеко, я креплю на ощупь волосы к волосам, чтобы у меня вот здесь был хороший объем. И чтобы здесь, аккуратно, тут я поворачиваю это обратно, чтобы дырки не было, еще могу чуть-чуть подтянуть. Сейчас я подтяну, если что, вам покажу, потому что иначе я не вижу, что я делаю. Подтянула, чтобы не было видно дырки вот здесь, а потом снаружи могу подтянуть уже текстуру. А вообще первое время, ну будьте готовы, да, если вы прям совсем с нуля, что могут люди приходить на репетицию, потом не записываться. Ну у всех это было, у меня это было, потому что вы же делаете, да, вы только учитесь, у вас там прайс, допустим, невысокий. Я вот, допустим, однажды пучок делала, примерно как сегодня, да, 4 часа на репетиции. Девочка там чуть не пристрелилась, она потом вообще, ну, как бы мне даже не писала. Ну да, я погрустила, но чего, я делала практически второй раз в жизни. Мне тоже было непросто. Ну, всякое бывает, то есть вы не должны от себя требовать, что я прям должна сразу делать, как Георгий Кот. Бывает, что даже, да, деньги будете с клиентов брать, что-то будет не получаться. Есть клиенты капризные, да, которым там не так, не то, фиг поймешь, что там им надо. Ну, конечно, мы должны понимать, ну, я ни в коем случае не призываю там на его мнение, там, да, закрыть глаза и делать по-своему. Но если уж клиент капризный, да, если уж он такой требовательный, то, ну, простите себе это, как бы. Вот этот вот, не знаю, наша прядочка меня, в принципе, не раздражает. Если спереди, я просто смотрю, как она спереди смотрится, спереди она не будет так уж, ну, в принципе, нормально. Не знаю, если бы вы делали, если бы хотели, могли бы ее подспрятать. А мне нравится так. Ну, а если это уже такая пошла вкусовщинка. Мне нравится эта прядочка, оставлю ее. Так, и теперь самое интересное. Вот спрашивали про челку, буду ли я гофрировать челку. Если это челка, прям челка, в хорошем, большом понимании, да, сюда, прям как бы в классическом понимании, да, то есть челка, которая у нас будет укладываться на лицо, тогда мы ее, конечно, гофрировать не будем, потому что когда ей эту челку выстригали, ей, конечно, ее не гофрировали, и как только вы прогофрируете, она, во-первых, может стать дыбом, во-вторых, она приподнимется от корней, да, как и все, что, ну, как бы все, что мы гофрируем, в-третьих, будет выглядеть непонятно, даже если мы ее прогофрируем у корня, будет рисунок видно, потом прямая часть челки. То есть, если это челка, мы даем человеку инструмент, которым он обычно эту челку как бы укладывает сам, и пусть она сама, если что, ее уложит. Если вы не парикмахер, я вот не парикмахер, я не могу взять на себя ответственность уложить челку. Вы никогда не угадаете, на сантиметр выше она ее приподнимет или на сантиметр ниже, вправо она ведет, влево. Утюгом вы можете взять ее и опустить слишком низко на лицо, либо можете придать слишком большой объем. В общем, челка это такое прям интимное дело, я так считаю, примерно так же, как и брови. Ну, брать на себя ответственность, да, я знаю, сейчас я тебе ее уложу,
уложу, так лучше не надо. Вы спросите, и как бы спросите, вы можете сами эту челку уложить? Обычно люди понимают, да, что им там несколько раз в жизни укладывали челку, да, по-дурацки, и она лучше сама ее уложит, но будет себя в зеркало узнавать, чем там неизвестно кому довериться. Но у нас другая ситуация. Нам бы тут и волосы у лица бы выпустить, да, и эту челку бы убрать, чтобы ее не закалывать. Поэтому я ее немножечко буду, ну, такую косичку заплету. Косы я не люблю, не плету их, вот из 3 вот этих вот кос наизнанку, из 5, это вообще, честно говоря, не для меня. Но если вы не любите плести косы, как и я, но вам приходится это делать, то лучше всего это рыбий хвост. Вот проще рыбьего хвоста нет ничего. Вот, кстати, говорили про Анну Комарову, плести я его начала после ее видео, то есть... Она там очень хорошо объяснила, как ее плести. Может быть, если бы не она, я бы вообще ничего не умела в плане плетения. Первое, что мы делаем на убранных прическах, на собранных, всегда абсолютно, мы выпускаем пряди у лица. Потому что если мы не выпустим пряди у лица, если мы возьмем, да, уже к этому моменту у вас уже сил нет. Даже когда, ну, я работаю, уже не хочется ничего делать, хочется ей взять одну прядь, вот так вот накрутить, вот так пришпандорить невидимкой и пойти домой. Но зона у лица — это самое-самое важное, что человек видит. Ему, по сути, все равно, что у него сзади. Ему все равно, как там чего у него убрано, видно ли у него ребра, не видно. Ему самое главное, чтобы он спереди выглядел прилично. Поэтому мы должны все-таки делать все по правилам. И вот здесь вот иногда бывает у людей глубокий рост волос. Вот у Ани нормальный рост волос, да, здесь ничего такого нет. Но поверьте мне на слово, кто работает, сейчас поймет, о чем я говорю, бывают прям такие, как залысинки, да, у девочек буквально. То есть такие лобные впадины, где очень-очень редкие волосы. Если с такими лобными впадинами мы возьмем, да, и грубо вот так вот уберем вот эти волосы, мы подчеркнем все несовершенство нашего лица. Если у девочки вот такие вот щеки, да, либо очень тяжелая нижняя челюсть, либо как раз вот здесь вот, да, очень глубокий рост волос, широкий лоб, если мы ей не скорректируем волосами, да, вот эту вот часть около лица, то никакой макияж уже не поможет. То есть мы должны будем обязательно делать это волосами. То есть волосы у нас на этом пучке должны, если они по пробору, идти сначала по лицу, а потом, опять же, под этим пресловутым углом 90 градусов уходить к нашему пучку. Как только мы возьмем, вот увидите, можете посмотреть мой первый средний пучок на ютубе видео, да, потом я его перезаписала, там другая вообще история. Как только мы возьмем и вот так вот уведем, вот так вот, вот с таким как бы рисунком наверх, наша голова сразу удлинится. В принципе, это можно делать, но если голова сама по себе длинная, да, анатомически, вы еще так уведете, опять же, вспоминаем локоны, да, выше области глаз и бровей, да, будет смотреться всегда это немножечко вздернуто, немножечко, опять же, так неестественно. Поэтому первое, что мы должны всегда сделать, выпустить волосы по этому росту волос, но не просто сантиметры, да, вот так вот, по около лицевой линии. А если у нас вот здесь вот он глубокий, то мы этот сантиметр должны вот так отступить по этой лобной впадине. То есть вот здесь вот мы по пробору, естественно, ничего выпускать не будем, иначе она замучается, да, руками эти волосы постоянно дергать. Мы, начиная отсюда, начинаем эти волосы, вот здесь вот видите, искать и выпускать. Обычно они короткие. Если волосы длинные, у меня в этом году была такая невеста, она меня заставила их в день свадьбы отстричь. Не соглашайтесь никогда, я сама не соглашалась, она меня обманным путем, можно сказать, заставила. Пусть она идет в парикмахерскую и отрежет себе их, да, если они очень длинные. Потому что если они очень длинные, не очень красиво смотрятся, нет никакой легкости. Если не выпустить их совсем, тоже будет тяжеловато. Единственное, что я могу посоветовать, если они совсем длинные, да, и обрезать она не хочет, и не можем мы убрать, да, эти волосы некрасиво, допустим, здесь, тогда вы их подкрутите, как обычно, и чуть-чуть подзакалите, вот как будто они у вас лежат, но как будто краешек прядочки пошел у вас, ну, назад. Поэтому вот эти волосы мы выпускаем, да, я люблю побольше вот здесь вот у лица выпускать, потому что девочки себя комфортнее чувствуют, особенно если здесь открыта зона декольте. Если это корсет, да, как говорят, грудь как на подносе,
ну, такое бывает, девочки иногда сами выбирают такое платье, чтобы подчеркнуть свои достоинства, а потом оказываются заложниками ситуации. Если еще не будет никаких волос, она, скорее всего, будет все время сгорбленно ходить, потому что ей будет некомфортно. У меня была даже одна невеста, она купила, у нее очень красивой формы, ну, она модель, она купила себе платье, да, с корсетом, чтобы подчеркнуть грудь, а не знала, что она беременная. И через 3 месяца, когда была свадьба, у нее грудь была таких размеров, что она говорит, мне было стыдно вообще ходить. То есть она и платье уже не могла поменять. И она выпускала эти волосы, чтобы хоть как-то эту зону прикрыть. То есть это такой психологический момент. Поэтому чем более открыта вот эта зона, тем больше старайтесь выпустить волос. Не понравятся ей эти волосы выпущенные, я всегда даю 2-3 невидимки, чтобы она всегда могла взять их, да, допустим, после фотосессии и заколоть. Ну да ладно. И эти волосы мы обязательно будем гофрировать, начесывать и делать максимальный объем, чтобы не было такого, что у нас здесь прилизанные 3 волосинки, а там огромная голова с неимоверно большой прической. Поэтому я эти волосы сейчас прогофрирую, да. Спрашивали, буду ли гофрировать? Буду. Выбора у меня нет. Если я не прогофрирую и начну плести там свою любую косу, поверьте мне, вот эти волосы, я начну тянуть текстуру, а она будет падать. Поэтому мне придется прогофрировать, хоть мне не очень хочется. Нет там больше ничего? Сейчас осталось немножечко. Сейчас я прогофрирую, заплету косу, с той стороны быстренько уберем. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, так скажем, по существу, да, вы пока вполне себе можете их писать, не стесняйтесь, я очень рада вопросам. Я гофрирую прям буквально несколько сантиметров у лица, ой, у корней, и у лица, и у корней. Не сильно, да, но чтобы они были... Я просто вот чувствую более деревянные. Сюда еще лака немножко попало, на лак гофрируется охотнее, да, волосы, так же, как и накручиваются. Чуть-чуть я прогофрировала, чтобы они так это... Знаю, все уже устали. Моделька уже устала. Зрители, наверное, тоже уже устали такие, ну все. В общем, если устали, берете 2 пряди, раз, и все. Одну повыше, другую пониже. Но если вот у вас такой случай, либо хочу косу, есть такие, которые хочу косу, тогда делаем косу. На меня немножечко голову. Берем вот здесь вот. Во-первых, все вот это в косу мы не будем, да, в косу. Вот немножечко волос мы потом выпустим, и мы их уберем также с прогибчиком. То есть все, прям все в косу мы убирать не будем. Мы берем серединку. Можем ее чуть-чуть подначесать на пудру, да, чтобы она у нас привстала, но аккуратно, чтобы грязи не было. Я не люблю сильно начесывать волосы, когда плету что-то, хоть я редко плету, потому что вот этот начес, да, его может быть видно, потому что когда мы начесываем по рядочке, мы сверху вычесываем, а здесь пряди будут в разные стороны выворачиваться, и этот начес может быть видно. Берем, делим пополам, и вот, как я сказала, моя любимая коса. Любимее этого нет, это рыбий хвост. Берем с одной стороны и перебрасываем в левую руку. У нас в руках, в общем, всегда должно быть 2 прядочки, да. Я их еще, давайте перекручу вот так, и поехали. 2 прядочки. Справа я перебрасываю в левую часть руки, да, в левую часть косы. Слева я перебрасываю в правую часть. Лучше не мельчите, если мельчите, то не очень иногда красиво получается. И пошло-поехало, то же самое. И справа влево, видно? Нет, не видно. И слева вправо. Если не видно, скажете. Но я думаю, здесь, может быть, узнают рыбий хвост. Тоже вправо берем, пускаем влево. В общем, у нас 2 должно быть. Это единственное, зачем мы должны следить. Это 2 косы в руке. Ой, ну да, 2 пряди в руке. И всегда направление, да, выдерживаем. Какая 32-я плойка вам нравится больше? Ой, честно, вот у меня прошлый мастер-класс был. Я там с этими плойками и пела, и плясала. Больше всего Деваль. Много я нашла причин, почему. Ну, просто, чтобы там вам для общего кругозора. У меня много плоек разных диаметров, разных фирм. Я говорю, и по 18 тысяч дорогущие плойки, да, клоднайновские, и дешевые, вот Деваль 1100. Вот лучше ее нет ничего. Во-первых, она легкая, это самое большое преимущество. Потому что плойки с терморегуляторами будут у вас сразу тяжелее грамм на 200.
Во-вторых, она длинная, у нее полотно длиннее, чем у Babyliss, допустим. В-третьих, у нее нормальное покрытие. В-четвертых, они и падают, и путешествуют со мной, ничего им не случается. Вот мы заделали косу, скажем так. В общем, немножко опять замельчила, но бог с ним. Вот эту штуку мы убираем. Она должна быть легкой. Мы у корней потом подчешем. И начинаем, да, вот чтобы не было видно, видите, я вот вижу здесь кожу головы. Вот такого быть не должно. Я, конечно, потом подначешу, и видно, ничего не будет. Но изначально имейте в виду, что так быть не должно. Поэтому мы берем и вот эти волосы аккуратненько, прядочка за прядочкой, вот здесь вот вытягиваем, да. После этого можно взять невидимкой заколоть, можно временно шпилькой. Я, наверное, шпилькой заколоть, а может невидимкой, ну шпилькой. Не знаю. Вот так вот. И начинаем с лица ее. Поворачиваю. Начинаю тянуть опять же ребрышки. Чуть-чуть раз, сантиметрик, залачила. Чуть-чуть раз, сверху, все то же самое. Все по одной наработанной схеме. Раз, раз. Вот здесь у меня видно пробор, да, по которому я делила. Поэтому мы берем шпильки. Двигаться. И шпильками, видите, я начинаю как бы этот пробор прикрывать. Столько было шпилек, куда-то я все, наверное, все уронила. Бог с ним. Самый главный смысл понять. Вот, видите? И то же самое, такие же аккуратные как бы элементы у меня должны быть спереди. Опять же, приподнимаю, лачу, да, только не сильно. Лучше прям по миллиметру, лучше вы потом дотянете, чем вы потом не будете знать, куда эту прядь засунуть, да, куда ее вписать. Вот и все, видите, наша челочка вписалась, как будто нет челочки. Только потом хорошо прям залачите, потому что в противном случае она может во время танца выпрыгнуть, и все узнают, что у вас там было спрятано. Потом невидимкой берем, извиняюсь, опять все во рту, мне так удобнее. Находим, куда можем мы спрятать это дело. Да, можем вот здесь все подтянуть и увести вот сюда, к примеру. И невидимкой обязательно всю эту прядь возьмите, не больно, и заколите. Потому что если вы заколите пол пряди, не дай бог, у вас вторая половина выпадет. Потому что здесь все держится на честном слове. Если у вас эта прядочка густая, тяжелая, непонятная, да, как у нас, из чего она создана, я вам советую взять еще одну невидимку и вот с внутренней стороны попробовать ее, я вот как бы эту косу продеваю изнутри. Да, то есть я ее немножечко заколола, как мне надо. И еще тяну вот эти ребра. И еще тяну вот здесь. И, конечно, лучше бы я подзавела кончик, а то он у меня сейчас прямой. Но если я сейчас начну завивать кончик, я могу повредить, да, вытянуть ее, и она у меня вся упадет. Поэтому я с этим кончиком поступлю иначе. Я возьму нашу невидимочку, обмотаю этот кончик вокруг невидимки, просто спрячу его, чем я сейчас буду ради одной какой-то пряди здесь на свой страх и риск. Вот куда-нибудь туда, там место полным-полно. Если вот что-то там выпадает, прям пальчиком засовываем. Так, теперь выпускаем опять же, да, чтобы у нас было что-то у лица, а эту прядочку мы так же, как делали все до этого, подчесываем и вводим к пучку. Подчесываем с прогибом, край уха закрываем. У многих людей паранойя насчет уха. Странно не звучит. Будете когда работать, если вы не работали. Если работали, тоже понимаете, о чем я говорю. Все прям, ну не все, но очень много клиентов говорят: спрячьте мне уши, уши спрячьте. Поэтому открыть ухо мы не имеем права. Мы можем, да, это сделать, но, опять же, говорю, более клиентский вариант, спокойнее смотрится, когда ушко у нас закрыто.
Поэтому я беру и также с прогибчиком, видите, часть уха закрывается у нас. В следующий раз, мне кажется, надо просто раньше начинать. Часов 12, как раз к полуночи управимся. Так. Здесь тоже, чтобы дыры не было, да, мы говорили о том, что здесь должно быть все компактно, плотненько. Наверное, там же многие ушли, такие, все понятно, как делать, да? 6 человек всего? Такие, ну все, дальше я знаю как. Дальше я все знаю. Да, нелегкое это дело, пучок. Я говорю, вы будете делать сами, когда вы как бы поймете, что ну, не так уж это и сложно, просто когда каждое движение комментируешь и пытаешься еще показать, чтобы было видно, то что когда работаешь на автомате, уже руки делают, ты там думаешь о своем, о погоде, о природе. А тут, когда рассказываешь, как ты это делаешь, мозг начинает напрягаться и сам пытаться понять, как он это делает, то что он привык это делать ну, на автомате, да, поэтому немножечко тормозится процесс. Как вы, если будете там плыть, к примеру, если вы просто будете плыть, вам будет легче, а если вы будете задумываться, куда вы ставите руку, да, почему вы ее туда перекидываете, какое у вас положение тела в пространстве, вам будет тяжелее, да, сделать то же самое, проплыть, к примеру, ту же самую дистанцию. Поэтому здесь такой момент, да. Вот эта прядочка, которая мне нравилась, мне уже не очень нравится. Ну ладно, бог с ней, я ее оставлю на память. Все, вот эти пряди я подчесываю у корня на пудру, да, опять же я сказала, то, что мы должны загустить эту зону, чтобы люди понимали, что у нас пучок взялся не из ниоткуда, что у нас волосы неимоверной густоты были изначально, поэтому вот такая у нас получилась красота. И после этого я беру, сейчас, наверное, эту прядь докручу, и останется один человек. Скажет, а вторая сторона, все понятно. Мы тут. Спасибо. Не бросают меня студенты, которые у меня учились. Вот приятно, вот Маша. Я ее работать к себе приглашала. А она мастер-классы мои покупает. Всегда приятно. Труды ценятся. А мне потому что все время тоже, мне все время кажется, что я ничего не знаю. Все время кажется, что я вообще в прическах ничего не смыслю. Так, и пока я доделываю вторую часть, ну вот, блин, вот красиво, видите, вот эта прядь, ну простите, я отниму еще 2 минуты времени всех. И ее чуть-чуть сделаю более завитой. Так. И пока я делаю ту часть, вы, пожалуйста, подумайте и отпишитесь, чтобы вам было действительно интересно посмотреть на следующем мастер-классе. Может быть, это будет прическа, может быть, это будет 2 прически, может, это будут просто какие-то элементы, может, это будет вопрос вот как раз по всяким инстаграмам, продвижению, отзывам, да, и всему прочему. Потому что я, к сожалению, не могу угадать, ага, я видела, что вам нравится. Вот я сделала опрос, что у меня интенсивы, да, однодневные групповые интенсивы, чтобы вам было интересно, потому что у меня были пучки, у меня были локоны, и все, кто записывались, говорили, блин, вот нет греческого у тебя, а вот когда у тебя будет мастер-класс по быстрому пучку, по быстрым пучкам, а вот когда то, когда сё. В итоге я сделала опрос, написала там, дорогие мои там будущие, да, студенты, что вам было бы интересно. Они, ну как не они,
вы, может быть, просто, да, кто-то. Написали мне 19 человек, отметили греческую косу. 19, это был просто, не знаю, день греческой косы. Она, наверное, там радовалась и плакала от счастья. И в Инстаграме писали в комментариях греческая коса. В итоге сделала я греческую косу, а люди не идут. Записываются на пучки, я их спрашиваю, а почему пучки, да? Почему не греческая? А они мне говорят, ну, греческая сложно. Ну, сложно, но можно. Поэтому, если как бы вы хотите, но думаете, что это сложно, и не собираетесь, да, там, ну, как бы это осваивать, то лучше не пишите. То есть напишите действительно, чтобы вам могло быть интересно, потому что мне самой же интересно, что людям интересно. Мне вот это все замыливается, мне уже иногда никакой ценности вот эти прически, ну, не представляют. Иногда вроде кажется, сделаешь обычную прическу, а она там с большим охватом, с большим количеством лайков. А иногда кажется, сделал там шедевральную прическу, а она ничего не набрала. То есть я уже объективно не могу оценить. Я уже заложник своей профессии, я уже смотрю на других мастеров, смотрю под другим углом на свои работы, мне уже сложно понять, что я и как делаю. Так, ссылка на видео будет доступна. В общем, вот эта ссылка, да, будет работать и сегодня, и завтра, и послезавтра, и еще какое-то количество дней. Цать, не знаю, допустим, 30. Но мы обязательно это видео, как и в прошлый раз, записываем, и через несколько дней, ну, может быть, через неделю, если что, извините, подождите нас. Но постараемся в течение недели в любом случае. Мы скидываем вам на ту же почту, да, на которую пришла эта ссылка. Ссылка на запись и просмотр видео, которое будет уже доступно долго, да, и вы можете его скачать, если боитесь потерять. Я вам советую скачать, потому что мы тоже вечно не сможем, там, допустим, на Google диске, да, держать это все дело. А то все дело практики набить руку нужно. Мне кажется, у меня рука тяжелая, такую красоту. Ой, вот полистайте мой Инстаграм, не поленитесь. Я там делала пост насчет моих первых причесок, насчет моих первых пучков. У меня еще есть, кому интересно, напишите мне в личку. Моя первая невеста, какой кошмар я там творила, с человека деньги брала. Да, то есть это, ну, к сожалению, ну, есть люди, у которых талант, да, которым вот покажешь вот так, и они скажут, ну, не скажут, а сделают точно так же, да, но таких людей, поверьте мне, их вообще очень-очень-очень мало. Вот, в основном все люди в любой профессии учатся методом проб и ошибок. Есть, конечно, люди, у которых есть дар. Еще сильнее. Низкий мучок с текстурной макушкой или греческий. Вот на греческое я больше не попадусь. Да шучу. Если нужна будет греческая, сделаем греческую. Мне нравится. Ее делать на самом деле не так сложно, как многим кажется. Все, вот эти вот волосы мы сейчас аккуратненько здесь уберем, а эти тогда, наверное, знаю. Ой, извини. В общем, сейчас я все это прогофрирую. Еще хотела спросить, начать лучше учиться все-таки у профессионала или постепенно, потихоньку повышаем мастерство? Ой, нет, это, знаете, у нас есть девочка одна в городе с очень раскрученной студией по ногтям. И она, когда только начинала делать, она просто интервью потом давала, и она об этом говорила, да, то есть это не я там такая придумала за нее, она сама об этом говорила прямым текстом. Начинала делать, да, начинала делать ногти, она отучилась на каких-то дешевых там курсах, и потом, ну, там, за какую-то цену, такую среднюю в городе, не скажу, что она прям дешево делала эти ногти, вот, и как бы она смогла вести контакт, у них настроена прям система отзывов очень сильно, но что хотелось бы сказать по этому поводу, вот она сказала, что когда я отучилась в хорошей школе по ногтям, да, по маникюру, мне стало стыдно, то, что я не сделала это сразу.
То есть вот у меня примерно, ну, как бы я училась в хорошей школе, да, в Эльстиле, да, на макияж, но когда я отучилась в iConfessi, мне стало стыдно, да, что я не знала этого. То есть это, конечно, будет дороже, безусловно, но вы сократите ваше время, да, а время стоит очень дорого. Зачем вам 3 года идти к результату, да, к такому пучку, если вы можете заплатить там деньги, да, и вас этому научат, не знаю, за 5 дней или за 10 дней. Вам потом нужно будет только практиковаться, да, и всего-то. То есть здесь такой момент. Можно прийти ко всему самому, но либо вы можете не так прийти, либо искаженно, либо это займет очень большое количество времени, если только вы не талант. Вот талантливые люди есть, да, но опять же их мало, и на это уповать фату и диадему в такой прическе. Я сейчас расскажу. Сверху мы фату здесь не прикрепим никак, будем крепить снизу. Так, не знаю, видно, не видно. 2 пряди у меня тут осталось. Фату, вот честно, я сегодня стояла в студии, ну, вернее, сидела, ну, стояла, пока Аню красила, и смотрела на эту фату. Думала, ну вот нужна ты мне или не нужна? И решила ее не брать, как бывает. А видите, зря. Надо было брать. Надо было брать. Так, вот это наша челочка. Непонятной, да, здесь длины непонятной формы. Хвостик я еще могу вот сюда вниз спустить. А сверху мне нужно что-то делать. Это только на лак тоже, видите, здесь такая все-таки длина. Здесь мы не будем симметричную косу, да, делать. Сейчас низ еще заложим, но мы здесь будем сейчас приподнимать от корня буквально пальчиками. Раз, приподняли, сантиметров 2, лак закончился. 3. И вот здесь все на лак. На жидкий лак залачите, не опадет. Но если опадет, ничего страшного. Это лучше будет, чем она будет, знаете, вот здесь вот, как у дурочки, да, заколота. Вообще, мне однажды делали, у меня были ободранные, вот именно буквально ободранные, по-другому не сказать, волосы. После моей чудесной попытки сделать себе амбре. И у меня макушка была вот, ну, сантиметров 5, я не преувеличиваю. И мне вот в Эльстиле делала, я ходила моделью тоже просто, сделали мне прическу. Ну, и знаете, у меня на жидкий лак продержалась эта макушка. Я даже до Владимира доехала, да, там 2 часа на электричке. Казалось бы, там головой отбилась, все дела. Ничего, нормально. Поэтому жидкий лак. Поэтому вам лучше быть уверенным в жидком лаке и покупать все-таки Шварцкопф. Хотя против белорусских ничего против не имею, отрабатывать на ней можно. Но насчет фиксации Шварцкопф, по моим опытам, может быть, они были не объективны в разных условиях. Может быть, что-то я не учла. Чего? Чего? Повернуть вот так? Ну, хорошо, вы говорите. Я не понимаю уже. Так, здесь берем, уводим тоже с прогибчиком. Расчищаем себе пальчиком, да, куда? Этот хвостик, видите, у меня уже здесь много хвостиков. Я не буду здесь каламбур устраивать. Я его, наверное, все-таки куда-нибудь, а может быть, оставлю. Может быть, и буду устраивать каламбур. Кто знает. Ну ладно, так красиво. А лучший враг хорошего, да? Иногда вроде красиво, хочешь сделать еще красивее. А получается фигня, одним словом. Все, вот эту прядочку я сейчас закручу. Как крепить диадему? Диадема штука тяжелая, обычно непонятной формы. Если это еще китайская, может быть маленьких размеров. Вы ее тогда должны так растянуть по голове, если она китайская, чтобы она у вас, ну, чтобы голова у девочки не стала болеть через 15 минут так, что она ее захочет снять. Вот. А крепить ее там
в концах диадемы есть такие дырочки, да, ну, типа под невидимки. Но, в общем, я вам советую в эти дырочки, не невидимки, да, засунуть, потому что они не будут держаться, продеть шпильки большие, и эти шпильки уже прошить насквозь невидимками. А насчет фаты, вообще лучше советуйте, чтобы невеста перешила фату на, как сказать, на гребень. Потому что гребень, на гребне она будет иметь форму, да, во-первых, то есть это не будет тряпочка, которую вы проткнете просто посередине шпилькой, засунете шпильку, да, вниз. На гребне она будет иметь вид такой собранной, да, собранной истории такой. Вот. И потом гребень в такой прическе вы просто засовываете к валику, да, туда, под валик, и также большими невидимками девалевскими, плотными, которые у вас точно ее выдержат, пришиваете этот гребень вот так вот, да, часть невидимки в начес, часть в гребень, часть в начес, часть в гребень. С каждой стороны хотя бы по 3 невидимочки, и у вас будет такой каркас, вам ее будет практически невозможно снять. Еще хотела сказать по украшениям, потому что фата может быть не всегда, украшения часто. Ой, извиняюсь, ушла опять из кадра. В общем, если у вас украшение вот такое, я их больше всего не люблю, я их терпеть не могу, потому что такое украшение, особенно если оно тяжелое, оно вам примнет пол прически, ну вот буквально примнет. Здесь якобы можно шпильку и невидимку, да, засунуть, ну ладно, а внизу как крепить? Внизу, видите, ну нет, ну как бы вот таких, да, штучек. То есть она, во-первых, очень сильно будет цепляться, такая веточка за голову, во-вторых, она примнет ваши локоны, да, то есть ваша объемная прическа будет прижата, особенно она будет входить в течение дня, и она эту штуку будет все время ее прибивать. Поэтому я советую вам, чтобы вы сказали невесте, чтобы она приобрела украшение либо на шпильке, либо на гребне, да, опять же, вот фата на гребень, да, гребень вставили, невидимками прошитали, и то же самое со шпилькой, вот, потому что шпильку вы аккуратненько засунули, невидимочками тоже ее раз, прошили в начес, и все, и она никуда не денется. Это тоже. А если это какая-то непонятная конструкция без крепления, вам будет вообще крайне сложно что-либо с ней адекватного сделать. Так, вроде бы я тут говорила. Что, там есть еще вопросы? В принципе, вот наш пучок получился. Достаточно торжественный, достаточно объемный. Все по точкам я вам расписала, все распределила. Если бы здесь была челка, мы бы ее прятали в середину вот этой вот штуки, также бы гофрировали, и она бы у нас должна была быть примерно вот такой высоты, как этот пучок, то есть не ниже, чтобы у нас был большой объем, потом средний и потом опять большой. Я просто не понимаю. Мне в какую камеру смотреть? А, я туда. В общем, если у нас будет макушка, мы ее будем прятать в середину вот этой, да, нашей такой предмакушки, как я ее называю, разгребать и просто невидимочкой. И она у нас должна быть выше, чем вот эта часть. То есть у нас должен быть большой объем, потом поменьше, а потом опять большой. В принципе, наш пучок готов. Надеюсь, вам понравился. В общем, пишите тогда сюда. Пишите тогда не знаю, можете в письмо мне ответить, можете в соцсетях написать, что вам интересно будет из следующих, да, мастер-классов. Вроде бы пока планируем 18 ноября, но это не точно, как говорится, да, потому что не только от нас зависит еще, от организаторов, все это нужно нам согласовать, придумать программу, да, которая вам действительно будет интересна, а не которую я там уже из своих каких-то личных соображений, да, потому что я так думаю, ну, как бы будет. Вот, я надеюсь, вам понравилось. Это мой самый любимый пучок. Я бы, вот, не знаю, всю жизнь бы делала средний пучок, греческую, наверное, 2 мои любимые прически. Потому что смотрится объемно, торжественно, красиво. И если вы будете такую прическу делать, да, в вашем городе, даже в маленьком, клиенты, я вас уверяю, будут у вас всегда. Вот вы будете один пучок делать, вот вам всегда будут ходить за этим пучком, постоянно, круглосуточно. Может, вам потом, конечно, надоест его делать, но в любом случае он смотрится торжественно и красиво. И вот как раз эль-стиль, как говорят, вот он. Все. Спасибо всем за участие. Что, есть вопросы?
Есть вопросы? Говорят. Благодарю, значит, я иду к вам учиться, не буду растрачивать, идите, не пожалеете. Но я еще недорого стою, на самом деле, ну, как мне кажется, да, потому что по сравнению с всеми обучениями, где я училась, ну, как бы программа, я так считаю, у меня достаточно большая и объемная. Спасибо вам большое, пребольшое. Все тогда. Спасибо организаторам, спасибо нашей бедной модели, которая высидела, да, и не подавала виду. Все, до свидания, увидимся. Что? Сертификаты, да, мы вам вышлем на почту в течение, ну, как я уже сказала, недели вместе с записью мастер-класса, который вы сможете... Да, отзывы. Но если вот мне говорят отзывы. Но в прошлый раз я отзывы не просила, но мне их так много написали, поэтому я не хотела их просить. Но если вам не сложно, конечно, напишите, мне будет очень приятно. Либо ВКонтакте на мою страницу, либо просто в личку. Вот, надеюсь, кто-нибудь увидит эти отзывы и тоже захочет поучаствовать. Все, всем спасибо, до свидания.